Раз. Ну что ж, доброе утро, дорогие друзья. Я думаю, можно начинать нашу встречу. Рада вас приветствовать в Национальной библиотеке Республики Коми. 2022 год особенный для нас, потому что Ленинка в этом году отмечает свое 185-летие. И одним из юбилейных мероприятий стал цикл «Федеральные библиотеки для местного сообщества». Впервые в нашем регионе главные библиотеки страны демонстрируют свои ресурсы, возможности, делятся опытом и знаниями. Сегодня библиотечную эстафету подхватила Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Эксперты расскажут о том, как менялась библиотека, обозначат задачи, которые стоят перед ней сегодня, поделятся опытом работы, новыми взглядами и подходами в библиотечной деятельности. И для приветствия гостей научно-технической библиотеки я приглашаю заместителя министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Вячеслава Васильевича Попова. Бурлун дона юртес, пучачола малате лун ясна скодос ми вочтам талун те мича арща товща уже поводядырьи и шия став бурса. Добрый день, дорогие друзья. Разрешите от имени исполняющей обязанности министра культуры, туризма и архивного дела Марии Алексеевны Волмастовой поприветствовать вас, уважаемых гостей Александра Сергеевича, уважаемую Екатерину Леонидовну, всех вас поприветствовать в этот достаточно слякостный день. Но я думаю, что все, зима скоро вступит в свои права, у нас будет белым-бело, будет снежно, и все будет просто здорово. Поэтому давайте хранить в сердцах тепло. И в течение года Национальная библиотека Республики Коми встречает главные библиотеки, как уже сообщалось, России на своей площадке. И в том числе Государственная историческая библиотека, Российская национальная библиотека, Президентская библиотека, ну и так далее. Сегодня продолжает юбилейный цикл мероприятий Государственная публичная научно-техническая библиотека России. И Александр Сергеевич, наш почетный гость, сегодня присутствует вместе с нами. Мы считаем, что эта библиотека – это лидер в развитии информационного обеспечения, науки и образования. Государственная публичная научно-техническая библиотека является технологической площадкой для внедрения и отладки инновационных решений по автоматизации библиотек. На ее базе разрабатываются крупные проекты в области библиотечной науки и новых информационных технологий. Мы очень рады, что сегодня первые лица крупнейшей научно-технической библиотеки нашей страны поделятся опытом работы, новыми взглядами, подходами библиотечной деятельности, представят востребованные ресурсы для читателей, исследователей и ученых. Нам на самом деле это очень важно, очень нужно. Мы уверены, что эта встреча вдохновит специалистов библиотечной деятельности и представителей научного сообщества нашей республики на воплощение новых идей и оригинальных проектов, которые будут способствовать развитию научно-технического прогресса в нашем регионе и в стране в целом. И разрешите от имени нашего министерства, от всех нас, Александру Сергеевичу, вручить вот такой научно-популярный очерк «Историческое культурное достояние Республики Коми». Спасибо большое. Овдаву комиму, овдаво джасовме, миян библиотека са, ужал сейчас и библиотека яс. Атте. Спасибо, Вячеслав Васильевич. Ну а сейчас с ответным приветственным словом мне бы хотелось пригласить генерального директора Государственной публичной научно-технической библиотеки России, кандидата технических наук Карауша Александра Сергеевича. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я поражен теми счастливыми моментами, которые я испытываю. Вчера только приехал, день на акклиматизацию, знакомство с местным колоритом, знакомство с библиотекой. Я поражен, насколько вам повезло. Насколько повезло тем людям, которые имеют возможность этим пользоваться. Мы вышли с самолета, а там легкий морозец. Я сам томич, только 3 года в Москве, поэтому у меня еще воспоминания работы. Да? И вот этот легкий морозец, первый, легкий воздух,
ну, кроме того, что он бодрит, он еще, конечно же, вселяет надежду на то, что все будет хорошо, все будет интересно. Природа меняется. Здесь изменено, вот мы зашли в библиотеку и увидели, как должна существовать библиотека, какой она должна быть. А когда мы начали разговаривать с кадрами, мы увидели ту энергетику, которую вы несете людям. Ведь, понимаете, стены изменить пространство – это не самое главное. Да, так должно быть, но это всего лишь визуальный эффект, встречают по одежке. А дальше уже идет взаимодействие. И вот чем интереснее человек, чем больше у него знаний, чем интереснее он видит перспективу, ну, я не буду там слово антологии говорить, да, чем глубже и интереснее у него антологии картины мира, тем с ним интереснее общаться. Однако мы увидели, что здесь совсем другое отношение к читателю, чем я видел во многих других библиотеках. И это, ну, во-первых, большая радость мне, как человеку, который хочет изменить библиотечное пространство страны. Ну, если там вот читали мои работы, я давненько уже этим занимаюсь. Вот, про новые форматы буду вам рассказывать и так далее. И я хочу сказать, здесь есть на что опереться. Дай Бог, чтобы ваш регион попал в, ну вот, в тот модельный пул кластеров, на который бы потом опиралась работа Министерства культуры. Ну, я постараюсь об этом рассказать на межрегиональном совете. Я вхожу в совет, межведомственный совет по развитию библиотек при Министерстве культуры, поэтому я там тоже замолвлю словечко. Там новая вот замминистра сейчас появилась, которая нас курирует. Все интересно. Ну, давайте к приветствию. Коллеги, здесь много интересных слов, но они протокольные, они говорят о том, насколько нам должно быть интересно работать вместе с вами, а вам с нами. Ну и все, вы, конечно, все это понимаете, но я опять же, вот знаете, вот от души опускаю руки, потому что с другими регионами так не удается поработать. И я надеюсь, что тот позыв, который вы создаете своей энергетикой, в том числе и серии мероприятий. Но поверьте, вспоминая, как раньше писатели объезжали всю Россию, рассказывали о своих творческих видениях, обсуждали с читателями, привлекали их, общество знания работало. Отголоски этого присутствуют в стране. И вот здесь мы видим вот кусочек этого проекта, когда вы заинтересованы в появлении, ну, скромно скажу, серьезных и великих библиотек, кой является ГПНТБ России, поскольку ГПНТБ России – это, если по величине смотреть, то это 6-я библиотека в стране по величине, а если смотреть по научно-техническому профилю, то это 1-я библиотека в стране, которая содержит обязательный научно-технический экземпляр государства. И экспертная функция, функция юридическая – доказать, что какое-то открытие было сделано на территории Советского Союза, какие-то были достижения, потом личные библиотеки Циолковского и других известных нам товарищей с пометками их чтения. Это еще предстоит открыть исследователям подобные вещи. Или архив, ну, допустим, космонавтики, который тоже представляет собой то, к чему еще и доступ-то не всегда открыт, но очень много было интересных моментов, на которые пока еще не обращают внимания, руки не дошли. И библиотека все это хранит, будет хранить и передаст это в руки исследователей, которые будут заинтересованы в этом. У ГПНТБ России в следующем году юбилей будет, поэтому ждем с ответным визитом. Вот. А здесь, опять же, 2 поздравления от лица ГПНТБ России и приветственные слова, и от лица Национальной ассоциации библиотеки будущего. Ну вот Национальную ассоциацию библиотеки будущего подписал президент Яков Леонидович Шрайберг, который является научным руководителем Государственной публичной научно-технической библиотеки России. Ну и вот приветствие от лица Государственной публичной научно-технической библиотеки России подписал я и Яков Леонидович Шрайберг, как научный руководитель. Поэтому вот здесь 2 таких поздравления со 185-летием. Вот, и, конечно, больших творческих успехов. Екатерина Леонидовна, вот, попрошу принять их. Да, спасибо большое. И вот здесь небольшой сувенир.
Наоборот? Ой, ну вот наоборот. Ну, как так? Ну вот не наоборот. Все хорошо. В библиотечном деле мы меняем целый план. Так, здесь у нас тоже нетленный килограммовый труд. Вот, здесь, значит, ну, во-первых, я задержу Леонидовну. Значит, здесь переиздание, вернее как, издание 20 докладов ключевых Крымской конференции. Кто знает, что такое Крымская конференция была на постсоветском пространстве, может, кто-то там был. Да, и каждый год на этой конференции Яков Леонидович Шрайберг делает большой доклад обзорный по отрасли. Он издавался отдельной книжечкой, но никуда не отдавался. Сейчас эти 20 докладов изданы в двухтомник. Он победил на многих профессиональных конкурсах. И, собственно, вот такой подарок. И биобиблиографический указатель, как бы правильно так сказать, очень интересная работа. Для библиографов полезная, посмотреть. Однако там не все реализовано. Мы еще один вариант сделаем и тоже отправим. Там будут еще более интересные технологии. А здесь труды Якова Леонидовича с описаниями. Спасибо огромное. Вот. Так, это один мешочек. Подожди. Так. Да, спасибо. Так, здесь приглашение на конференцию Липком, которая пройдет через месяц. Ждем. В этом году конференции Крым, к сожалению, не было. А конференция Липком воплотит в себе, кроме того, что не было в Крыму, еще и большую секцию ректоров учреждений культуры и ректоров высших учебных заведений. Пардон, уже заговариваться стал. Ну и хотелось бы отдельно отметить, кто был в Томске, знает такие конфеты. Спасибо. А поскольку я каждый месяц туда езжу, как место силы, Спасибо огромное. спасибо большое. У меня еще один подарок, да. Ну, Марии Алексеевне передаю большой привет. Так, дальше. Спасибо большое, Александр Сергеевич, за теплые слова, за подарки. Будем ими пользоваться. И конфетами, надеюсь, тоже. Ну что ж, а сейчас мне бы хотелось предоставить слово руководителю Национальной библиотеки Республики Коми Екатерине Леонидовне Данчиковой. Добрый день. Добрый день, друзья, коллеги, читатели Национальной библиотеки. Снова хочу поделиться этой радостью, когда мы принимаем таких дорогих, значительных, важных гостей в нашей республике. Библиотека научно-техническая России приехала в республику впервые, поэтому я горжусь, что вот бытует такое мнение «восточное гостеприимство». Переобзываем это название и говорим «северное гостеприимство». И я горжусь тем, что наш коллектив способен дарить радость, улыбки, мечты, я не знаю, что хотите. Мы все можем и готовы дарить нашим гостям. И это очень для меня отрадно, и я думаю, что гости тоже впитают в себя наши все положительные эмоции. Вообще Республика Коми по библиотечной, скажем так, по библиотечному направлению высоко оценена сообществом российским, поэтому нам как никому другому очень важно принимать таких передовиков, скажем так, флагманов в своем деле. Мы должны получать все самое лучшее, и наши коллеги, которые сегодня нас слышат еще и удаленно, вот сейчас в какую камеру говорить, всегда я путаюсь, поэтому библиотеки Республики Коми с очень большим интересом воспринимают все те опыты,
коллег, которые приезжают к нам в республику. Я очень благодарна, что публичная научно-техническая библиотека легко, без всяких уговоров откликнулась, приехала к нам. Такие вот организационные моменты были решены достаточно быстро и как-то вот без всяких проволочек, поэтому насколько эти люди тоже заинтересованы, чтобы давать России какие-то свои передовые технологии, опыты. И сегодня всем рекомендую, и руководителям структурных наших подразделений, нашей библиотеки, и тем, кто смотрит, руководители библиотек Республики Коми, поучаствовать во второй половине дня, где будут очень интересные доклады Александра Сергеевича, в том числе и его коллег. Удачной, продуктивной работы. Желаю всего-всего хорошего. Я думаю, что вы вынесете для себя много полезного, важного, потому что продвижение научно-технической информации в десятилетие науки и технологий, которые объявлены России, это надо уметь, знать и понимать, как это делают наши хедлайнеры библиотечной отрасли. Всем продуктивной работы. Спасибо. И уж заодно тоже ответный сделаю жест. Хотя не оставим, да, потому что уже Министерство культуры, представители тоже подарили книжку, но вам пригодится, вы будете в обмен резервный фонд отдал, вторая читается, поэтому вот библиотека Национальной Республики Коми, вот далее наши естественные историко-культурное наследие. Чтобы на фото. Именно те книжечки, которые, в общем-то, как раз попадают под вашу отрасль. Это научно-техническая специализация. Поэтому тут не страх, не... Конечно, мы понимаем, что вы разносторонние люди и готовы заниматься всему и читать все, но все-таки мы постараемся как-то приблизиться к вашей тематике. Спасибо. Спасибо большое. Потому что мы переходим к торжественной части нашего мероприятия. Торжественный момент подписания соглашения о сотрудничестве между ГПНТБ России, Национальной библиотечной ассоциацией «Библиотеки будущего» и Национальной библиотекой Республики Коми. Там 3 экземпляра. Фото на память обязательно. Спасибо. Ну что ж, мы укрепили наше сотрудничество подписанием соглашения, будем работать над дальнейшим развитием культуры. Ну а теперь, я думаю, мы можем приступить к выполнению нашей программы, заслушать доклады гостей. Встреча предполагает живое общение, поэтому, дорогая аудитория, дорогие гости, слушатели, если у вас возникнут вопросы, то после доклада обязательно задавайте их нашим гостям. Также, как Екатерина Леонидовна, желаю нам продуктивной работы сегодня, и слово я предоставляю Караушу Александру Сергеевичу, генеральному директору ГПНТБ России, с темой доклада «ГПНТБ России в информационном пространстве страны». Уважаемые коллеги, я лектор почти с 20 уже многолетним стажем, поэтому я буду смотреть на аудиторию. Если вы будете засыпать, я вам буду рассказывать анекдот какой-нибудь. Да, профессиональный, непрофессиональный, но, поверьте, очень много фактов я вам рассказывать не буду. Презентацию я дал на 280 слайдов с фотографиями. Если хотите, посмотрите, как развивалась ГПНТБ России. Действительно, ГПНТБ России имеет богатую историю. Это крупнейшая библиотека страны с научно-техническим фондом. Раньше в ней штат достигал до 2000 человек. Находилась она на Кузнецком мосту 12. Это вот раз и Кремль.
и, естественно, представляла из себя то заведение, в которое мог попасть человек только с кандидатской степенью. Студентов, аспирантов туда не допускали, потому что это была кузница информации научно-технической, которая получала практически обязательный экземпляр всего издающегося научно-технического, ну, скажем так, спектра знаний мира. Лучше комплектовалось только ВНИТИ по этому научно-техническому направлению, поскольку ВНИТИ, как вы вот исторически знаете, реферативные журналы делал и так далее. Второй по комплектованию, особенно иероглифических научных журналов и тех журналов, которые больше нигде не достать было, это была ГПНТБ России. Ну и так тоже, опять же, в качестве так анекдота, полуанекдота, по валюте ГПНТБ России была самой потребляющей. А что такое валюта в советское время, это действительно было очень серьезно. У ГПНТБ, ну, там же цифры в этой презентации, я кратко скажу, достигало копирование 9 миллионов страниц. Вот можете себе представить, пачка 500 листов, да, представьте пачку, ну, вот это, наверное, пол вот этого зала заложено пачками бумаги. То есть вот примерно такие объемы были. ГПНТБ была руководителем всех научно-технических библиотек СССР, всех республик, методическим центром центров ЦНТИ. Кто вот с опытом богатым, тот помнит, что это такое было для страны, для научно-технической политики. Было больше 900 организаций, которых библиотека снабжала научно-технической информацией, делала научно-технические обзоры. В ряде случаев они были закрыты, в ряде случаев открыты, но поскольку научно-техническая политика сейчас примерно та же самая ситуация, библиотека работает на этом направлении. У библиотеки нет классической книговыдачи, в котором мы привыкли понимать ее как в публичных библиотеках. Мы не выдаем книги на дом, поскольку книги у нас в единственном экземпляре, обязательное хранение, да, сразу в качестве информации, хранение у нас размерное. Кто знает, это когда книги просто добавляются на полку по мере их поступления, да, обязательный экземпляр. Они у нас не расставлены, поэтому задача создания электронного каталога, чтобы в этом в чем-то найти. Вот сейчас проблема, Российскую книжную палату присоединили к Российской государственной библиотеке. Ну, к вам приедет Вадим Валерьевич, он расскажет детальнее, директор Ленинки. Другой Ленинки, большой. Давай. Я не знаю, как вы конкурируете по бренду между собой. Ну, наверное, здесь, конечно, вы главнее. Вот. Вадим Валерьевич расскажет, как они с РКП сейчас взаимодействуют, потому что там книги расставлены тоже поразмерно, поформатно, да, и там нет четкого электронного каталога, поэтому найти там намного сложнее фонд. И для ГПНТБ России всегда стояла задача создать электронный каталог, потому что без него книги не найдешь. Они вот как есть стоят, а эти там 9 миллионов фонда не обойдешь. Ни ногами, ничем. То есть, чтобы было представить, 9 миллионов, представьте, какой это объем в километрах полок. Поэтому, естественно, были технологии, начиная с 50-х годов. Библиотека поработала со всеми технологиями, которые присутствуют у нас в стране. И химическое травление, там, и резервные копии, и все у нас было, и все у нас практически сейчас есть. Поэтому это вот в качестве эксперимента. А что у нас есть по текущему направлению из того, о чем мало кто знает? Почему мало кто знает в отрасли культуры? Потому что библиотека ГПНТБ России – это не библиотека по уставу, а научная организация. Мы научная организация, у нас научные направления, у нас ученые. А как и ВНИТИ, как и ИНИОН, и мы занимаемся в основном научными исследованиями. Они как раз направлены на обработку информации, на создание новых моделей работы с информацией и на подготовку каких-то технологических решений, которые потом типовые уже на всю страну. Национальная библиотека Республики Коми работала в системе IRBIS до какого-то времени, получила неописуемое удовольствие, перешла на систему APAC Global. Почему? Там отдельный вопрос. Система IRBIS продолжает развиваться. Те технологии, которые сейчас я буду рассказывать, они отчасти и для системы IRBIS, и для любой другой системы
Я могу про разные системы рассказывать. Если есть какие-то вопросы, по ходу я буду делать перерыв, перебивайте. Итак, ГПНТБ на примере проекта ИКАПСОН. Уходим сейчас в ИКАПСОН. Значит, здесь заместить доклад Соколова Юлии Владимировны Михайленко Ильи Ивановича. Извините, я уже начал заговариваться. Все-таки мне это большие выступления. Работа с информационным ландшафтом библиотеки. Что здесь у нас? Информационный ландшафт – это то, к чему стремится человек неосознанно. Осознанно мы стремимся к получению удовольствия, к хорошему времени, к проведению хорошего времени, к качественному проведению своего времени. Мы должны от времени получить полезность хотя бы. И на каком-то этапе мы делаем реперные точки, останавливаемся и говорим, а полезно ли я провел это время? Ну и дальше уже там рефлексия и вот эти вот все жизненные неустои. Да? Вот. Библиотека всегда изучает информационный ландшафт. Одна из таких технологий – это создание сводных электронных каталогов. Когда библиотека смотрит на страну, собирает со всех электронные каталоги и начинает их анализировать. Что в этом случае происходит? В этом случае происходит создание огромного ресурса. По масштабам этот ресурс, конечно, ну, если так сказать, ни в какие ворота. Поэтому те небольшие СУБД, которые существуют для работы с подобными масштабами, они, ну, я не скажу, что они заканчивают свою работу на уровне большой библиотеки или там небольшой, но вот, допустим, система, вот, на которой работает ваша библиотека, Адабас, да, она работала в российских железных дорогах, чтобы вы понимали масштаб ее. Все билеты в российских железных дорогах продаются через эту систему. Вот ядро СУБД, оно там. Вот масштаб этой системы, чтобы все обработать. Вот сегодня второй день, как Аэрофлот и ряд других наших авиакомпаний не делают бронирование билетов и не делают регистрацию онлайн-билетов. Вот мы так прилетели, за 4 часа прибежали в аэропорт, потому что нас сразу предупредили. Может возникнуть коллапс, потому что они переходят на новую систему. Насколько важен этот переход? Итак, основные задачи этой системы: организация хранения учетов электронных документов, создание статистики и прочее. Динамика, чтобы вы понимали масштаб, в этой системе 600 библиотек, которые сдают свои каталоги от и до, полностью. Дальше система начинает эти электронные каталоги обрабатывать, складывать, и получаются так называемые дедуплицированные записи. Это уникальная запись, которая создается единая на весь, ну вот условно, если книжка была в разных библиотечных системах, и она сложена в единую библиографическую запись, а там уже места хранения. И вот на основе вот этого существуют технологии, которые вы и мы привыкли использовать, там марк-записи библиографические. Понятное дело, для этого не подходят. Я еще буду потом после обеда рассказывать про научные форматы хранения данных, к которым приходят ученые библиографические, которые тоже не работают вот в том понимании, в котором библиографы привыкли. И будет сделан вывод, почему они отстают в том, что они ученым сейчас не нужны. И вот будет, расскажу. Это я так, анонс сразу после обеда, готовьтесь. Значит, записи в каталоге 22 миллиона дедуплицированных, остальных там 36 миллионов, ну и вот 55 миллионов всего записей. Этот каталог работает в автоматическом режиме. Он там сам что-то делает, сам что-то складывает, сам синхронизируется, сам пробегает роботом-пауком по всем электронным каталогам. Что в результате получается? Получается, что мы знаем, как каталогизируется одна и та же книга в разных библиотеках. Почему? Потому что каталогизатор – это уникальная личность. Ну, как они сами о себе считают. Вот. Уж извините, я тоже буду вот этими простите меня, я долгие годы, я все эти технологии знаю от и до, готов подискутировать и немножечко похамить. Простите, а если что-то будет вот на видео, вырежите, пожалуйста, чтобы людям не было
неприятно, потому что, ну, как вот, я как директор ЦБС долгие годы, ну, мог сказать такую фразу, там, борьба с читателями, борьба за читателей, да, но мы же все равно, вот, есть читатели, которые нас понимают, а есть читатели, которые нам нервы мотают, поэтому мы с ними боремся, вот, и желаем там их куда-то подальше или, наоборот, перевоспитать. Поэтому я такие термины буду употреблять, уж извините, ну, в том числе, чтобы взбодрить аудиторию, увидеть, что у вас лица не зафиксированы, а, ну, обладают мимическими еще функционалом. Спасибо. Вот. Большая полнота библиографических записей. Что здесь? Эти записи описаны разными людьми, и, соответственно, мы можем сказать качество записей. И еще один интересный факт. Каждая библиотека работает со своими какими-то информационными источниками, бэкграундом региона, краеведческим бэкграундом, ну, бэкграундом там, я не знаю, образовательным бэкграундом, да, вот стоит Кемеровский институт культуры, он студентов лучше дрючит, чем там, допустим, Западносибирский, поэтому там качество библиографических записей в этом регионе другое, да, и так далее. И вот как раз мы можем увидеть, как расписывается запись и как библиотека в соответствии со своим стандартом индексации индексирует. У кого-то ББК средних таблиц, у кого-то ББК, там, ну, вот, библиотек универсальных, у кого-то УДК, у кого-то ГРНТИ, ну и понеслось, да, в зависимости там от своих, где кто-то даже по УЭСРу есть такая система классификации, расставляет фонд. Все зависит от того, для кого мы расставляем. А для заводов уж тем более, там у них вообще по так называемым их местным ГОСТам. И когда мы собираем эти записи на одну и ту же книгу, мы можем сказать, как системы между собой взаимодействуют, где код УДК соответствует какому коду ББК. Пока мы это визуально, ну вот представьте, да, открыли ББК, открыли УДК, открыли ДДК и утомились. Утомились, сразу их открывая, потому что, ну вот, все. Дальше уже сравнение не пойдет. А здесь все это в автоматическом режиме. Мы видим, что вот тут товарищи откаталогизировали такой код, здесь такой код. Понятно, что взаимного соответствия нет, но хотя бы подобраться к этой теме с научной точки зрения, повторяю, с научной, с библиографической, это можно. Мы хотя бы видим какие-то кластеры информационные. Это уже работа с большими данными, о которых говорят, что вот библиотеки не работают с большими данными. Вот вам большие данные, пожалуйста, работайте, если, ну, как бы вот возможности есть. Поэтому СУБД тоже позволяет очень многое. Ну и поехали дальше. Что сейчас имеется в этой системе? В этой системе имеется присвоение уникального идентификатора документам. То есть система может сказать, две библиографические записи из разных регионов, в том числе по-разному расписаны, она может сказать, одна это запись или нет, с вероятностью примерно 98,7%. Мы так замеряли. Да, конечно, не все. Люди разные, люди ухитряются ошибки набивать так активно, что даже система ни одна не справится. Но все равно. Дальше присвоение. Полнотекстовый поиск. Уже давно сделаны, это еще на заре 2000-х годов, был у нас профессор Макогонов, который потом уехал в Мексику, и там, кстати, лингвистическая школа, кто из исследователей будет работать с лингвистикой языков, то обратите внимание на Мексику, там очень хорошая лингвистическая школа цифровизации. И очень много проектов идет оттуда. Ирбис уже тогда умел брать полный текст и выделять оттуда смысловые ряды. То есть можно было ключевые слова с большой степенью вероятности определить связи между этими словами и построить так называемое дерево смысловых рядов полнотекстового документа. Может быть, это не настолько эффективно было, но это было интересно. Транскрибация. Что такое транскрибация? Это распознавание. Вы все видите, как автоматически создаются титры к видеофильмам, к аудиофильмам. То есть когда мы аудиофайл сейчас, ну, допустим, вот конференция идет, да, что мы будем перенабирать ее руками? Нет, вот есть транскрибация. Загнал в компьютер, она его распознала и сделала цифровой ряд этих документов. Понятно, что там будут ошибки на первом этапе, но потом искусственный интеллект дообработает, посмотрит, что таких вот словосочетаний в русском языке нет, как система распознала, и заменит их более-менее адекватными словосочетаниями. Ну или какие-то такие не очень правильные слова, если мы говорим о там, цифровизации там, разговоров повседневных и прочее, она заменит на более-менее адекватные слова, которые можно публиковать.
Вот. И все это и видео, и, в общем, к сожалению, мы пока не умеем распознавать ландшафты. Вот немцы уже умеют распознавать ландшафты, то есть они могут сказать, вот, например, запрос. Это мы были в 2015 году на конференции ИФЛА. Запрос. Показать фрагмент видеофильма, который снимался в 60-х годах на такой-то земле Германии, в таком-то месте, где бы был такой-то актер. И система выделяет минуту этого фильма и показывает конкретно эту местность в этом фильме. Вот библиографический запрос. Вот возможности. Мы пока не умеем ландшафты сравнивать. Но существует база интеллектуальная. Вот все вы делаете фотографии, потом выкладываете в интернет. Все, что вы сделали, там есть геотег, метка. Не думайте, что про вас никто не знает. Эта метка уже давно привязана. Можно ваши файлы бросить на атлас, который у вас существует в телефоне, и он вам распределит, где вы эти фотографии делали. Вы прямо увидите, в каких местах вы делали, потому что GPS-координаты там хранятся. И, в общем, если сравнивать вот эти места с какими-то видеофильмами, то все это можно восстановить, определить, ну и дальше уже выполнять те запросы, которых пока мы выполнить не можем. Ну, как вот библиотекари. Единый банк данных ВКР российских вузов, что у нас имеется. Что такое ВКР? Студенты знают, они к этому идут, и, надеюсь, успешно этот этап в своей жизни пройдут. Это выпускная квалификационная работа. Так вот, когда мы взяли эти ВКРы и стали смотреть их, прогонять на антиплагиат, выяснилось, что результаты публиковать нельзя. И вы знаете почему? Ну, предыдущих лет. Сейчас-то со всех студентов, ну, в общем, с антиплагиатом была такая работа. Дальше. Сводный каталог серой литературы. Что такое серая литература? Это литература, которая издана где-то на местах и не попадает по обязательному экземпляру. Это результаты каких-то конференций научно-технических, которых нет ни у кого. Они никуда не ушли. Они вот в институте где-то проведены и там осели. Порой там бывают неплохие работы. О них информации никакой нигде нет, кроме вот этого вот справочника. Мы не можем, то есть и выполнить, например, а были ли выполнены работы, но я про науку буду рассказывать дальше. Сводный каталог журналов, издаваемых российскими организациями. А вот сколько всего, начиная с какого-то года, существовало наименований журналов. Ну, конечно, такой запрос шизофренический, да, но все-таки. Вот сколько существовало наименований? 59 тысяч наименований существовало. Что-то, по-моему, такая цифра, да, Ольга Борисовна, или 359. Ну, там фотография была, я ее не помню. Она вот в большой, где там 280 слайдов, уж извините. Вот, очень много. Дальше, банк данных взаимосвязанных документов с библиотеками-участниками. Что это значит, взаимных заимствований? Это мы можем определить, какая библиотека у какой взяла запись библиографическую. Там же хвостики-то ходят, кто про блокчейн интересуется, но это тоже, но это еще не технология блокчейна, но когда вот мы все хвостики соберем, мы знаем, кто создал первую запись, кто ее тяпнул, кто ее доредактировал, кто ее опять отдал, ну и так далее, и так далее. И мы можем сказать, кто из библиотек является лидерами каталогизации страны. Можно? Можно сказать. Ну, у кого берут больше всех. Дальше. Перспективы развития. Анализ обеспеченности обучающихся литературой. Здесь мы говорим не только про бумажную литературу, но про электронную литературу. Если у нас учебник где-то спрашивается, в том числе электронные, ну, библиографические записи на любые источники здесь есть, да, то мы можем с большой степенью вероятности сказать, этот вуз, это я сейчас говорю про экспертную функцию, мы проводим экспертизу и кандидатских, и докторских, и много там еще чего, вот, и научных достижений, и НИОКР. Мы можем сказать, что в этом вузе недостаточное комплектование, потому что они плохо комплектуют современные источники. Ну, или хуже, чем другие вузы передовые. Да? И вот обратите внимание на это. Это, опять же, значимость библиотеки в дальнейшем. Дальше, ну и вот тут много-много инструменты для автоматизации процессов по всем дисциплинам и рекомендации литературы по дисциплине с учетом наличия в фонде подписных ресурсов. Это я буду про рекомендательные системы, если времени хватит, тоже расскажу. Что существует с рекомендательными системами в библиотечном деле и как вообще цифруется рекомендательная функция. Ну и анализ востребованности литературы в библиотеках. Профили авторов. Коллеги, ну про связанные данные мы все говорим, они должны быть связаны. Как
отдельный рассказ будет. И здесь как раз мы видим, мы можем создать профиль автора по такому большому файлу. То есть, а именно создать список его трудов на лету. То есть вот есть автор, мы его выбираем, и в этом каталоге что есть. Скорее всего, ну, если мы говорим о великих авторах, они половину не знают, что они где наиздавали. Ну, во-первых, везде рассылают, а во-вторых, они, как правило, все в возрасте. Вот, поэтому там своя специфика, но помочь сделать, вот мы любой библиографический указатель начинаем делать для какого-то великого ученого и находим очень много трудов, о которых ученый даже не догадывается. Ну, мало того, вот у нас последний случай был, да, Курчатовский институт получил премию, получил... Не Курчатовский? Академия наук получила премию, государственную премию в 2012 году, да, по-моему, или в 2014, вот, получила премию и не смогла найти источник, за что она его получила. Ну, бывает и такое. Понимаете, вот, ну, всякое вот бывает, и нужно было найти этот источник и посмотреть, где он в библиотеках существует. Ну, вот так получили премию, что, видимо, так отмечали, что... Вот. Связи с внешними наукометрическими системами. Что вы все, если вы работаете с наукометрией, вы знаете, что ученые меряются между собой вот этими наукометрическими показателями. И чем важнее ученый, тем больше у него вот этих вот коэффициентов. Там они разные, и вот как их привязать? А может, у него не все в этих наукометрических системах, потому что вот у меня там, допустим, в eLibrary у меня, по-моему, 5, а в Scopus у меня 2. Я там хуже, или я там лучше, или я там другой. Вот как их между собой сравнить? Как сказать, что автор, ну, в принципе, товарищ пишет более-менее нормально. Дальше отслеживание активности в виде связанных данных система ФРАТ, но это уже так. И библиографические указатели, это перспективы развития. Анализ классификационных систем, ну, это вот то, что я в 2 словах рассказал про переходники. Мы можем создавать полуавтоматические переходники, сравнивая, как каталогизаторы расписывают одну и ту же книгу в разных системах классификации. Вот. Ну и это, конечно, большие данные. Импорт тоже наукометрических данных. Технология интересная. Библиотека получала эти данные в Web of Science и Scopus долгие годы. И что из себя хранят эти данные, чтобы вы не были идеалистами, а это лучше вырезать. Вот, потому что штука следующая. Если раньше все, что делал человек, особенно студент, особенно Советского Союза, оседало в библиотеке и никому не отдавалось, то сейчас студент выходит в Web of Science или Scopus, делает поиски, это все хранится в системах, и он уже попал. Он попал уже под разборку. Дальше он пишет первую свою статью, система искусственным интеллектом анализирует, что статья неплохая, и вывозит этого студента. Все. Этот студент даже не успевает влиться в научную общественность страны. Мы это называем как? Ну вот как называем, так сейчас и существует, да, проблема. Потому, и это большая государственная задача, с которой нужно что-то делать, иначе перекачают всех, даже не успев, я не знаю, скоро с детского сада сразу будут вывозить. Вот. Хорошо или плохо? Не знаю, но вот страна так развивается. Поэтому с этим нужно, опять же, повторюсь, решения принимать, смотреть и вот эти технологии убирать. Строить организации, которые, как раньше Венетия и Неон, издавали реферативные журналы для ученых, а уже в дальнейшем давали им информацию для работы. И не светили ученых на всеобщее обозрение. Ну и дальше уже этих ученых всяко разно не фиксировали. Вот посмотрите, что сейчас с нашими учеными творится. Они боятся выезжать за границу, потому что цап-царап. Вот вчера была фраза, кто слушал президента. Вот. Спасибо в этом плане. Так, в полчаса я уложился, старался.
У меня еще там один доклад, но я подумал его перебросить. Потом там у меня много докладов. Мы по ситуации. Я по глазам буду смотреть, как у вас информация усваивается, и буду потихонечку делать перерыв от себя, разбавляя моими коллегами. Спасибо. Если будут возникать вопросы, я в этом здании буду находиться, вылавливайте. Если скромно и задать пока не можете, да, там, ну, в силу специфики там, интровертов, да, вот. А если возникнут вопросы, если сил хватит и смелости задать, задавайте здесь. Я готов ответить. Ну что, дорогие друзья, есть вопросы к Александру Сергеевичу? Коллеги? Вопросов пока нет, пока переваривают информацию, но я думаю, они обязательно появятся. Ну что ж, дорогие друзья, мы переходим к следующему докладу. Доступ к научно-технической литературе для регионов. Возможности ГПНТБ России. И мне хотелось бы пригласить заместителя генерального директора ГПНТБ России по библиотечной работе Ольгу Борисовну Ушакову. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рада вас приветствовать. Я присоединяюсь ко всем теплым словам, которые сказал Александр Сергеевич, потому что это наше общее мнение нашей делегации. Вы вдохновили нас, вы нас восхитили, и мы очень хотим, чтобы наши ресурсы тоже вам помогали в вашей профессиональной деятельности. И мы очень хотим, чтобы благодаря нам жители республики имели простой и удобный доступ к научно-технической литературе. Вообще, если вы вспомните советский период, кто помнит, для молодежи скажу, что научно-техническая литература раньше была очень-очень доступна. Она издавалась большими тиражами, она находилась в библиотеках предприятий, в библиотеках министерств, были ЦНТИ, то есть доступ к ней был. Если вы подумаете, где современный человек, вот профессионал в какой-то конкретной узкой области, где он сейчас может взять научно-техническую литературу? Вот ему по работе надо. Вот просто подумайте. В книжных магазинах эти разделы крайне малы. Крайне малы. Тиражи этой литературы смехотворны. Что такое 100 экземпляров? Что такое 300 экземпляров на такую огромную страну? Эту литературу практически невозможно взять. Кроме того, она в разы дороже, чем художественная литература. И поэтому сейчас доступ к научно-технической литературе – это сложно, и это очень затратно. И далеко не все регионы, и Минкульт, он не будет вас финансировать, покупая вам огромное количество именно научно-технической литературы, даже если ваш регион промышленный. Даже если у вас промышленность в регионе, понимаете, это серьезные очень вещи. И здесь на помощь приходим мы, федеральные библиотеки. Вообще, когда я разговариваю со студентами разных вузов, я начинаю разговор с того, что сейчас мы живем в то время, когда библиотеки должны снова выходить на первый план. Почему? Потому что библиотеки всегда не просто собирали информацию, а они являлись охранителями от информационного шума, фейков и подлогов. У меня обычно собрано несколько примеров. Я для вас в профессиональной аудитории приведу только один. Поднимите руку, пожалуйста, особенно прошу поднять молодежь, если это так. Кто пользуется Википедией? Ну, молодежь, как правило, пользуется, да? Смотрите, Википедия, когда я разговариваю с более такой узкой аудиторией, я спрашиваю, а почему вы верите Википедии? Вот кто-нибудь может мне сейчас ответить? Вот я так же, как Александр Сергеевич, я очень хочу, чтобы вы как-то включились. Да, да, да.
Да. Вот смотрите, ситуация. Реплику? Ага. В микрофон. Ой, спасибо. Не смог удержаться про реплику ответственности. В Википедии люди пишут, мягко так скажем, безответственно. Почему? Потому что, кто знает, первый состав редакции Большой советской энциклопедии за ошибки всех расстреляли. Поэтому вторая редакция советской энциклопедии считается очень правильной и очень качественной. Понимаете? Вот она цена ответственности. То же самое, почему научные издания проходят горнило рецензентов, потому что они им скажут: товарищ, врешь. А в Википедии никто не скажет. Поэтому это вылезет только позже, когда уже там где-то кто-то всплывет. Это ответственность прежде всего. Спасибо, Александр Сергеевич. И вот посмотрите вот этот слайд. Я не зря его показываю. Все дело в том, что в нашем журнале, который издает наша библиотека, научно-технической библиотеки, в 5-м номере есть статья, которая как раз один из аргументов, почему нельзя пользоваться Википедией, либо, если вы уж ей пользуетесь, то вы не просто ходите по ссылкам, а проверяете эти ссылки. Вот поверьте мне, гораздо проще к достоверным источникам обратиться, чем пользоваться Википедией, потому что она вас вводит просто в заблуждение. Вот обратите внимание, есть статья, которая называется «Менеджмент знаний». До сих пор эта статья в Википедии есть. И в этой статье идет ссылка, что Карл Виик в 1986 году ввел это понятие. И даже дается ссылка, убрал этот слайд, даже дается ссылка на издание. А вот автор статьи не поленился и прошел по этой ссылке и стал искать это издание в библиотеках. А этого издания не существует. То есть он провел поиск во всех библиотеках страны, и потом он обратился к Карлу Вейгу, который, слава богу, жив-здоров, и он ему ответил. И он сказал: я никогда в жизни ничего подобного не писал. Поэтому понимаете, в чем дело? Именно сейчас библиотеки как раз могут предоставить бесплатно достоверную, качественную информацию. И я представляю, когда мы говорим о ГПНТБ России, я представляю как раз библиотечное направление, потому что мы 3 в 1. И мы молодая библиотека, мы созданы недавно, нам будет всего 65 лет в следующем году. Наша тематика комплектования, вы ее видите на экране. Мы получаем обязательный экземпляр, Александр Сергеевич говорил. Что это значит? Это значит, что все, что издается в стране по вот этим тематикам, поступает к нам. В советское время закон исполнялся отлично, и мы владеем уникальнейшим фондом. Кроме того, очень много мы ищем дополнительно, если какие-то лакуны в комплектовании, мы ищем и находим. И что-то мы, конечно, закрываем сейчас электронно-библиотечными системами. Фонд большой, фонд распределенный. Я после обеда буду говорить, что нужно помнить, когда вы пользуетесь нашим фондом. И у нас огромное количество электронных ресурсов. То есть вы, сидя здесь, скажете: зачем нам вот этот бумажный фонд ГПНТБ России? Это неинтересно нам. На самом деле интересно, потому что, во-первых, вы сможете у нас найти то, чего может не быть у вас. У нас очень хорошая служба МБА, очень клиент-ориентированная служба МБА. У нас огромное количество абонентов этой службы, и мы находим те источники, которые очень многие не могут найти. И если вы посмотрите на видовой состав фонда, у нас есть очень интересные источники, которых нет больше вообще нигде. Просто больше нигде в стране. Несмотря на то, что мы библиотека молодая, и у нас редкого фонда мало, тем не менее у нас есть уникальные материалы. Например, неопубликованные переводы. А вообще, когда в СССР должен был осуществиться перевод какой-то статьи из зарубежного технического журнала, никто не имел права это делать самостоятельно. Был запрос во Всесоюзное бюро переводов, и профессиональные переводчики, которые специалисты в этой конкретной области, они делали перевод и отправляли абоненту. Так вот, фонд этих переводов, он никогда в ВЦП не хранился.
Он отдавался профильным библиотекам. Так вот, все, что касается науки и техники, все это у нас. То есть это интереснейший фонд, и найти его можно только у нас. 75% этого фонда хранится сейчас на микроносителях. Это микрофиши, микрофильмы. И самая-самая там маленькая часть – это в бумаге. А вот электронные ресурсы до недавнего времени почти были сопоставимы с печатными ресурсами. И, конечно, вы знаете, что лицензионная политика компании во многом такова, что только из помещений библиотек. И вы скажете, нам это тоже не интересно, мы редко ездим в Москву. Но на самом деле все совершенно не так. Вы видите, что у нас ресурсов много. На сегодня это 135, правда, иногда отваливаются ресурсы. Ну, вот вы сейчас знаете, что период такой с февраля начался. Вот с ноября у нас Reaxys не будет доступен, но есть способы, про которые мы поговорим после обеда, когда можно выйти из этой ситуации. У нас, так как мы на дом не выдаем, у нас 7 читальных залов. А у нас специально построенное здание, оно, конечно, уже теперь не на Кузнецком мосту, но, поверьте, оно достойно внимания. И то, что у нас нельзя брать из здания на дом, компенсируется тем, что у нас есть сканеры для самостоятельного сканирования, когда сам читатель, он может нужный фрагмент отсканировать. То есть, когда мы сканируем как библиотека, мы нарушаем закон, если вдруг мы сканируем. А если читатель сам для своих научных образовательных целей себе сканирует, то это можно. И стоят специальные сканеры. Пользоваться нами может любой гражданин России и иностранных государств, достигший 14-летнего возраста. Вот то, о чем Александр Сергеевич говорил, то, что мы раньше были абсолютно закрыты для всех, кто не является научным сотрудником, сейчас мы открыты, то есть мы с 14 лет записываем. Еще один такой нюанс очень важный, у нас нет санитарных дней. Мы настолько любим своих читателей, что мы для них открыты всегда в часы работы библиотеки. А все внутренние работы мы делаем в свободное от основной работы, от обслуживания время. И вот те ресурсы, про которые я сегодня вам говорю, я сначала так очень по верхам вам расскажу, а после обеда расскажу подробно. На специальной вкладке в разделе «Ресурсы» вы увидите электронные ресурсы удаленного доступа. У нас есть 2 ресурса, про которые вы можете не догадываться, что его можно найти у нас. Это экологический раздел и раздел Центра шахматной культуры и информации. Вот догадаться, что в фонде ГПНТБ России есть очень большое количество, один из лучших фондов в России вот по этим 2 тематикам, вы, в принципе, вряд ли где могли, то есть представить, да, сами по себе. Но у нас уникальнейший фонд. Центр шахматной культуры и информации собирает и книги, и сами шахматы. У нас потрясающая коллекция, у нас проводятся сеансы одновременной игры. В общем, про это можно говорить отдельно. И ресурсы это отдельные. Еще раз напомню про Экопсон. Еще раз. Когда вы делаете библиографический поиск любой, вы сюда должны заходить и искать. Потому что очень многие вещи находятся только здесь. И когда вы смотрите на раздел «Ресурсы», всегда обращайте внимание на раздел «Ресурсы открытого доступа». Вы скажете, мы ресурсы открытого доступа можем найти сами. Не найдете. Почему? Потому что у нас сидят эксперты, которые отбирают из всех ресурсов открытого доступа самые лучшие, которые касаются технических наук. И если вдруг какой-то ресурс у нас уходит из подписки, из национальной или нашей подписки, то мы всегда находим какую-то замену. То есть мы наших пользователей не бросаем. И вот сейчас, когда у нас будет информация о том, что Reaxys у нас уходит из России, мы сразу даем информацию о том, а какие ресурсы хотя бы частично могут Reaxys заменить. И очень многие регионы, жители регионов, научные сотрудники регионов
профессионалы, которые занимаются какими-то разработками новыми, они знают, что даже если какие-то ресурсы доступны только из зданий библиотек, а может быть такое, что в регионе вообще ни у одной библиотеки нет доступа к этим ресурсам. Ни у одной. У нас таких регионов очень много. Если вы вот заходите и смотрите на перечень ресурсов и видите там зелененьким удаленный доступ, это значит, что это зарубежных ресурсов касается. Это значит, что если вы вдруг в Москве, а такое бывает, в командировку или приехали, вы с тем устройством, с которого потом будете работать, заходите к нам, записываетесь, и пройдя вот по вот этой инструкции, которую видите на экране, которая выходит, когда вы нажимаете на зелененький словосочетание «удаленный доступ», вы проходите эти все шаги, и от 30 до 90 дней, в зависимости от политики поставщика контента, вы имеете доступ с этого устройства. Это важно. И вы, как библиотекари, должны своих читателей тоже на это ориентировать. Ведь так часто бывает, что люди не знают об этой возможности, а вы должны им про это рассказывать. Ну и то, что вам понятно и вам доступно, и нашим многим коллегам из регионов очень важно. Поднимите, пожалуйста, кто не получил читательский билет сейчас? Кто не получил? Ага, то есть в основном все получили. Рекомендую вам остаться после обеда, даже если вам сложно. Дело все в том, что я расскажу, как им пользоваться и что он дает. Там огромное количество ресурсов, на несколько миллионов. Можно сказать цифру? Нет? Можно, да? Больше 4 миллионов рублей будет. Вот эта карточка, которую вы держите, да, это ресурсы информационные, которые куплены на федеральные деньги для того, чтобы как раз все читатели, которые к нам записались, могли этими ресурсами пользоваться. У вас есть у каждой вашей библиотеки такие деньги, чтобы такие ресурсы подписать? Вот именно поэтому мы очень рады, что мы ездим в регионы и даем такую возможность регионам. Если вы посмотрите, кто знает вот название этих электронных библиотечных систем? Поднимите, пожалуйста, руки. Не все, да? А вот студенты, поднимите, пожалуйста, руки. У вас есть хотя бы один этот ресурс вот в доступе? Вот вы же учитесь. Этих нет ресурсов. Есть? Какой? Лань. Ага. Лань, да? А вот теперь посмотрите, сколько у нас ресурсов в основных коллекциях. Что это значит? Что там полный комплекс, в полных текстах, абсолютно легитимно эти все издания вы можете использовать. И поверьте мне, когда мы начинаем разговаривать со студентами, допустим, технических вузов, мы рассказываем им прежде всего, что у них будут самые лучшие выпускные квалификационные работы, потому что тот перечень источников, которые находятся в этих базах данных, просто так вы нигде не найдете. И в интернете их не будет просто так. Ну, есть, естественно, у нас ресурсы, которые доступны только из здания библиотеки, ну, например, система Техэксперт. Очень часто, когда специалистам технических именно направлений нужны всякие РД, СНИПы, ГОСТы, они говорят, мы найдем их в интернете. Вот кто РД, СНИПы, ГОСТы ищет в интернете? Поднимите руки, если надо. Не верю, что никто не ищет. Через консультант, да, через консультант, но в консультанте может не быть именно тех изданий, которые вам нужны. А в консультанте есть графический образ ГОСТа? В гарантии есть. В гарантии есть все. Вот понимаете, я почему такие вопросы вам задаю? Потому что я 14 лет работала в библиотеках РЖД. И я знаю, насколько нужна техническая информация тем людям, которые работают в технике. Да? И к чему приводит, когда вы не используете правильные источники. И вот, например, такая ситуация. Воспользовались для производства цистерн, воспользовались ГОСТом, который нашли в интернете. А я до этого ходила и просила у руководства, давайте купим специализированную систему, которая работает с ГОСТами. Мне сказали, ну что же, ну есть же все в интернете, ну зачем же? И систему не купили.
А потом дорога попала на многомиллионные иски, которые на тот момент просто в разы были больше того, что я просила, потому что кто-то, кто разместил скан этого ГОСТа, сознательно изменил там допуски. Понимаете, в чем дело? Вы как будете гарантировать достоверность этой информации, которую вы берете в интернете? Да никак просто. Когда у вас есть поставщик контента, то ответственность несет поставщик контента, и вы, как библиотекари, обязаны знать, а что это за поставщик, и очень серьезно относиться к тому, кто у него отвечает за качество. И почему именно у ГОСТов надо смотреть качество? Потому что когда вы берете, допустим, из консультанта, и там нет графического образа ГОСТа, то там там же люди все или система распознает, да? Вот одна малейшая ошибка. В технике это принципиально важно. Одна малейшая ошибка, и все. И огромные убытки. И еще у нас есть Литрес. То есть все, кто получили читательские билеты, имеют возможность получить логин-пароль от нашего Литреса. Чем отличается наш Литрес от вашего Литреса? Тем, что у нас доступ к деловой и научно-технической литературе. Это уникальная абсолютно ситуация. Мы единственная федеральная библиотека, которая работает с этим проектом. И если вы вспомните литературу, вот это то, что называется нон-фикшн, сколько она стоит? Она стоит очень дорого в бумаге. Как много библиотек имеет возможность покупать такие книги через Литрес? Вот здесь есть у нас коллеги, которые могут сказать, сколько здесь ограничений на приобретение литературы? В Литресе у вас. Насколько? Какая? Ну вот свыше скольки? Свыше 500, да? А теперь вспомните, сколько стоит техническая литература. Вот просто вспомните. Ее средняя цена начинается от 700 рублей. От 700. Какая вероятность, что люди смогут купить? А может быть, этот учебник или это издание нужно им на 5 минут, на полчаса, посмотреть что-то техническое? Да? Конечно, наши читатели почему используют активно Литрес, наш, да, именно ГПНТБ России? Они могут быть подписаны на Литрес в других библиотеках, а приходят именно к нам еще. Почему? Потому что мы покупаем издания, и у нас нет таких ограничений. Вот, потому что мы знаем, что техническая литература стоит очень дорого. И мы покупаем один и тот же формат, и электронный, и аудио. И у нас бывает такое, что мы с читателем даже в переписку вступаем, потому что мы его просим объяснить, а зачем ему нужно. Ну, например, книга стоит 11 тысяч, да? И она узкотематическая, и она не относится к тематике, она смежной тематики. Вот здесь мы можем вступить в переписку и узнать, да, собственно, зачем, почему и для кого, для каких читателей эта книга может быть нужна. Но все равно у нас есть еще и БСки, на которые мы подписаны. И если книга очень дорогая, и она есть в БСке, то мы их перенаправляем. Мы стараемся не покупать то, что есть в наших электронных библиотечных системах. Мы государственные деньги 2 раза не используем. То есть электронные ресурсы у нас, они дополняют наш фонд, они позволяют сервисно, то есть обеспечивать сервис удаленный, ну, потому что у нас же это все только в бумаге, и только надо было раньше приходить. Вот. И самое главное, что мы таким образом закрываем лакуны обязательного экземпляра. К сожалению, огромное количество издательств сейчас не выполняет закон, либо выполняет его очень избирательно. Ну, мы стоим 12-е в списке получателей обязательного экземпляра. 12-е. И если издательство передало всего 5 экземпляров, то мы эту книгу не получим. А так как я являюсь замом по библиотечной работе, то, понимая, что человек, который имеет доступ к такому количеству ресурсов, у него нет времени ходить по всем ресурсам,
я настояла на том, чтобы наши айтишники, а наши айтишники самые лучшие айтишники, чтобы они добавили библиографические записи на электронной библиотечной системе, к которой мы имеем доступ, к нашему электронному каталогу. И мы провели анализ, и оказалось, то есть анализ на соответствие, то есть записи тоже дедублицируются. То есть если одна и та же книга есть и у нас, и в АБС-ках, то записи дедублицируются, и библиографическая запись одна. И мы видим, где она есть. Да? Так вот, мы провели анализ, и оказалось, что в некоторых электронных библиотечных системах, а это значит в некоторых издательствах, допустим, вот я вам просто назову цифры, 717, например, книг. И это, допустим, издательство 100% соответствует нашей тематике. Это значит, книги все должны были поступить к нам. И там должно было быть 100% совпадение с нами, с нашим фондом. А из 717 только 2, например, книги в нашем фонде есть. Представляете, насколько сейчас не выполняется обязательный экземпляр? А к чему это приводит? Это приводит к тому, что следующие поколения уже не получат эти издания. И сейчас мы, когда разговариваем с издательствами, мы им про это пытаемся информацию донести. И вы, как библиотекари, тоже, если есть издательства, которые ваши региональные вдруг не исполняют обязательный экземпляр, обязательно им объясняйте, что они обкрадывают не себя, они обкрадывают будущих поколений. Потому что сейчас мы, допустим, подписку эту обеспечиваем. А если завтра что-то получится не так, и мы не сможем ее покупать, то доступа к этой литературе не будет. Это вот как раз пример, когда мы делаем один тематический запрос по искусственному интеллекту за такой-то период, и у нас выходит перечень каких-то изданий. Мы же привыкли к чему, да, в стандартном варианте, когда у вас электронный каталог, это электронный каталог тех книг, которые у вас есть в фонде. И очень немногие библиотеки вот делают так, как мы, когда дедублицируют записи и читателю облегчают поиск. И вот мы нашли какую-то книжку. И вот вы зашли в полное описание и видите, что там есть переход, какая-то гиперссылка. А это гиперссылка на полный текст этого издания, если вы авторизованы, а вы с читательскими билетами авторизованы, допустим, то вы заходите и полностью, вы сразу попадаете на полный текст этой книги. У нас есть в фонде уникальные книги, которые нам достаются благодаря тому, что мы дружим с многими организациями. И вот у нас Ассоциация научных центров передала нам книги, которые они издают. Очень часто организации, знаете, вот издают и оставляют только у себя. И книги могут быть изданы 50 экземпляров, 100 экземпляров. И вот они разошлись вот внутри, и все. А мы вот работаем с коллегами и собираем такие фонды. И вот, например, Ассоциация государственных научных центров, коллекцию можно получить. Чем мы еще интересны? Тем, что у нас фонд, хотя и стоит по формату, да, но индексирован в каталоге по УДК и ГРНТИ. Это важно, потому что технари ББК не знают. И когда они делают поиск сами, им ваш ББК не скажет ничего. Они не смогут по нему искать, а по УДК смогут. Еще мы делаем всякие каталоги выставок, если у нас проходят такие выставки. И посмотрите, это я вам просто показываю, как выглядит полный текст. Вы очень часто будете встречать полные тексты у нас в каталоге. Это если мы имеем права, допустим, на какое-то издание. То есть там может быть оглавление, вы можете там делать свои закладки, и если вы авторизованы, то это все останется. Вы заходите в эту книгу, и там будут ваши закладки. И если там есть сохранить исходный документ, это значит, что издание можно скачать, получить его в формате PDF. Еще у нас в каталоге описаны все наши ресурсы, то есть у нас есть запись в каталоге на тот ресурс, на который у нас есть лицензионный доступ. Кто так делает? Покажите мне ручки. Никто не делает. А у кого есть подписка на что-то еще, кроме... Да, пока да. А вы какую библиотеку представляете? Академия наук. А у нас, да. У нас пока еще, да. Не, у нас еще. Скопус еще есть. Web of Science уже нет, конечно. Скопус есть.
Вот. И у нас каждый ресурс описан как библиографическая запись в целом на ресурс. То есть человек, который делает тематический поиск, он обязательно найдет и ресурс на эту тему. И это тоже удобно. Что у нас еще есть? Что, может быть, не везде тоже. Не каждая библиотека делает. Если у вас есть канал на YouTube или на Рутубе, есть у кого-нибудь у библиотеки? Ну, практически у всех есть, да? Вы те видео, которые у вас там размещены, как-то в каталоге описываете? Ручки поднимите, никто не описывает. Да, у нас описывается, потому что у нас очень интересные есть ресурсы видео, и если читатель ищет что-то по шахматам, он найдет и видео по шахматам, потому что это ровно такой же ресурс. Мы его описываем, у нас есть методичка, кому интересно, тоже обращайтесь. И еще покажу вам, ну я так специально пролистнула, это просто моя студентка делала студенческую работу, это всего лишь там 2-й курс. Я просто вам хочу обратить ваше внимание. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто описывает книги, раскрывая полностью содержание издания. Аннотации, оглавление, куча ключевых слов. Сколько? Куча это сколько? Сколько? 10. Страшная большая куча вообще. Значит, если вы книгу, ее содержание не раскроете, читатель ее никогда не найдет. Никогда. И тогда никакого смысла в том, что вы провели огромное количество работ по тому, чтобы она вообще на полочку встала, эта вся работа будет коту под хвост. Потому что до читателя она не дойдет, если она не находится в открытом доступе. А у нас 8 миллионов. Просто вдумайтесь, 8 миллионов. Как можно найти в этом всем? То есть читатель не найдет это никогда. У нас закрытое хранение, только в читальных залах там небольшое количество открыто. Так вот, это проблема всех российских библиотек. Уж крупных точно 100%. Значит, не раскрывается содержание издания. То есть даются, конечно, индексы какие-то классификационные, конечно. И когда я начинаю это все рассказывать, они говорят, а зачем? Я говорю, нет, ну правильно, а книжные магазины, да, они почему-то считают, что это нужно делать. И вот если вы посмотрите на табличку, она смешная, она студенческая, но она очень хорошо отражает содержание. Да? Там взяты 5 библиотек, 5 книжных магазинов и 5 ИБСок. И вы посмотрите, как невыигрышно смотрятся библиотеки. Насколько невыигрышно. Поэтому раскрывайте содержание своих изданий. Да, но это ни о чем вообще. То есть можете просто сразу говорить, что вы не раскрываете содержание изданий. Вот, я на эту тему могу разговаривать долго. Вот, это вот уже какая библиотека по счету, в которой я работаю, раскрывая издания. Это у меня входит в серию, то есть у меня есть такой семинар, называется «Клиент-ориентированность деятельности библиотеки». Это вот одна из частей, да, когда мы рассказываем библиотекарям о том, зачем им делать ту или иную работу, которая как бы вот приводит к тому, что читатели их начинают сильно любить, кроме там мероприятий, да, а еще и информационная функция. Так вот, мы еще используем тематические выставки для раскрытия фонда, так же, как все библиотеки. Ну, вы знаете, вы их все делаете, все понятно. Так вот, у нас вы можете нас использовать, наши выставки, как рекомендательные библиографические списки. Почему? Потому что у нас книги не только из нашего фонда, которые поступили по обязательному экземпляру, но и из электронно-библиотечных систем. То есть мы используем это. То есть там к каждой выставке есть библиографический список. Вот, например, министерство, Минобрнауки, да, они используют эти списки в качестве просто рекомендательных списков, потому что они же у нас очень много тематических, таких узкоспециализированных. Вот. И если вы находитесь, например, в Москве, вы книжку можете заказать, а если она из АБСки и у вас есть читательский билет, вы можете просто перейти на полный текст прямо из этого списка. И сразу вы попадаете на заказ, и если вы находитесь в Москве, вы можете к нам прийти, а можете в одно из 6 отделений по Москве. И вы, как читатель, можете сказать, книжки доставьте мне, пожалуйста, вот в то отделение.
Ну, они, понятно, могут быть разными, эти выставки, и представления, может быть, разными. Вот у Дарьи Сергеевны, например, у нее есть огромный мастер-класс там, на час, как делаются современные тематические выставки. И сейчас я свои 40 минут уже исчерпала. Это тема следующего выступления. То есть я очень рекомендую не уходить после обеда. Я расскажу вам, как пользоваться личным кабинетом. А сейчас жду вопросы, если есть. И благодарю вас за внимание первой части. Спасибо, Ольга Борисовна. Очень полезно было узнать о доступе к удаленным ресурсам. И я думаю, что как для профессионалов библиотечного дела, так и для читателей нашей библиотеки, которые занимаются научно-исследовательской работой, это очень ценная информация. Да, еще раз повторюсь, что в фойе библиотеки на нашем перерыве вы можете зарегистрироваться в государственную публичную научно-техническую библиотеку, чтобы получить доступ к бизнес-литресу и в том числе к онлайн-ресурсам ГПНТБ. Ну что, мы продолжаем нашу программу. У нас небольшие изменения. Вот. Александр Сергеевич продолжит свою речь с темой доклада «Вопрос управления публичной библиотекой». Коллеги, ну я так на вас засмотрелся, что мне сказали, что я раньше времени ушел. Это не позволяет вас отпустить раньше, потому что программа-то у нас вся существует наполненная, а я, оказывается, раньше ушел. Значит, есть два доклада. Один доклад называется «Проблемы управления публичной библиотекой», они больше для руководителей, и такие, чтобы их никуда не транслировать, потому что я буду говорить те вещи, которые, как бы правильно так сказать, накопленные горьким жизненным опытом и анализом, к чему вот привела трудовая деятельность и к какому... Вот. Это один момент. Второй момент, там есть такие моменты, которые... Моменты, ну ладно, бывает с языком. И там еще был один доклад, что должен знать и уметь библиотекарь, но в технических дисциплинах. Он не заявлен. Поверьте, у нас программа строилась буквально в полночи. Вот. Мы собирались, думали, как лучше, потому что, ну, на самом деле хочется подстроиться под аудиторию и рассказать, что им будет интересно. Потому что мы приехали, смотрим, а у вас с автоматизацией все хорошо. Поэтому, ну, что вам про автоматизацию рассказываете? Вот текущую, да, у вас уже все пройдено. Вы уже все, что можно, прошли. Вам нужно рассказать про то, где там еще можно куда-то там подскочить, да. Вот это интересно. Новые форматы. Что вам история библиотеки, 208 слайдов, как... Оно хорошо, интересно, но посмотрите самостоятельно все эти фотографии. Вот. Ну и то же самое. Так, вопросы. Ага, вот, отлично. Так, уважаемые коллеги, я постараюсь достаточно быстро, потому что тема большая, и эти вопросы, которые стоит обсудить, это такой набор проблем. Я поездил по ЦБС, а поверьте, вот на этой неделе у меня 2 командировки, потом еще 2, поэтому согласовывали мы долго, интересно, и, в общем, чтобы попасть. Поэтому летим ночью, днем работаем, ну и так далее. Вот. План разговора. План разговора построился приезжаю в какую-нибудь ЦБС страны, которая выиграла очередные модельные библиотеки. Они мне наливают кружку слез, и мы эту кружку слез разбираем. Вот примерно те тематические вещи, которые можно обсудить и рассказать кратко, что может случиться. Итак, работа Межведомственного совета по развитию библиотек. Я по пунктикам этот вопрос расскажу. И в основном этот доклад посвящен, что вы понимали, следующему. Верить ли нам в библиотеки будущего или развитие библиотек, или не верить? А если верить, то, собственно, на что ориентироваться? Тут мы даже и до религии дойдем. Вот там последнее. Ой, ушел. Трансформация задач библиотеки. Я ее не буду перечислять, прочитайте, презентации останутся. Раньше был фонд, сейчас радость. Раньше и счастье ищем, да, у читателя. Ну, читатель ищет у нас, мы ему должны помочь.
Дальше. Раньше научный интерес, сейчас навигирование, потому что информации стало много, читатель все прочитать не может, а поскольку мы ему ничего сказать не можем, то читатель к нам не приходит. Ну и последняя перспектива развития будущих исследований на основе информационного ландшафта, когда приходит к нам ученый молодой, который говорит: слушайте, я научную школу продолжать не хочу, там слишком, боюсь, не доживут мои руководители до того, когда я на защиту выйду. Там к другому придется переходить руководителю. Дайте мне такое направление, которое бы я сразу ушел куда-то, а я руководителя уговорю. Вот. И, в общем, на основе вот этого информационного ландшафта сейчас работают совсем по другим принципам. Я тоже постараюсь этот доклад сделать о перспективе научно-технической политики страны, которую разрабатывали в Сколково. Ну, там группа, в том числе и я, разрабатывали эту политику. Начнем. Первая часть. Вообще, в каком месте существуют библиотеки в мире? Оказывается, библиотеки находятся в проекте повестки устойчивого развития ООН. Они там, они хорошо сидят. То есть ООН говорит: уважаемые друзья, вот есть устойчивое развитие общества, которое должно вот так вот существовать. И вот там есть определенные пункты, и вот за них ответственны библиотеки. Когда библиотеки говорят: а мы возьмем на себя вот эту функцию, да хоть кем притворись, денег вертикально, методической работы вертикально, поддержки вертикально там не получить. Я сейчас говорю про публичные библиотеки, про те библиотеки, которые обеспечивают вот тот самый бульон нации, который должен быть грамотным, качественным, ну и, в общем, представлять из себя гражданина полноценного государства. Полноценного гражданина государства, извините, а то не то скажу. Вот. Там всего 2 слова поменять, а смысл. Итак, Межведомственный совет, куда я вхожу, что из себя представляет? Значит, я вхожу в Межведомственный совет по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации. Там собираются представители разных библиотек, в основном федеральных, рассказывают о том, какие достижения в отрасли культуры. Проходит этот совет либо под председательством министра культуры, либо заместителя министра культуры. До этого была Ирилова, сейчас вот преподобная. И, в общем, фамилия такая, да, Надежда Преподобная, Надежда Александровна, да, есть, ну вот, да. Вот последнее было заседание, мы там рассказывали о перспективах, тут как раз и взрослые, и дети, и, в общем, история, чтобы было понятно. На этом совете обсуждаются разные вопросы, в основном административные, которые требуется донести до общественности, и в том числе до министра, потому что у министра тоже время ограничено, и он приходит к библиотечному сообществу и говорит: что вам надо. И в этот момент нужно очень сконцентрированно попросить министра, чтобы она не успела, ну, с одной стороны отказаться, с другой стороны приняла это к сведению. Я JPEG отдельный этой картинки должен был лежать тоже в этой папочке. Что это такое? Это очень хорошее исследование, которое провело все наши отрасли культуры, как связаны между собой. И есть ли нормативная общая база, есть ли опыт работы взаимодействия между федеральными организациями. Ну, вот, например, я подчинен Министерству науки и образования, приехал в библиотеку Коми, а она подчинена Министерству культуры, ну, там, через иерархию, да, и мне Министерство образования говорит: на каком основании ты тратишь служебные деньги Министерства образования для того, чтобы поехать в Министерство культуры? Нецелевка. Это чтобы вы понимали проблемы государственного управления. И вот эти вещи нужно различать, как они связаны. Если вы, например, захотите заниматься какой-то деятельностью, там вот досуговая, и туда нет стрелочки, значит, вы будете либо первопроходцами, либо, ну, скажем так, тех, на ком все испытают потом. Всю мощь нашего законодательства. И, в общем, все, что вы можете получить, там получите. То есть это я про управление говорю уже, как руководитель долгие годы. Поэтому если вы делаете какой-то проект перспективный, сверьтесь с рисуночком, какое вы направление берете, с чем вы интегрируетесь, как вы будете взаимодействовать с другими учреждениями этой сферы. Потому что есть ли разработанная нормативная база, есть ли на что опереться. Потому что когда вы приходите в суд, это уж я хожу туда регулярно, вот, на там разные к прокурорам и все, они говорят: нормативную базу покажи.
А библиотекари обычно начинают говорить: ну вы понимаете, библиотека несет вот там функции вот такие великие-превеликие. А судья говорит: на что сослаться? Номер документа покажи, номер закона, прецедентное решение другого суда покажи. Но если нет, извините. Если кто-то другой покажет против тебя, ну, значит, ты виноват. Потому что, ну, судья, он тоже вот с документами работает. Поэтому, если вы что-то новое совсем делаете, значит, сориентируйтесь. Может, кто-то уже что-то сделал, и вот эти стрелочки существуют. Ну, вы видите так глазами, да, что там есть, какие направления. Поэтому, когда вы делаете какое-то направление, облегчите себе жизнь. Сверьтесь вот с этой табличкой. Очень интересная эта табличка. Она по интернету ходит. Она, конечно, не всеобъемлющая, но вот вам для перспектив. Вопросы работы библиотек в социальных сетях. Коллеги, оскомину всем набили, да, сейчас говорят, должны быть официальные страницы. Что на официальной странице размещает в начале библиотека? Ну, думает, что все, да, и думает, что вот мы сейчас читателю это разместим, а потом к ним приходит власть и говорит: слушайте, тут у нас субботник будет в районе, разместите на своей страничке информацию. Тут у нас город борется за что-то светлое и чистое, да, вот там, неважно в какой сфере, ну-ка быстренько рекламу разместите городских задач, ну-ка быстренько вот эту, ну-ка быстренько вот эту. В результате ваша социальная страница превращается вообще не в библиотечную. Давайте пока про первую часть. Вы сайты уже, про сайты забудьте, на них никто уже давно не ходит. Вы много в последнее время по сайтам ходите, а не по ВКонтакте? Или по еще чему-то? Что у вас превалирует? Вот. Все. Коллеги, забудьте про сайты, они уже как факт, потом перейти туда и посмотреть расписание работы. Ну или как доехать. Ну или как директора зовут от силы. Вот. Дальше уже это никому не... Ну не то, что никому не надо, но вы посмотрите, что происходит. Вот. В социальных сетях. Что происходит с социальными сетями? Страницам дали возможность развиться, собрать читателей под них, да, все хорошо сделать, а сейчас эти страницы, мягко выражаясь, отжимают. Учредители. Они говорят: о, какая интересная информационная площадка, сейчас мы ее начнем эксплуатировать. Эксплуатируют. Поэтому у меня рекомендации для библиотек какие? У вас есть тематические социальные страницы. Тематические. Страница клуба там «Любим и вяжем варежки», страница клуба там «Мы вот там эти дрова разложим красиво и будут и тыкву принесем». Ну, я вот говорю про такие вещи, там любители сельского хозяйства и так далее, и так далее. Вот эти страницы, они существуют, и они как раз целевые, они направленные. Подключайтесь к этой работе. А вот у вас основная страница, которая будет официальная, на ней вы будете писать официальным языком официальную информацию, которую читать никто не будет. Угу. Ну, как на сайтах сейчас, да? Вот. Почему? Потому что, чтобы вы понимали, власть должна в свете современной позиции отвечать за то, что она перепубликовывает. То есть, соответственно, если она сошлется на неофициальный сайт, влетит кому? Пиар-агентству мэрии, ну или там администрации города или еще кого-то, да? А если она сошлется на официальный ваш сайт и перепубликует вашу информацию, а она неправильная, то достанется вам. То есть вот деление ответственности. Поэтому скоро власть перестанет перепубликовывать информацию, которая неофициальная. То есть никто не будет, клубы какие-то, которые с неофициальной информацией, но нет на сайте подписи директора, что это мероприятие проведено. Значит, оно не будет нигде опубликовано. Поэтому делайте выводы, создавайте такие сайты. Да, они будут абсолютно информационно такими проходными, когда вы будете туда публиковать, ну не сайты, а социальные сети, когда вы будете туда перепубликовать что-то свое, но за это будет нести ответственность руководитель. И уже на него, взяв его ответственность, это будет перепубликовываться куда-то в другое место. Такой ответ. Так что начинайте забывать про официальную страницу. Дальше. Взаимодействие с сайтом госуслуги. Возможности работы с мобильным приложением. Коллеги, персональные данные вообще страшная штука. Лучше их не касаться, потому что за них с каждым годом все хуже и хуже и хуже, и обижают все. Вот. И даже, мало того, Роскомнадзор даже определиться не может, что такое персональные данные.
Поэтому как только они приходят, они здесь же на месте определяются. Вот когда в суде я был последний раз, по-моему, в прошлую пятницу. Да, в прошлую пятницу вот пришли у меня два представителя, Росгвардии и пожарная часть. Вот у меня стоит план эвакуации пожарной части, а вот план против антитеррористическая, ну вот эти вот у нас табличка, да, и он говорит, ну вот стенд, и он говорит, вот на этом стенде антитеррористическом должен быть план эвакуации. Они у нас вот так вот с двух сторон на расстоянии 1,5 метра висят. Я говорю, так а вот же. Он говорит, нет, это план эвакуации пожарной. А где план эвакуации террористический? Я говорю, а что, они побегут в другие места, в зависимости от ситуации? Двери-то одни. Ну, по сути, да. Я начинаю говорить, ну, хорошо, я перенесу план эвакуации вот на эту стенку, это будет лучше? А антитеррор говорит, да, мы все примем. А пожарная часть говорит, нет, а где наш стенд? Ну что, мне 30 метров стендов вынести? Да, дверь должна быть по антитеррористическому законодательству закрыта, а по противопожарному открыта. То есть, понимаете, вот очень много тех противоречий, когда руководителя вызывают и говорят, ну ты, собственно, выбирай за что. Ну, собственно, оно будет, но только ты выбери за что. И это не для публикации, повторюсь, да, то есть оно вот такое. К сожалению, законодательство. И ты, когда в суде приходишь и говоришь с теми представителями, они не определятся. То же самое и здесь. Что такое персональные данные? Одни руководители Роскомнадзора говорят, персональные данные – это фамилия, имя, отчество, не персональные данные, все остальное персональные данные. Другие говорят определения, которые из ГОСТа. Персональные данные – это тот набор данных, по которому можно определить конкретную личность. Я говорю, хорошо, вот у нас список школьников класса 3А. Там 25 фамилий и имен. Это персональные данные? Да. Потому что я в этот класс 3А приду, и я могу конкретно ткнуть на конкретную физиономию и сказать, вот он. Это персональные данные. Как их хранить? То есть вот это я не к тому, что нужно принимать решение. Это нужно понять, что законодательство вот так. И в зависимости от трактовки мы получим что-то. Поэтому лучше вообще не связываться. Как не связываться? Существует у нас госуслуги, ЕИС, и там все нормально. Там все ваши данные, вот вы с телефоном туда зарегистрировались, пришли в библиотеку, записались, и библиотека получила только ваш идентификатор СНИЛС. Все. А дальше библиотека, если нужно разобраться с читателем, читатель же подписал через ЕГИАС вот эти вот все вещи, да? Если читатель книжку где-то куда-то делал, библиотека приходит, говорит, говорит, он нарушил наш договор, он плохой. Дайте-ка нам его координаты, мы сейчас ему что-нибудь напишем. И система выдает уже тогда координаты на основании инцидента, который произошел. А до этого, если у вас все хорошо, вам зачем знать, как его зовут? Правда ведь? Ну, конечно, с точки зрения культурного общения желательно бы знать имя, отчество, и на этом, собственно, весь диапазон взаимодействия лучше бы закончился, потому что ко всему остальному могут придраться. Я не говорю про дополнительные исследования. Дополнительные исследования можно также через эту систему запросить. В библиотеках она есть, и рекомендую всем библиотекам подключаться. Денег это стоит значительно меньше, чем придет Роскомнадзор. Угу. Значительно меньше, я вас уверяю. Ко всем сейчас информационным библиотечным системам есть такие наработки, и можно, что вот у вас APAC Global такая наработка есть, что у IRBIS такая наработка есть. Поэтому, если вдруг вам не хочется с этим связываться, а я сейчас говорю про все библиотеки, то есть один раз оплатил, и все библиотеки, не скажу, чтобы совсем счастливы, да, но могут сослаться на вот эти все технологии. И уже не связываться с Роскомнадзором. Дальше. Работа с платежными в онлайн. Я тут посмотрел, у вас вот в областной библиотеке все хорошо, через систему быстрых платежей, и так далее. Сейчас онлайн-платежи, когда через QR-код можно оплатить где-нибудь в отдаленном филиале библиотеки оказание платных услуг по копированию, и не надо кассу. В общем, лежит QR-код, человек подходит, нажимает определенную сумму по QR-коду, платит за 10
скопированных страниц, он оплачивает у себя через мобильное приложение банка, деньги приходят на счет ЦБС, и, собственно, человек получает чек. И не надо вести кассовые аппараты, которые стоят безумных денег, в отдельные там библиотеки ЦБС, отделения, где там ходит 120 читателей. А он там никогда не окупится с платных услуг. Но ряд читателей требуют к себе дополнительных услуг, и эта система очень важна. Ну и вот, пожалуйста, все это уже есть. Но там есть нюансы с акведами. То есть что такое аквед? Это то, чем вы имеете право заниматься. Вы открываете свой устав, и там написано «библиотечная деятельность». Вот у меня в Томске было написано только «библиотечная деятельность». Там даже не было проведения культурно-досуговых мероприятий. Я говорил, а почему вот только библиотечная деятельность? Введите мне второй аквед. Они говорят, так а мы тебя как учредители создавали для чего? Чтобы ты оказывал библиотечные услуги. А если мы введем второй аквед, значит, учредитель должен нести ответственность субсидиарную. А вдруг я, допустим, вышел, там, вывез на своем автомобиле там, ну, плохие вещи, там, допустим, бомбу, да, ну, у меня там сотрудники, и что-то сделали. А город будет нести субсидиарную ответственность за этот вид деятельности, покрывая убытки, там, расходы и все остальное. Они говорят, занимайся библиотеками, не шастай по городу со своими стендами там, и этими раздаточными материалами. Нечего, сиди в стенах. Вот у тебя библиотечная деятельность. Поэтому акведы очень важная штука. Когда вы начинаете чем-то заниматься, знайте, что если у вас нет этой деятельности, прописанной в уставе, вы этим не имеете права заниматься. И опять же на усмотрение прокурора. Вот. Так что тут есть нюансы, когда библиотеки вот по модельному стандарту начинают проводить энное количество мероприятий. Я спрашиваю, открываем устав ЦБС, там есть проведение мероприятий? Тогда бы слово «мероприятие» желательно не писать. Популяризация книги, ну неважно что, вот вы вот посмотрите в основной деятельности, потому что так. Это я опять же говорю как такой канцелярщик. Дальше, перспективные технологии работы с данными. О, рекомендации, моя любимая. Коллеги, рекомендательная функция библиотеки, она всегда была основной. Потому что пришел читатель, так у меня, что там, сколько? Еще 15 минут, да? 10? Сколько? Говори. Ага. Вот. Потому что мы там дойдем до философии. Я вот пытаюсь понять, дотянет философия или после обеда философия, насытый желудок. Философию, наверное, лучше после обеда, потому что после обеда еще придут руководители. Может, можно будет подискутировать. Вот, отлично. Я тогда им второй раз прочитаю. Они половину знают, если уже там по судам ходили, по прокурорам. Вот, их пугать не надо. Вот, они уже напуганы. Вот, а здесь вот получается система рекомендаций. Коллеги, мы все рекомендуем, ну, библиотеки рекомендуют литературу. Для чего библиотека нужна? Для того, чтобы из большого массива информации читателю дать ровно столько, сколько он осилит. Ну, желательно, да, чтобы он это унес и не обиделся на библиотеку, что его перегрузили. И смог потом получить в свое удовольствие что-то, какой-то результат в своей деятельности. Так вот, существует 5 типов рекомендаций, ну, не 5 типов, а вот этот круг рекомендаций. На каждом этапе, если вы посмотрите, нужно давать определенные рекомендации. Если вы не распознали, что человек хочет и какой тип, библиографы профессиональные и библиотекари, они эти вещи, как бы правильно сказать, определяют по наитию. Они видят читателя, смотрят, что у него в глазах, и уже сразу видят, на каком он участке вот этой вот цепочки. Да? А как ты это в систему внесешь? Пытки библиотекарей ни к чему не приводят, поверьте. Они сами порой не могут сформулировать свои действия. Ну, на самом деле, так наш устроен, кто вот психологию учил, да, когда человек переходит в автоматический процесс, он не может даже рассказать, ну, водителя поймайте, почему он резко повернул в левую сторону, да, там, при каком-то инциденте. Он нам даже не расскажет. То повернул и повернул, потому что вот так было принято. Решение на каком-то автоматизме. Здесь то же самое. Так вот это вот выход из того автоматизма и помощь библиографам определить, ну, во-первых, четкие вопросы, задать читателю, где он находится, и потом применить вот какие-то, ну, вот, нюансы, вопросы для уточнения и дальше уже рекомендовать то, что надо на этом участке. И перевести его на следующий участок и так гонять по этому кругу, пока он не станет умнее. Вот, и уже не уйдет решать свои задачи, удовлетворенные библиотечным обслуживанием.
Я все эти вещи не говорю, поскольку галопом по Европам вы это все, вот смотрю, фотографируете. Ну, слайды я оставлю, не волнуйтесь, если кто-то издалека не фотографирует или там телефон не берет, все нормально. Теперь кратко. Ладно. Ну, я чуть-чуть молодежи расскажу просто, чтобы они понимали, ну и сотрудникам библиотек, чтобы они понимали роль руководителя и не обижались на руководителя, если вдруг она там или он что-то неправильно сделал. Классическая модель организации, в которой мы сейчас все работаем, два контура имеет. Внешний контур и внутренний контур. Внешний контур, он говорит о том, что должна существовать администрация, которая должна отбивать внешние нападения. Ну, прокуратура, там всякие эти... Ходить за деньгами просить, ходить вот за ремонтами просить и так далее, и так далее. Это должен быть внешний контур, он должен быть красив, умен, настойчив и ходить туда вот наверх, что-то просить. А должен быть внутренний контур, это те профессионалы, которые обеспечивают функционирование непосредственных технологических процессов. Желательно этим двум контурам не пересекаться. Профессионал должен приходить на работу, открывать свой компьютер, видеть читателя и счастливым уходить домой, уставший от непосредственно основной работы. И задача внешнего контура сделать так, чтобы внутренний контур хорошо работал. Не всегда это получается. Иногда вещи проскакивают. Где-то там за деньгами не сходили, там без денег остались, где-то какой-то внутренний производственный конфликт перешел, где-то там администрация, ну там условно штатное расписание переделали и все переругались, или не все. Но, в общем, вот так. И проблема здесь в том, что основная проблема – это вот затраты на коммуникацию между составляющими. Потому что если коллектив поругался, значит, его нужно помирить. Как это делается? Ну, в том числе, вот сегодняшняя конференция – это что? Перемирие между всеми участниками боевого процесса за читателя. Да? Пришли, послушали интересный внешний доклад, и все друг на друга посмотрели, что они не звери. Да, ну, если там где-то поругались до этого, ну, вроде нормальный человек сидит, тоже слушает, вопросы задает. Ну, да, может, где-то погорячились до этого, а сейчас все хорошо. Ну, и там, допустим, пришла ЦБС, тут областная библиотека республиканская, где-то они чего-то не поделили в свое время, а тут пришли, посмотрели, и вроде как, ну, и ладно, как конфликт исчерпан. Ну, и там каталогизаторы с комплектаторами, как обычно, там разные отделы с другими отделами что-то не поделили. Так вот, затраты на коммуникацию – это основное, что должно нести руководство. Другие тут вопросы для уточнения финансирования, повышения квалификации персонала, вопросы к руководителю, что он там видит в перспективе, а что не видит, модель угроз, модель злоумышленника. Ну, тут фраза «не успею рассказать» уже у меня года 4 идет, я никому не успеваю рассказать, что такое модель злоумышленника. Вот. Но вы можете из законов из разных взять, там вот один там злоумышленник хочет там что-то пронести на территорию, другой злоумышленник хочет там нанести организации какой-то вред юридический, третий там злоумышленник хочет там вашу компьютерную сеть сломать и сделать на этом свой личный пиар, что я такой молодец, у меня там 5 сбитых, там, как это, у истребителя, там, у меня 5 звездочек сбитых информационных систем организаций, ну и так далее. Вот, ну, по-разному. А вот это то, к чему надо стремиться. Философию я не буду рассказывать. Скажите, пожалуйста, в аудитории, кто слышал про такого товарища, как Сергей Переслегин? Очень интересная группа в Санкт-Петербурге по развитию философских систем. Послушайте его, он сейчас там, ну, он, конечно, он специалист по разным локальным взаимодействиям и рассказывает про то, с чего нужно начинать. Ну, он там разные. Это группа перспектив будущего, они про фантастику. Так вот, этот вот слайд говорит о том, что у нас в России к фантастике не уделяется достаточно внимания. Это выход для библиотекаря этого слайда, а на самом деле он намного глубже и интереснее. Говорит он о следующем. Если мы находимся в пространстве менеджмента и решаем текущие проблемы, мы никогда не узнаем о том, что происходит в перспективе. Как вы ваших читателей не опрашиваете, чего они хотят, они не про перспективу, они про размазывание ваших ресурсов более детально. Если вы начнете спрашивать водителя паровоза, какие перспективы его развития,
Но он разгонит этот паровоз до скорости, пока колеса не отлетят. Но про самолет он вам не расскажет. Понимаете? То вот вся проблема современных социологических опросов, на котором сейчас все построено, это то, что не то спрашивают, и потом не на то ориентируются. Когда делают модельную библиотеку, думают не на то, как общество или район будет развиваться, а берут несчастных читателей, которые и так в эту библиотеку ходят и говорят, ну что ты еще хочешь почитать? А у него фантазия кончилась, потому что все для них уже куплено в этой библиотеке. И тебе кресло хорошее, и вот там интимная обстановка, и все остальное. Понимаете? Все есть. Зачем вы их несчастных мучаете? Они и так уже в библиотеке. Поймайте кого-нибудь за территорией, кто к вам боится подходить. И вот уже с их, может быть, они вам какие-то идеи принесут. Так вот здесь вот как раз тот слайд про то, что когда мы начинаем работать на перспективу и говорить, а что будет через 20 лет в библиотеке? Мы не должны ориентироваться. Да, читатели – это хорошо, это то, что наше сейчас. Но что будет через 20 лет в библиотеке? Готовы ли мы это воспринять? Готовы ли мы там космические аппараты снабжать информацией? Откуда мы эту информацию почерпнем? Из фантастики. Кто был Вилтистов? Мой вопрос библиографам. Вилтистов. Приключения электроники. Кто? Начальник идеологического отдела ЦК КПСС. Вопросы к стране. Почитайте его биографию. Товарищ развлекал доступными средствами. Но это какой должен был быть кругозор у руководства, да? Понимая перспективы, причем добрая фантастика, основанная на событиях. Да, он писал, кто знает его как литератора, там, может быть, там есть вопросы к нему, да, но это была фантастика перспективы, а не фантастика катаклизмов, которую мы сейчас наблюдаем. Где клубы при библиотеках по фантастике? Где тот оптимизм? Почему все ученые сейчас и вся молодежь, все свои перспективные направления основывают на чем? На элементах саги «Звездные войны». Почему там нету российских саг и вот каких-то перспективных направлений? Почему? Где это? Библиотеки могут участвовать в этом процессе? Могут. Клубы читателей могут? Могут. Давайте, это интересное направление, которое говорит о том, что если мы не будем видеть фантастику, вот как Стругацкие задали цель, да, социальной фантастики и того, что можно, кто вырос, да, как Булычев там про тоже далекие перспективы, но доброты. Это можно все развивать. Поэтому рекомендую это в качестве перспективного направления для ЦБС. Может быть, не для библиотеки республиканской, да, как таковой, но для ЦБС регионов это очень перспективная тема. Она как раз говорит о том, что библиотека видит в будущее, будет его анализировать, будет его смотреть. В том числе можно и нагрузить самых удачных товарищей, кто лучше всех пишут. Пусть про библиотеку что-то напишут. Может там с космоса вот книжки раскидывать, а может там эти байты кидать в каком-то виде. Мало ли, пусть придумывают. Пусть. Александр Сергеевич, с вашего позволения, я думаю, вот на этой хорошей рекомендации мы закончим и продолжим после обеда, потому что у нас есть еще, у меня еще один доклад. Один доклад с Дарьей Сергеевной, до обеда. Все, уходи? Нет, это я не нарываюсь. Я просто к тому, что у нас... Дарья Сергеевна, полчаса? Я все понимаю, у нее полчаса было с вопросом. Нет? Нет, 10 минут я не возьму. Я вот на этом сейчас закрою. Все хорошо. Мы этот слайд не будем... Мы следующий слайд не будем проходить. Там сложнее. Так вот, уважаемые коллеги, когда вы начинаете строить перспективу, особенно модельные библиотеки, почему они не выигрывают? Говорят, у нас изюминок нет. Банально отремонтировать, поменять там столы, подвигать, поставить новый красивый диван, это, конечно, хорошо, но где изюминка? Где изюминка? И сейчас начали отсекать, слава богу, на 5-м или на 6-м розыгрыше проектов, начали отсекать безизюмные библиотеки. Отремонтировать это уже не самое интересное. А где то, чем потом будут привлекаться какие-то новые ресурсы, новые интересные модели, новые интересные перспективные начинания работы с читателями. Видение библиотеки, что она должна занять необходимое... Вот понимаете, цель какая? Сделать так, чтобы, если вы имеете какой-то ресурс, вернее как, вы знаете, что есть что-то, но он вам не нужен,
значит, он вам не нужен. Значит, государство смотрит, он не нужен. Пока вы не встроите библиотеку, что читателю она настолько нужна, что он от нее не может отказаться. Вот пока вы в это не встроите, библиотека нужна не будет. Вы будете привлекать любыми способами, как хотите. Но встраиваться надо. Вот про это следующий будет доклад, вот там кусочек слайда выскочил, про то, как наука там меняется и куда нужно в библиотеке встраиваться. Это как анонс. Но вот здесь, если мы не работаем с пространством концептов, пространство этих религий не берем, это самый верх там, вот, пусть с религиями работают специалисты, вот, а пространство концептов, если мы оттуда не начали проектировать библиотеку, даже на местах, мне многие скажут, вот что власть скажет, то и будем делать, тогда вы будете вот там, внизу, и будете исполнять в течение 2 часов. А если не успели, значит выговор. Это руководителям. Вот. А если вы уходите чуть выше и знаете, то вы уже приходите к власти и говорите, библиотека через 2 года будет вот там. Давайте вкладываться в это, потому что если вы сейчас об этом не подумаете, мы вас уведем куда попало. Что скажете, то и будем делать. Поэтому, уважаемые коллеги, которые проектируют пространство, проектируют интересную работу, начинайте от ООН, да? Ну вот, если мой доклад еще раз посмотреть, ООН, и понеслось, и вот, да, пространство концептов, теорий, а дальше уже переходим на проекты. Теперь все. Спасибо, Александр Сергеевич. Ну что ж, и заключительный доклад перед обеденным перерывом – популяризация научных знаний в библиотеке. Опыт ГПНТБ. Дарья Сергеевна Масеева, начальник управления научно-методической и проектной деятельности ГПНТБ России. Добрый день, коллеги. Да, я буду завершающей в первой части. Я поделюсь теми моментами, которые мы используем при популяризации научных знаний в нашей библиотеке. Возможно, вы что-то уже применяете у себя, возможно, что-то будет новое и пригодится вам в вашей работе. И начать мне бы хотелось свой доклад с такой цитаты. Да, науку делают взрослые большие дяди, но, безусловно, эти взрослые дяди когда-то бывают мальчишками, которые, если в нужное время и в нужном месте не загорятся чем-нибудь, никогда не станут ни учеными, ни патриотами своей страны. Очень весомая цитата, когда действительно надо прививать любовь к науке с самого детства. И сейчас это девиз, в том числе нашей библиотеки. Мы растим себе читателей. Но коллеги уже несколько раз сказали, что когда наша библиотека появилась, конечно, у нас маленьких читателей не было от слова совсем. Мы ориентировались на взрослую аудиторию, мы ориентировались на научных сотрудников, и даже студенты старших курсов вузов, они могли к нам попасть только по протекции из своих вузов. То есть им надо было взять кучу бумаг, чтобы прийти к нам в библиотеку. И как раз говорили сегодня несколько раз про наше старое здание, где раньше находилась библиотека в самом центре Москвы на Кузнецком мосту. И на слайдах как раз представлены виды этого старого здания. Да, оно было чудесное, прекрасное, но, к сожалению, там были тоже свои нюансы, и сейчас у нас новое здание, и оно тоже по-своему хорошо. В 2006 году у нас был создан отдел экологической информации, и можно сказать, что именно с этого момента мы начали работать в какой-то степени со школьниками. То есть мы стали их привлекать. В 2008 году было уже принято решение официальное, что мы разрешаем записывать школьников в библиотеку, потому что это необходимо, в том числе и для них, для подготовки каких-то творческих работ и участия в образовательных мероприятиях. И в 2014 году мы переехали в новое здание. В новое здание на Третьей Хорошевской улице, 17. Кто не был в Москве, не представляет этот район. И когда мы переехали в это здание, мы оказались в ситуации, что из самого центра города мы были в достаточно спальном районе, в котором на тот момент было метро, которое находилось достаточно далеко, было мало домов, они только начинали строиться. И еще одна станция, которая сейчас ближе к нам, она еще тоже была в процессе стройки. И наши читатели, которые любили к нам ходить в центре города Москвы,
уже не могли до нас доехать, потому что это расстояние совершенно другое. Это тратилось очень много времени. И, конечно, у нас пошел отток читателей, и мы задумались, а что же нам делать? И именно вот в это время мы решили, что надо привлекать новое поколение, надо переориентировать свою деятельность в том числе. И с начала 2015 года мы переехали в октябре 2014, поэтому 2015 год, начало уже было близко, да, то есть это время мы думали, и стали вносить коррективы уже в ту свою образовательную деятельность, которая касается и тематических направлений, и возрастных критериев. И вот на слайде вы видите и у нас читателей старшего поколения, и уже младшего поколения. В 2017 году в апреле у нас был открыт зал, специализированный зал научно-технического творчества «Популярная наука». Открывали его красиво, было очень много у нас приглашенных высоких гостей. И этот зал, он у нас отличается, конечно же, от всех залов, которые есть в нашей библиотеке. Это зал, ориентированный на школьников, в том числе на младших школьников. Фонд этого зала – это научно-популярная литература. Книги представлены в открытом доступе. Это книги с яркими обложками, картинками. Для вас такая литература, наверное, не будет в новинку, но для нашей библиотеки, ориентированной совсем на других пользователей, это, конечно, было немножко непривычно и очень ново. Также в этом зале у нас помимо книг представлены конструкторы, минералы, все, что дети могут потрогать, пощупать, тут же взять книгу, связанную с этой темой, там, с минералами, да, например, и тут же посмотреть, что это за минерал, почитать описание этого минерала, тут же в руках это покрутить. И это детям, конечно, очень нравится. То есть они приходят и конструкторы собирают, вот вы видите, да, на слайде внизу, у нас там и леговские конструкторы стоят. Еще у нас стоит 3D-принтер. На тот момент это было очень новое, да, оборудование, но время прошло, это сейчас не самый последний вариант 3D-принтера, но тем не менее дети приходят с удовольствием, смотрят, как на нем работать. Мы проводим мастер-классы, они сами что-то делают. И вот, например, вот эти вот осьминожки – это то, что они делали сами. И когда у нас, допустим, большая группа, для которой мы проводим какие-то мероприятия с этим принтером, мы делаем совсем такие маленькие фигурки, чтобы каждый ребенок, кто принимал участие в этом мастер-классе, могли это забрать с собой. Какие же научно-познавательные мероприятия у нас проводятся вот в рамках именно этого проекта? Я не буду их перечислять, они представлены на экране. И начну сразу с экскурсий по библиотеке и выставочным экспозициям. Перечислю только две. Одна это у нас называется экспозиция «Библиотечная ретро». Как вы видите на слайде, здесь представлены экспонаты, которые раньше использовались в нашей библиотеке. Когда мы стали переезжать с Кузнецкого моста, у нас очень много техники, причем эта техника рабочая была, мы ее обновляли. И выкидывать все это было очень жалко, потому что техника хорошая, просто она уже морально устарела, и у нас было обновление. И Яков Леонидович Шрайберг, на тот момент генеральный директор нашей библиотеки, он предложил сделать такую выставку. И сегодня, когда к нам приходят наши читатели, они с удовольствием просто рассматривают все эти экспонаты. Допустим, у нас есть стенд носителей информации, из которых они, например, знают только флешки. Все остальное они даже не представляют, что это такое и как этим раньше пользовались. И это у них, конечно, вызывает восторг. Или, например, старые аппараты телефонов, когда они стоят, прям фотографируются с ними, потому что они раньше такие не видели, там только сотовые, да, например, воспринимают. Еще одна экспозиция – это музей шахматной культуры ГПНТБ России. У нас есть такое направление, сегодня уже о нем говорили, как шахматное. И вот в том числе у нас есть музей, здесь представлена только часть его малая. И как раз в рамках этой экспозиции тоже есть несколько витрин, которые посвящены истории автоматизации именно вот шахмат. И это тоже очень интересно. Второе направление – это научно-познавательные лекции. Чаще всего эти лекции проводятся у нас именно в зале поп-науки. Чаще всего мы используем, сочетаем
то, что понятно детям, так как это больше ориентировано именно на младших школьников. И вот один из примеров, это было у нас мероприятие «Образ естественных наук в советской мультипликации». То есть на основе мультиков, которые смотрят дети, которые им понятны и близки, мы рассказывали, например, каким образом на металлических изделиях образуется ржавчина. То есть дети смотрят мультик, и тут же им объясняется, а что за явление, связанное именно с наукой, происходит и почему так. Или, например, за устройство современного телевизора на примере мультика «Карлсон вернулся». В одном из мероприятий «2000 лье под водой» происходило у ребят знакомство с персонажами романа Жюль Верна, но помимо этого они обсуждали еще и программу, направленную на очищение океана от загрязнений. И вообще смотрели современные исследования в области океанографии. И в конце они знакомились с фотографиями видов подводного мира и пытались определить, в какой локации сделан тот или иной снимок. То есть у нас каждое мероприятие завершается каким-то практическим материалом, чтобы то, что дети узнали, они могли это все применить. В химических опытах в сюжете произведений художественной литературы как раз рассказывается о тех произведениях, в сюжете которых встречается информация про химические опыты и какие-то явления в химической структуре материалов для живописи. И дети как раз во время этих мероприятий, они и смотрят, и щупают, и видят это, и сами делают с этими материалами как раз какие-то задания выполняют. И например, опыты по исследованию плотности веществ. Также у нас есть мероприятие, например, детективное расследование. И еще что важно в науке, сегодня про фейки, уже Ольга Борисовна рассказывала. В науке на самом деле тоже бывает, и в науке, и в художественной литературе нам что-то пишут, и мы это воспринимаем как догму, что именно так и есть. И как раз, например, в этом мероприятии «Призрак оперы. Факты и вымысел» мы показывали ребятам, что не все, что описано в романе, оно как раз имеет место быть и вообще... Действительно, это какой-то факт. У нас коллега, она показывает это все с видеофрагментами, то есть включался фрагмент фильма «Призрак оперы», показывали моменты, когда, например, призрак с главной героиней плывет под зданием оперы, Сиднейской, и потом показывали сам план этой оперы, что там не может быть таких каналов внизу априори. То есть это был красивый вымысел конкретно для книги, но по факту такого быть не могло. И на самом деле эти мероприятия, как раз я специально взяла 2 слайда, они интересны не только нашим маленьким читателям, они интересны и людям старшего возраста. То есть и те, и другие с удовольствием слушали и участвовали и в том, в данном мероприятии. Сейчас я не буду перечислять все мероприятия, это только часть, просто покажу, что у нас на очень разный возраст ориентированы наши мероприятия. Это, например, с 12 лет, есть с 7 лет, по следам маленького принца, история авиации, астрономии. Еще с 7 историй елочных украшений. Но на самом деле мы подстраиваемся под аудиторию. И мы работаем с конкретной аудиторией, в отличие от других библиотек. То есть часто библиотеки выкладывают мероприятия, к ним приходят группы. Мы работаем конкретно под запрос. Еще иногда к нам обращаются и просят по какой-то теме, например, провести мероприятие. И мы прямо под эту группу мероприятий разрабатываем. Ну и, конечно, для того, чтобы сформировать научное мировоззрение, обязательно должны быть навыки самостоятельной деятельности. И у нас, например, есть мероприятие, когда дети в конце делают вообще самолетики. И они что-то изучили, узнали новое в процессе мероприятия, а в конце для них как раз сделать этот самолетик и запустить его в воздух, такая как разрядка. И они запоминают все, что у них проходило. И плюс такой фееричный конец. Или было мероприятие по собаке Баскервилли, и они делали это болотце, трясину, чтобы представить, что же это такое. И потом с этим болотцем они уходили, и тоже были все в восторге, что у них это болотце есть.
Следующее мероприятие – это экологические уроки. Тоже уже сегодня говорили, что у нас есть еще экологическое направление, достаточно большое. И вот один из таких примеров – это, например, урок изменения климата. Причем мы с этими уроками как выходим в школу, так и у себя проводим. В данном случае это было как раз на выездное мероприятие. И на нем, например, дети как раз учились анализировать и сравнивать данные. При этом они учились на данных, которые с 1890 года, но при этом потом они знакомились еще и с сайтом Росгидромета, и как там находить информацию, чтобы потом применять ее сейчас, то есть там погоду посмотреть, проанализировать, да, сделать какое-то исследование. Как раз это было им для школы очень полезно. Следующее мероприятие – это интеллектуальные игры. Ну, я думаю, что многие знают, например, Brain Ring, да, мы проводим, тут ничего такого нового нет, 100 к 1, да, например, мероприятие. Ну и следующее – это встречи с учеными и специалистами. У нас проходили встречи, например, с Натальей Сергеевной Королевой и космонавтом Александром Калери. Мы дружим, наша библиотека дружит с Натальей Сергеевной. Это дочка Сергея Павловича Королева. Она даже передала в фонд нашей библиотеки часть их личной домашней книжной коллекции. У нас это на отдельной выставке представлено. Также у нас была встреча с врачом-эпидемиологом Владимиром Федоровым. Здесь я привела QR-код, потому что у нас записывалась эта лекция, ее можно посмотреть на нашем YouTube-канале. И также к нам приходил, тоже была очень интересная публичная лекция у руководителя гидромедцентра Романа Менделеевича Вильфанда. Тоже задавали ему очень много вопросов. Эта лекция есть тоже у нас в записи. Ну и, конечно, это презентации книг. Ну и как вариант, например, презентация книги экономиста Михаила Делягина. Также мы, помимо того, что рассказываем о себе, проводим мероприятия у нас, мы выезжаем и принимаем участие в мероприятиях сторонних организаций, например, конференциях, фестивалях, выставках. И если говорить про конференции, то в нашей библиотеке уже на протяжении нескольких лет проводится финал конкурса научно-практической конференции «Наука глазами детей». Организаторами конкурса являются Центр ресурсов Росток и Московский городской педагогический университет. Принимают в этой конференции участие дети со всей России. Они проводят исследования. Вот, например, в 2019 году направления исследований разные, например, химия, физика, биология. И в 2019 году работы участников конференции были посвящены исследованию плесени, сетифермерства, то есть, ну вот, кому что интересно. И когда ребята приезжают к нам, они, конечно, во-первых, они из регионов, и то есть приехать в Москву и выступить перед такими же победителями, да, вот этой конференции, кого отобрали для финала, для ученых, которые присутствуют как раз вот на финале, когда им вручают торжественно грамоты. Детям это очень их стимулирует для дальнейшей исследовательской деятельности, то есть выступать на большой аудитории, такую весомую. Если говорить про фестивали, то мы уже второй год подряд принимаем участие в фестивале «Наука 0+.» Это акция, она всероссийская, то есть она проходит не только в Москве. В 2021 году мы принимали участие в ней в рамках удаленно, ну тогда была пандемия, и многие мероприятия проходили именно удаленно. И мы проводили участвовали в воркшопе «Ребенок на пути к науке». И был мастер-класс «Зачем нужна современная библиотека будущим ученым?». А в этом году мы уже принимали участие очно, и у нас было две площадки. У нас была площадка в экспоцентре среди других участников этого фестиваля. Здесь мы проводили, вот как раз видно, да, на слайде у нас были и мастер-классы, и лекции, и мы рассказывали про наши ресурсы. То есть сколько у нас было? 2 дня? 2 дня это были выходные.
И на протяжении всех этих 2 дней на стенде постоянно были люди. То есть всем было интересно что-то свое. Плюс мы привезли экспонаты с нашей выставки «Библиотечная ретро». И это тоже пользовалось популярностью и стало даже как фотозона, потому что люди подходили и на фоне всего этого фотографировались. А в самой нашей библиотеке, в здании в основном, у нас проходили тоже мероприятия, ориентированные на разный уровень, на разный возраст наших читателей. Это проходили и мастер-классы, вот они представлены как раз и фотографии, перечисления, что за мастер-классы. Это были мероприятия экологической тематики, то есть тут помимо лекций были еще и викторины, и мастер-классы. Это были лекции. Очень интересная лекция была у нас по надежности, лекция по блокчейну и по мозгу. По мозгу прямо задавали очень много вопросов, и лектор полчаса отвечал на вопросы, связанные как раз с работой мозга, чтением и всем прочим. И также, конечно же, у нас были мероприятия по шахматам. Тут проходили у нас и шахматный турнир, и лекции, и сеанс одновременной игры с гроссмейстером, и конкурс по решению шахматных задач, то есть на разный уровень и интерес наших участников. Также мы, помимо фестивалей, принимаем участие в выставках. Я не вставила это на слайд, но расскажу так словами. Например, мы выезжали, у нас был проведен в экспоцентре, проходил салон безопасности МЧС, и мы первый раз принимали в нем участие. У нас был свой стенд, и вот люди к нам подходили и с удивлением узнавали, что есть такая библиотека и что она для них профильная. А в этом салоне принимали участие со всех тоже регионов России. И сразу записывались к нам, узнавали про ресурсы и радовались, что вот мы как раз с информацией о нашей библиотеке принимаем участие в таком мероприятии. В марте этого года мы принимали участие в салоне «Архимед». Он проходит ежегодно при поддержке администрации президента Российской Федерации. Это получается международный салон изобретений и инновационных технологий. То есть туда приезжают те, кто что-то изобретает. И, конечно, для них информация о нашей библиотеке, она очень важна, потому что литература, которая им нужна, она как раз есть у нас. А многие, так как это тоже было с регионов, они про нас не знали. И вот этот салон, он как раз открыл нашу библиотеку для вот этих участников салона. Участие в грантовых конкурсах. В прошлом году мы подавали заявку на фонд президентских грантов, и мы выиграли с проектом, который называется «Всероссийский научно-познавательный проект «Детский Нобель». Сейчас мы только начинаем работать по этому проекту. У нас вот первые наработки. В чем суть этого проекта? Он состоит из 2 частей. Цель его, конечно же, привлечь школьников к науке, рассчитан он на школьников 7-8 классов, и он у нас пилотный, рассчитан на 4 региона. Это у нас Рязанская область, Архангельская, Саратовская и Калужская. Почему именно эти регионы? Потому что, когда мы делаем заявку, мы должны обозначить в смете все нюансы, связанные с финансами, а у нас призом является для тех, кто победит в конкурсе, поездка в Москву. То есть мы полностью оплачиваем поездку в Москву, проживание, питание для библиотекаря, для ребенка и для одного сопровождающего. Поэтому эти регионы были выбраны так, как это одна ценовая категория. И почему этот проект рассчитан именно для детей из регионов, чтобы их привлечь именно к науке и в Москве им тоже показать, какие у нас есть возможности для них, да, чтобы они дальше развивались именно в этом направлении. Сейчас этот проект только запускается, подробнее можно посмотреть, перейдя по QR-коду. У нас есть сайт проекта, и там вся информация представлена. Направление конкурса он называется «Детский Нобель», то есть у нас планируется прямо вот провести как взрослая, да, премия проводится, у нас будут такие же направления работы, плюс у нас еще добавится общественное голосование, то есть одна из работ будет выбрана уже теми, кто будет смотреть эти работы, то есть все работы будут размещены на сайте проекта, и дальше начнется голосование уже вот в следующем году.
И когда к нам приедут победители, церемония награждения будет проведена тоже в рамках, как это взрослая церемония проводится, то есть там будет даже мороженое с символикой N, как вот есть во взрослой премии. Ну и также мы делаем тематические выставки. Ольга Борисовна уже про них говорила. Я просто покажу слайдами, где это находится. И что мы делаем эти выставки в аудиоформате, например, они размещены, в видеоформате, они размещены на нашем YouTube-канале. И вот в таком виде это как раз выставка новых поступлений из зала «Популярная наука», то есть они уже ориентированы больше на деток, чтобы им было интересно и понажимать, и попереходить, и посмотреть это вот в таком ярком цветном виде. И закончить я бы хотела цитатой: «Наука должна постоянно воспроизводиться. Для существования науки важно, чтобы в нее приходили новые люди. А чтобы новые люди пришли в науку, необходимо их зажечь интересом к науке. И это нельзя сделать сразу, излагая научные результаты самого высокого уровня. Сначала людей нужно к этому подготовить, обучить, помочь им сделать первые шаги в науке и в познании мира. Для этого популяризация науки очень важна». И поэтому мы считаем, что надо растить нам читателей, надо показывать, что наука – это интересно, ну и призываем всех тоже популяризировать науку. На этом я хочу закончить. Если есть вопросы, готова ответить. Друзья, есть вопросы? Презентацию, Да, я да. думаю, все материалы можно будет у нас потом получить. Спасибо большое, Дарья Сергеевна. Ну что, дорогие друзья, вот так мы прошли первую программу дообеденную нашей, так сказать, конференции. Делаем сейчас перерыв на обед, встречаемся в 14:00. Хотела сказать, что есть небольшие изменения по программе. Очень полезный будет доклад Ольги Борисовны о личном кабинете читателя ГПНТБ России. Я думаю, что можно будет узнать о преимуществах записи в ГПНТБ и всевозможных фишках. И второе, это больше для специалистов библиотечной сферы, потому что второй доклад будет у Дарьи Сергеевны ГПНТБ в помощь специалистам библиотечной среды. Я думаю, там будут полезные кейсы для работы. Так что встречаемся после обеда.
Раз. Дорогие коллеги, я думаю, нам можно начинать. Итак, мы продолжаем дни ГПНТБ России в Сыктывкаре. И продолжит, наверное, свой доклад Александр Сергеевич Карауш, генеральный директор ГПНТБ России, кандидат технических наук, с темой «Вопросы управления публичной библиотекой». Тоже презентацию, да? Да. Ну, спасибо, уважаемые коллеги, самые крепкие. Спасибо и вам, уважаемые коллеги в сети интернет. Ну, поскольку здесь уже принято менять формат, давайте другую презентацию запустим. Ну, коллеги, сейчас я расскажу, там презентация, что должен знать и уметь. Информационные технологии, что должен знать и уметь сотрудник библиотеки. Библиотечный специалист. Вот так вот. Да, ну, примерно так. Я сейчас расскажу кратко, пробегусь к чему все идет, что нам ждать, на что не стоит обращать внимание и, на самом деле, что должен библиотекарь современному читателю, ну, хотя бы понимать, о чем с ним вести дискуссию, именно в области информационных технологий. Я не говорю, что нужно это делать прям вот до уровня там, байтов рассказывать студенту. Не все смогут, да и не надо это. Студент сам все дочитает. Его нужно заразить той информацией, ну, хотя бы в 2 словах, что можно сказать. Ну, определение цифровой среды. Мы все в ней находимся, мы все в ней есть. Все, что вас окружает, это цифровая среда. Та конвергенция технологий, которая сейчас складывается вокруг вас, уводит все ваши действия в одну точку. И эта точка у вас в руках. Вы ее прикладываете к уху, вы на ней водите пальчиком, и она там. Там уже все. Что у вас в жизни еще где-то состоит, оно уже там. Раньше была доставка. Раньше вы ходили в магазины, потом вы поняли, что там, оказывается, и магазины есть, что доставка, она тоже там, что в зависимости от вашей маломобильности, по разным причинам, внешним или внутренним, вы можете использовать это техническое средство, и оно в себя всосало уже много что. Здоровье там, ну, я имею в виду доступ к здоровью, да, информация там. Вы уже не выходите из дома без априори информации, а куда вы пойдете? Навряд ли вы пойдете через весь город пешком искать неожиданно какую-то случайно нужную вам вещь. Да не в жизнь. Вы посмотрите, в каком магазине она есть, и только туда поедете, заранее ее заказав. Точно так же поступает и читатель. Поэтому ожидать, что придет случайно читатель с навеянной головой, что ему надо бы почитать, и он вдруг зайдет нечаянно в библиотеку и найдет себе неожиданно книжку, коллеги, это просто он не привлекает внимания санитаров. Поэтому таких читателей не надо. Не надо, мы хотим работать с нормальными читателями. И слово «нормальный», оно тоже относительное. Мои слова просто переваривайте вот в режиме такого полувеселья. Поэтому мы знаем, как жить в этом мире, и мы понимаем, что другие люди живут также в этом мире. И если мы хотим встроиться, вот опять же повтор, в их картину мира и в необходимость существования в этой картине мира, мы должны вести себя согласно этим правилам, или хотя бы понимать, или хотя бы направлять их в эти правила. Банальный пример не буду. Основные пункты, люблю я вот так вот всем все вывалить, а дальше уже по пунктам сами разбирайтесь. Поэтому вот пункты, о которых мы сейчас поговорим. Кратко. Все пункты не освоишь. Безопасность персональных данных. Тут я уже кратко говорил, что, ребят, лучше с ними не связываться. В принципе, не связываться. Если есть возможность кому-то отдать проблемы, смело их отдавайте. Если, конечно, они не сулят вам самозанятости. То есть борьба торжественная с проблемами и продажа этой борьбы руководителю – это тоже хороший повод для обоснования собственной значимости. Однако, если у вас нет такой задачи, смело отдавайте. То есть критически важно, средства комплексной защиты информации, критически важная инфраструктура. ГПНТБ России является элементом критически важной инфраструктуры государства. Можете себе представить, какие нюансы мы испытываем от внимания разных служб,
органов для того, чтобы доказать, что Национальная электронная библиотека, разные системы управления, НИОКР и прочее, в чем библиотека участвует и создает их, и наполняет их. О многом не сказали. Есть внутренняя работа. Я сказал, что мы научная организация и выполняем много экспертных функций, которые, в основном для министерств разного рода. Вот эти все вещи, они не видны. И поэтому, когда начинается законодательная база, в том числе и вот по вот этим направлениям по безопасности, это тяжело. Поэтому, если есть возможность отдать, я уже говорил местным, купите модуль, он выйдет дешевле, чем на весь регион обеспечивать все эти законодательные инициативы. Да, кстати, коллеги, у нас же следующая волна идет буквально через пару лет. Год-то точно мы еще продержимся, а следующая волна. Но мы сейчас начнем бороться с ЛГБТ. Вы готовы во всех книжках? Боролись по возрасту, да, а сейчас следующее. Закон-то уже почти принят. Да вы ж сколько к вам придет активистов, которые начнут открывать книжки, с ними фотографироваться и говорит, а в библиотеке в филиале таком-то вот такая вот книжка. Готовы выдержать этот информационный бум наших этих активистов всех неожиданных? Это, между прочим, информационная безопасность. То есть это нужно службе пиар готовить к этому удару. То есть вы все равно должны свой public relation отношений с сообществом поддерживать. И у вас должна быть боевая группа этих, борьбы на информационном фронте. Это в ту же самую тему, о чем я говорил в первой части. Вопросы авторского права. Самого разного направления, самого разного профиля, они по-разному определяются, но это от нарушения авторских прав при копировании и заканчивая нарушением авторских прав ребенка, работу которого вы выставляете публично на вашем сайте, а также его фотографии, его и родителя, и если у вас согласие и все остальное, несете вы авторское право, имеете ли вы авторское право на все ресурсы, что у вас есть, на все сопутствующие какие-то взаимодействия законодательные и прочее. Коллеги, там тоже все очень сложно, поэтому, скорее всего, на официальной странице библиотеки в социальной сети будет здание библиотеки, и текстовая информация, как РИА Новости. И там можете, конечно, этими смайликами улучшать ее. Там сейчас в Телеграме много подгружаемых картинок. Скорее всего, до этого дойдем. Никто не отменял. Разграничение ресурсом по возрастным категориям. Всех эта штука ударила. Все получили от этого большой жизненный опыт. И сейчас уже научились, как с этим бороться. И как расставлять фон так, чтобы он не привлекал внимания проверяющих органов. Да, и 18+ уводилось куда-то в сторону, или там много других моментов. Наборы современного программного обеспечения. Тут Linux, пришел к нам неожиданно, заявил о себе. То, что он был с начала 2000 года, мало кого волновало, все привыкли работать, казалось бы, в информационной среде, но я всех успокаиваю. Уважаемые коллеги, у вас телефон. На телефоне Linux. Android – это Linux. Apple, то, что там iOS, это тоже на базе движка Linux. Вы же работаете с телефоном, работаете, он вас устраивает. В какой-то мере устраивает, вы испытываете от него какие-то отторжения. Может, если кто-то позвонит, не тот. А все остальное, это у вас нормальное взаимодействие с техническим средством. Точно так же будет и с другой информационной системой. Вы точно так же в ней откроете браузер, он точно так же будет выглядеть, и внутри этого браузера будет абсолютно то же самое, что вы видите там сейчас. Но некоторые программы для администратора системы будут другими, и администратор будет, по-технически, у него будет просто больше бубен, в который он будет бить и делать ритуальные танцы около этого компьютера, а в целом ничего больше не изменится. Он, конечно, будет за эти ритуальные танцы брать большие суммы за обслуживание. Все остальное будет то же самое. Ничего не изменится, все так же получится. Поэтому не надо бояться этого программного обеспечения. Плюс программное обеспечение в госреестре. Что это значит? Это значит, что государственная организация будет иметь право тратить государственные деньги на те программы, которые государство разместило в своем реестре. Но вы же также проводите закупки.
Ну и точно так же здесь будут закупки. Просто этот доклад примерно 3-летней давности, ну я такого немножечко буквы меняю, вот, а в целом, ну вот он так вот идет. Поэтому ничего не изменится. Программы должны будут попасть в госреестр, пройти проверку, но и вам тоже ведь хорошо. Вы же не будете сами проверять, но я про ЦБС говорю. Вот, про ЦБС говорю, не надо на себя брать ответственность, что-то такое, ну, быть экспертом. Вы не эксперты во всем, поэтому ну, ориентируйтесь на государство. Что-то случится, вы сразу на государство сопрете возможность, что вот государство так поступило, а мы согласно генеральной линии партии колебались. Поэтому вот все в линии, все в диапазоне. Вопросы доступа инвалидов в библиотеку. Вот я здесь посмотрел, библиотека оборудована табличками. То есть все, что надо, тактильное. Но если вам попадается специалист в области информационных технологий маломобильных категорий населения, вы поверьте, там еще столько всего интересного. Там радионавигаторы, когда надевают, там еще... И, в общем, это бесконечная возможность потратить деньги, которых у вас нет. Вот. Конечно, есть там разные моменты доступа, но самый простой вариант – это, конечно, звоночек. Выходит специалист и ведет ну, вот, товарища категории маломобильной там, или с ограниченными возможностями, или с особенностями восприятия, ведет вот, в соответствии там, с его потребностями. Поэтому в этом тоже, в том числе на сайт. Коллеги, пока от нас отстали, я смотрю, так, 2 года особых проверок не было, но вы же видите, что государству запретили проверять коммерческую сферу. И сразу у нас 4 проверки разных прокуратур. Ну, в Москве много этих районов, да, поэтому они ходят вот, в зависимости от того, как там кто. Одни пришли по антитеррору, другие пришли по программному обеспечению, третьи там еще по детям пришли. Много интересного говорят. Вот. Ну и, соответственно, по сайтам пока тихо. Но поверьте, там много изменений, почитайте. Скоро придут. Им тоже нужно заниматься. Планы с них точно так же, как и с нас, никто не снимал. То, что им запретили что-то делать одно, планов-то у них ровно столько же, сколько. Мы же тоже по читателям план делаем. Неважно, где мы их возьмем. ЭЦП и вопросы, блокчейн и все остальное. Тоже библиотекарям желательно бы понимать. Ну, электронно-цифровая подпись. Мы все с ней работаем, да, вы много уже подписываете где-то в госуслугах какие-то вещи с цифровой подписью. Что это такое? Это обычный файл, который фактически является контрольной суммой 2 других файлов и который заверяется некой системой, которая называется центр, ну, вот, регистрации цифровой подписи, удостоверяющий центр. Он всего лишь гарантирует о том, что это было 2 конкретных человека, и они подписали. Или этот человек конкретно подписал именно этот документ. Этот документ является ну, тем документом, который был представлен. Да, вот он такой. То же самое блокчейн. На пальцах. Что такое блокчейн? Это такой хвостик к файлу, который добавляется, который нельзя изменить, но который говорит о том, что с этим файлом происходило. То есть, если мы говорим о блокчейне цифровых денег, это значит, что некий кусочек цифровой код добавляется к файлу, и согласно этому цифровому коду можно пойти в распределенный реестр и посмотреть, что он там делал. Ну, примерно, вот у вас библиографическая запись описания, да, ИСБН. Вот представьте, что вот, ну, вот условно ИСБН, да, и вы по этому ИСБНу уйдете куда-то и найдете библиографическое описание. Блокчейн то же самое, просто он добавляется каждый раз, как вот там доращивается хвостик к этому файлу, и мы по ходу движения этого блокчейна можем восстановить историю, что было с этим файлом, причем не просто восстановить, а может это такое было, а на самом деле такое было. Это вот гарантировано, что такое с файлом случалось, и такие с ним происходили изменения. Все, больше блокчейн ничего не несет. Учитывая то, что этот блокчейн распределен на разных компьютерах мира, и угробить его нельзя одновременно, там, ну, какую-то страну там прижать или еще что-то. Все, вот она простая достаточно технология, если обсуждать ее на пальцах, но из нее сделано много хайпа. Ну, естественно, где хайп, там быстро расходуются средства. Дальше. Да, в вопросах авторского права, но это я буду говорить. Документооборот технологий библиотеки, система резервирования каналов. Кто хоть раз флешку потерял, тот знает, что надо бы резервировать, да? Вот. Ну, жалко, конечно, обидно, но зато какой процесс обучения.
Прямо на опыте. Ну вот, система резервирования каналов и передачи. Дальше, раскрытие информации об организации на сайте учреждения, я кратко сказал. Государство требует, чтобы все было хорошо. Сейчас там какие-то штрафы новые вводятся, по-моему, по 1000 рублей за каждую ошибку на сайте, поэтому еще раз перечитайте сайт, придите свой родной, вспомните о себе, вспомните о людях, которые там описаны, посмотрите, где там какие ошибки, нестыковки, потому что вам придется доказывать потом, если какой-нибудь активист найдется, который за процент от проверки будет что-то там с вас требовать. Пожалуйста. Да, кстати, вот я не знаю, есть у вас в регионе такая организация, которую я называю государственными рекетирами, которая берет, допустим, смотрит закупки организации, а потом пишет письмо директору. Уважаемый Александр Сергеевич, на вашем сайте были замечены такие-то, такие-то, такие-то ошибки в ваших действиях. Это нарушения такие-то, такие-то, такие-то. Мы их обещаем не сдавать, если вы заключите с нами договор на такую-то, такую-то сумму на оказание таких-то, таких-то услуг. Поздравляю, вам повезло. И это все на всех уровнях. Таких организаций сейчас куча. Это прохиндеи, я их называю. Ну, там есть инфо-цыгане, конечно, которые обучают всему и вся, лишь бы там корки выдать. Но вот поверьте, эти организации развиваются, у них уже очень много подписчиков, они изучают много информационных ресурсов. Ну, в общем, рынок-то такой, поэтому подойдут скоро. Ну, если у вас там, конечно, все плохо. Вот, ну, надеюсь, что нет, у вас все хорошо. Далее. Направление саморазвития для библиотекарей, как я это вижу. Извините. Понимание логики написания интерфейсов и информационных систем, изучение дизайна и эргономики. Коллеги, никогда не будет, что библиотекари всегда ждут, что появится некая одна универсальная система, которая объединит в себе все возможности запросов. Все запросы будут на одних и тех же языках запросов. И это счастье нас когда-нибудь настигнет. Не настигнет. Как вы понимаете, да, вот вы все в статистике, да, вот все собрались, библиотеки региона, и сказали: ребята, да доколе мы заполняем 10 статистических отчетов, давайте будем заполнять 1, сведем все. И у вас получается 11 статистических отчетов. Ровно так же происходит и здесь. Поэтому никаких чудес не бывает. Вот как только вы что-то хотите объединить, это добавляется ко всему предыдущему. Поэтому если вы хотите сделать еще один интерфейс, который самый лучший, объединит в себе все, поверьте, он будет следующим. Вот. Дальше. Понимание логики современных пользователей. Задача, кнопка, результат. Борюсь со специалистами, которые говорят: читатель должен знать наши внутренние технологии. Пока он их не изучит, не дай бог, да уйдет он от вас быстрее, чем их изучит. Не мучьте людей. Вы сами как к магазину относитесь? Пришел, нет товара, свободен. Что вы изучаете их логистику, когда он приедет, как они сошьют там что-то? Да нет же. Нет, и все, и пошли в следующий. Точно так же и читатель. Но мы все живем по этому алгоритму. Поэтому если вы ему не дадите конкретную кнопку, а скажете: ну ты понимаешь, эта кнопка на самом деле заменяется 10 вот этими кнопками, а в зависимости от того, в какой последовательности ты их нажмешь, ты получишь разный результат. У тебя столько возможностей, какой ты молодец. Ну и все, закончили. Про это речь, на простых словах. Далее, третий пункт тоже про то же самое. То есть черный ящик, вот вы пришли, вам выдали какие-то показатели, вы их интерпретировали и спокойно ушли. Либо понимая, что вы удачно зашли, либо неудачно. Все. Понимаете, у нас двоичное уже мышление практически везде. Мы редко где можем градацию очертить. Редко. Понимание логики конвергенции технологий. Про телефон рассказал, что все там и все больше. Дальше. Понимание лоскутного дела технологий в стенах библиотеки. Коллеги, у вас всегда будет много информационных систем. Вы будете выгружать отовсюду. Вы все равно будете ситуационные модели какие-то рассматривать и много чего еще. И руководителю с каждым разом вот этот вал государственный, который существует, он каждый раз руководителю будет добавлять какие-то задачи, которые он будет решать какими-то инструментами. Эти инструменты всякий раз будут новые. Сайт госуслуги, пожалуйста, работаем? Работаем. Сайт закупок, работаем? Работаем. Сайт, и пошло и поехало, да? Торговые площадки и прочее. Сайт там отслеживания законодательной базы, пожалуйста. Все там. Поэтому понимание работы лоскутного дела, необходимость изучения форматов передачи данных. Красота. Коллеги, связанные данные.
Как вы думаете, вы слышали, вы всегда, каталогизаторы, слышали, что такое ФРБР? Давно уже слышали. Как мы к нему относились? Ну, как бы он есть, он как бы там существует. Желательно бы до нас не дошел, а мы бы к этому времени дошли до пенсии. Вот. И, в общем, примерно так все и думают. Поверьте, я вот уже в том возрасте, когда я тоже начинаю понимать эту логику. Вот, по многим вопросам. Поэтому, значит, что такое ФРБР? Это связанные данные, где библиописание делится на блоки элементов. Произведение, выражение, воплощение, физическая единица и так далее. И они между собой соединены. Ну вот в 2006 году был перевод, а на самом деле с 1998 года все это дело ведется. Ну вот уважаемая госпожа Бахтурина, всем вам, я думаю, известная каталогизатором, да, вот перевела, давно перевела. Как это выглядит в ФРБР? Вот вам сборник, моя монография единственная. Вот, ну там я в соавторах, ну бог с ним. Монография ученых всегда считается чем-то серьезным. Вот он расписан связанными данными. Вы видите, что это интуитивно так. Вы все прекрасно понимаете, что вот есть. И вы прекрасно понимаете, что вот те данные, которые внизу, ну вот издательство, допустим, ФАИР, там, ну, 92 год нет, там улица и все остальное, это тоже данные, которые можно вынести за скобки. И сказать, что издательство Гранд Фаир издало много-много данных. Ну, много-много, да? Но издательство Гранд Фаир, вы знаете, что оно сейчас Фаир, а потом Гранд Фаир, а потом там Рифат Саразидинов, а потом еще много чего еще, да? А как вы авторитетный файл, оно у вас где? А что, автор? Читатель должен знать про это, что оно там переименовывалось, сливалось, разливалось и прочее? Нет, не должен знать. Вы можете эти данные вынести за скобки в авторитетный файл? Можете. Такие авторитетные файлы существуют? Нет. Все. Поэтому мы что делаем? Мы берем библиографическую запись и множим всю историю этого издательства. Ну а вдруг совпадет? Ну та же самая логика ключевых слов. Почему много ключевых слов берем? Потому что вдруг пользователь набьет что-то и совпадет. У меня был анекдот. Библиотекари посмотрели, что читатели уходят неудовлетворенные, провели опрос. Это был где-то на год 2002. Просто сейчас как анекдот. И стали набивать ключевое слово «трупики». Почему? Потому что детишки, которые искали книжки, это ключевое слово вносили, и в отказ уходила система. А они искали, вот понимаешь, детские детективчики. Ну вот что могли, то и набили. Все, нет этих книжек же, да? Проблема? Проблема, стали бить ключевые слова такие. Ну, в общем. Сами понимаете, к чему это может привести. Я вам просто вот говорю анекдотические вещи, но взаимодействие с информационными системами порой оно такое. Дальше. Как работает вся система и что вообще библиотека должна хранить? Ну, во-первых, вот тот путь, который в ФРБР определен как связанные данные. У нас имеется произведение. Название произведения, да? Выражение этого произведения, в чем оно может быть выражено? Оно может быть выражено либо в прямом, ну, как бы вот авторском варианте, либо в переводе, либо еще в каких-то вариантах, да, но оно то же самое произведение, оно называется так же. Дальше оно в воплощение на материальных носителях, в электронном виде и так далее, и так далее. После этого идет уже физическая единица, которая из себя представляет, ну, там, сколько у нас этих физических единиц. То есть физическая, она может быть, ну, в данном случае она к книге прицеплена, но экземпляр может быть прицеплен к любому другому виду носителя. И на самом деле видов носителей тут много, видов выражений. Ну, идут авторитетные данные, которые, как я сказал, вынесены за скобки. То есть издательство, организация, место и много чего еще. Так вот, как вы думаете, что должна делать библиотека? Она должна вот только вот тот вот верхний блок вести. Физическую единицу. В их библиотечной системе должна лежать только эта информация. Почему? Потому что вся информация меняется. Это в бумажном версии вы взяли книжку, и там авторские права написаны. Скажите, пожалуйста, а в электронной версии, вот вы с Литресом работаете, сколько у вас книжек отозвали авторские права за время? Такие нежданчики. Вы видели, да, что хоп, книжка пропала. Почему она пропала? А извините, автор отозвал права. И в электронном виде это делается мгновенно.
И у вас эта книжка точно так же исчезнет отовсюду. Точно так же мгновенно. А зачем вам это в электронном каталоге? Зачем вы методом, плохое слово, дятлов, эту информацию туда вбиваете-то руками? Зачем эти непродуктивные затраты? 60 знаков в минуту. Зачем? Это труд. Я говорю как директор, который этих людей нужно кормить, на них зарплату искать. Они должны вырабатывать что-то. А извините меня, власть за это обижает. Поэтому должна быть только физическая единица и поля связи. Это я про новые форматы вам говорю на базовом уровне. Прямо вот простыми словами всем каталогизаторам и библиотекарям. К чему все идет? А вот авторитетные данные, они вынесены в авторитетные организации. Вот у вас республиканская библиотека. Вы авторитеты создавать республиканский файл, условно, географических объектов. Авторитеты? Считаете себя авторитетами? Создавайте. Вы готовы создавать авторитетный файл местных авторов на 2 языках, на 3 языках? Создавайте. Это вы авторитеты. Но это у вас будут отдельные данные, которые вы будете давать всем. И у вас будет идентификатор вашего автора, который будет уже привязываться везде ко всем файлам. И когда библиографическое описание, классический Марк, вы все его видели, он такой замечательный, там много полей, много подполей, кому не хватает полей, тот себе придумывает, потом при переходе на новую систему вспоминает, ищет этих аксакалов, кто что надумали, перетаскивает, теряет, в общем, развлекуха прекрасная на несколько десятков лет еще. Хватит нам со всем этим заниматься. Вот. Так, стоп, куда я ушел? Так, 1, 2, 3, 4. Вот сюда, потом вернемся. Так вот эти все поля связаны так называемыми УРИ. Что такое УРИ? Это вы в строчке браузера набиваете, и там уникальный номер. И он ссылается вот на этот УРИ. У каждого этого элемента есть свой УРИ, и они связаны между собой. Уникальный локатор в интернете. Уникальный идентификатор. В качестве примера приведен путь рубрикатора Mesh. Знаете, что такое медицинский рубрикатор Mesh, медицинский тезаурус? Он такой мировой, на всех языках, и медики по нему. То есть в США, если в этом рубрикаторе нет термина, то ты его не имеешь права использовать, термин. Не надо изображать и придумывать что-то. Ты должен вначале загастировать термин, а только потом уже его использовать в научном произведении. Круто, да? Вот это все сочинительство, синонимия, все улетает автоматом. Но это медицина, там деньги другие. И там, сами все понимаем. Поэтому, и вот как раз на этих связях все это и строится. Так вот, библиографический поиск, когда мы читателю что-то выдаем, формируется онлайн, сбором этих данных с разных информационных систем. Поэтому задача библиотеки, информационных центров ввести эти базовые базы, основные базы данных, на основе которых будет собираться информация. Во-первых, эта база будет актуальная, во-вторых, они будут заниматься тем, чем надо заниматься, а в-третьих, люди, собрав эту информацию, будут получать последние данные, а не то, что мы открываем библиографическое описание, а там данные 500 лохматого года с их авторским правом, с нюансами оформления и с многим чем еще. И говорят: вы знаете, у нас ресурсов нет обновлять библиографические данные в соответствии с новым ГОСТом. Обидно? Обидно. Почему? Потому что вот так построена технология. И мы к следующей технологии пока подобраться не можем. Борис Родионович, я думаю, если у вас выступал с APAC Global, он тоже говорил про связанные данные и все остальное. Только как к этому подступиться, мы пока не можем. Я могу сказать, что когда я эту тему поднял 4 года назад в Кемеровском институте культуры, мне было скучно писать магистерскую, меня заставили, я директор ЦБС, мне сказали: пока у тебя не будет профильного образования по культуре, ты никто. То, что у тебя кандидатская по автоматизации библиотек, не в счет. Вот ты получи профильное нам образование, понимаешь, иди быстро в магистратуру. Я к ним пришел и сказал: вам же скучно, ребята, давайте я вам сделаю так, чтобы вам скучно не было. И написал магистерскую, после чего там много чего завертелось. Вот по этим всем данным. Но я писал по бифрейму. Это Марк 21, развитие, то, что сейчас в библиотеке Конгресса США. Не суть важно. Важно то, что они те же самые идеологии связанных данных. Потом я расскажу, где это используется. Прочитать успели, да? Пока я тут красоту вам рассказывал.
И в библиотеке будет основная информация не о том, что мы будем перебивать автора в базу данных, а будет информация о том, со скольки до скольки работает читальный зал, есть ли туда доступ инвалидам, какая географическая локация этого экземпляра конкретная, а может ли этот экземпляр выдаваться, а какие характеристики у него вплоть до килограммов. Извините, вы скоро будете... вам сейчас же Яндекс показывает, сколько килограммов посылка, да? Вы же сумочку выбираете под эту посылку, правда, когда она к вам приходит? А что же мы, читатели-то, не любим? Вдруг он придет, а ему фолиант подарят на 5 килограммов. Как он его унесет без тележки? Поэтому это тоже должно там быть по ряду причин. А может, это логистика, а может, это группа... Ну вот мы, когда начинали работать в ковид, мы систему Ирбис настраивали для паркоматов, чтобы читателям через вот эти вот паркоматы развозить литературу. Они приехали, взяли, сдали через доступы, постаматы и все остальное. Ой, паркомат, постаматы, пардон. Через постаматы. Книговыдачу делать с логистикой. Эко нахлебались мы с этими службами, потому что там у них совсем другая информация требуется для организации доставки в электронном виде. У них там совсем другие форматы. Поэтому вот это требуется там в том числе. То есть библиотека должна вносить именно эти данные, а не то, как автора зовут. Так это уже внесло издательство, это уже там все внесли. Они молодцы. Про сущность, задачи отдельных экземпляров, это я кратко рассказал. Ток форматы, к чему идем и что должны знать будущие библиотекари, если они, каталогизаторы, если они хотят называться именно так через, я надеюсь, 10 лет сохранятся. ФРБР, открытые данные, связанные данные, объектная модель описания. Дальше, РДФ, еще одна структура описания документов, с ней немцы играли, так и не доиграли. Поэтому, если начать ее читать, это вообще страшное дело. Там, кто видел ДДК в чистом виде или УДК полное собрание, это 2 метра книг на полке. РДФ примерно половина, где-то метр. Разного. Это то, что следует за маркописанием. Маркописание у нас, кто Бориса Родионовича читал, там столько он пока натрудил в трехтомнике, но там примеры, он расслаблялся. А если чистое описание Русмарка, там примерно столько. И не дорабатываем, еще надо много. Потому что если кто Марк 21 видел, там 5 томов. Мы еще только до 3-го дошли в Русмарке. Но работаем. Википедия, понятно. Хоть тут и про Википедию говорили, что они там... Но у них есть очень одна интересная вещь. Википедия построена на связанных данных. Переход был совсем недавно, и вы его заметили. Когда вы набираете в Гугле какой-то термин, вам сразу сбоку выходит ответ. Выдача из Википедии. Так вот, чтобы такое появилось, библиотеки должны тоже перейти на внутренний формат этих данных, связанных данных. Тогда, если набирается книжка, тогда сбоку сразу появляется карта, где эта книжка ближайшая находится от этого читателя. И как ее взять? Экая фантастика, да? Так мы живем в этих условиях. Вы уже, извините, продукты так покупаете, а книжки-то что? А мы читателя гоняем по всей территории, потому что так, еще к этому не подошли. ВИАФ и ФРАТ, это авторитетные файлы. Очень многие из нас будут удивлены, но этот авторитетный файл наполняет Российская национальная библиотека. И туда его передает, в этот ВИАФ. Если вы наберете viaf.org, вы туда попадете, там попадете на наш российский авторитетный файл авторов. Там он большой, интересный, но там ничего нету про автора, кроме того, как его зовут. И вы будете удивлены, но большинство российских авторов каталогизирует Латвия. Почему? Видимо, так. Потому что. По крайней мере, про меня там так написано, но там вообще анекдот про меня, потому что там вообще меня с отцом спутали. Он у меня профессор в начале Томского политеха был, потом архитектурно-строительного университета. Они АС Карауш, СА Карауш, что они там, случайная последовательность букв для нормального европейца. Попробуйте это перевести на звуки, запутаешься. Поэтому запутались, все нормально. Поэтому, когда я туда выхожу на свой авторитетный файл, мы там вдвоем,
Дракон такой двуголовый. Вот. Ну, это я просто про реальность говорю. Косячат везде. Вот. Ну и потом вот IFLA LRM – это последняя модель, к которой мы все сейчас стремимся. Борис Родионович про нее говорил. Там еще сложнее, чем в бифрейме. В бифрейме там всего 8 ипостасей, а тут 16. Короче, есть где запутаться и есть чем долго заниматься, показывая свою значимость для государства. Поэтому учите. Еще много кто понять это не сможет в ближайшее время, а кто изучит, тот будет представлять из себя человека, на которого будут поклоняться. Ну, это я про профессиональное уважение и про профессиональное сообщество. Потому что к этому нужно стремиться. Мы столкнулись с тем, что начинаешь это рассказывать, все убегают, как это сказать, все начинают хвататься за паспорт и смотреть, сколько им до пенсии осталось. Вот. Ну, я это уже говорил, извините, повторяюсь. Но когда про ЛРМ смотришь, то свой начинаешь искать, потому что он на самом деле тяжело. Но к этому уже все подходят. Уже IFLA это приняло. Уже 2 года назад, как это все принято. И к этому все идет. И методические вещи делаются. А мы студентов не учим. А учить некому. Ну и замкнутый круг. Кто вперед, яйцо или курица. Поэтому вот кто тут с молодежью работает, поздравляю. Вам перспектива. Вот, смотрите, вам будет интересно, а им-то как? Это уже выводы, по-моему, были, а может и не было, а я уже запутался, что я вам говорил, а что нет. Собственных интерфейсов и информационных систем не будет. Но поверьте, не дойдут они до ваших интерфейсов уже через 2 года. Как бы вы свой электронный каталог им через интернет не рекламировали, не дойдут они на уровне Яндекса и первой выдачи. Чтобы вы понимали, Google, когда проверил, сколько людей, вот после того, как они Википедию поставили в бок, да, и много там еще ресурсов, как вы думаете, сколько людей удовлетворяются первой страницей выдачи, даже не дергая на сайте? 43%. 43% сразу на этом этапе верят. Все. И дальше уже не идут. Поэтому если там библиотеки не будет, перспектива ясна. Поэтому никто от нас суперинтерфейса, да, и для изысканных, ну вот как вот я пришел, смотрю, а вы каталог поддерживаете бумажный. Молодцы. Для кого поддерживаете? Для своих поддерживаете. Но на чем-то же нужно тренироваться и учить студентов, да? Вот. Ну, еще есть люди, которые не приемлят электронную версию. Здесь я согласен. Ну, или какая-то там проблема с дислексией и прочее. Тут я согласен, вопросов нет. Но, зараза, дорогая штука. Дорогая и много ресурсов лопает. И люди, но люди заняты, это хорошая штука. Вот. Дальше. В конкретной библиотеке не будет каталогизаторов в узкопрофильном понимании. Но не нужны они. Они нужны на узкие профессиональные вещи. На вещи экспертные, региональные экспертные, экспертные вот какие-то еще. Но не надо быть дятлами. Ну зачем вы там в куче... Пусть даже вы говорите, ну или кто-то, профессионал говорит, а мы книгу заимствуем. Пробовали проводить исследования, сколько человеку, который набивает 10-пальцевым методом, разница между вот он набил это в текстовом поле или заимствовал, а потом правит? Сколько меняется времени? Не сильно. Скажу так, не сильно. И вы это знаете прекрасно. Поэтому заимствование глобальных проблем не решает. Не решает. Пока мы не вынесем за скобки что-то. Дальше. Синхронизация данных о ресурсах проходить должна онлайн. Издательство изменилось, оно везде должно измениться. Сразу. Не надо, бросаем, у нас там издательство называлось там вот так, а теперь поменяли там буквы, и мы дружно меняем, потому что, ну так надо, так... Мы же библиографический справочник делаем, там же должно быть все по новому ГОСТу, а у нас они по старому ГОСТу описаны. Ай-яй-яй, все побежали менять там дружно субботник по исправлению данных в библиотечной системе. Зачем? Ну и произойдет централизация работ по описанию ресурсов. За этим спасибо. Это первая часть. А у меня сколько? Дайте мне еще 15 минут, я второй доклад закачу. Вот сейчас 15 и еще 15. Нет, это я сверх просил 15. Знаете, это анекдот про золотую рыбку, да, когда поймал представитель определенной национальности золотую рыбку, и она ему говорит, у тебя 3 желания. Он говорит, квартиру, дачу, машину. Это раз. Давайте вопросы. Вот это так. Так,
Сейчас мы вернемся. Так, а давайте мы... Там еще один у меня есть. Может, я вспомню? Я с памятью плохо. Коллеги, я все-таки хочу вас нагрузить. Жалко мне вас. Вернее, жалко, что вы уйдете не нагруженные. Вот так скажу. Вот все, что я сейчас говорил, это цветочки. Это цветочки, это ближайшее будущее. Оно уже есть. Мы к нему просто еще не подошли. Мы просто думаем, что мы живем хорошо. А на самом деле мы живем не очень. А как будем жить, я вам расскажу. А жить мы будем вот так вот. Я же вам говорил, да, что вот это будем делать через какое-то время. Когда в 90-х годах появился интернет, и ученые туда ушли, первыми ушли ученые от библиотек, библиотекари сказали: ой, слава богу, будем заниматься. Чего они нам там какие-то запросы давали интеллектуальные? Мы там что-то описывали. Ой, пусть сами себя развлекают с этими научными работами. ГОСТы, вот это все. Мы займемся простыми предпринимателями, там шишки, там эти какие-то вещи простые, да, там вот там эти рукоделия и все такое. Ну вот, да. А вот эти вот высоколобые, там, Академия наук, пусть своей дорогой идут. И возникла ситуация, что через 20 лет ушли все за ними, ну, потому что выросло новое поколение, которое по той парадигме работало, и ушли в другую парадигму потребления информации. А библиотекари с Марком работают до сих пор. Мы каталогизируем, мы вот это все выдаем и говорим: что-то читатели у нас плохо ищут, что там, вместо 5 ключевых слов будем 10 бить. И точно перейдем на новый уровень развития. Да? Или там 20, вот как у нас каталогизаторы. Я им говорю: ребята, вы понимаете, что рубрикаторы были не просто так созданы, тезаурусы не просто так, что это все в третьей степени увеличения ключевых слов и уровней. Почему вы это не делаете? Потому что сложно. Нам что легче делать? Легче тем, чем сейчас мы занимаемся. Легче. А вот как сложнее? И как сделать так, чтобы сложность была интересная? Я уже сказал, что я учился, ну, там было 800 человек, отобрали, ну, все слышали про программу в России 5100 вузов. Когда там сколько-то вузов взяли и сказали: теперь вы лидеры, поздравляем. Вот вам деньги, а через 3 года придут прокуроры. Поэтому вы должны вырваться, и желательно, чтобы вас никто не догнал. Вот. И в общем, вот в таком духе понеслось. Потом еще один проект и так далее. Сейчас наши вузы, кто-то бежит чуть побыстрее, кто-то помедленнее, но, в принципе, все уже достаточно активно шевелятся в этом вопросе. И решили: а что-то Академия наук у нас как-то отстает. Там у нас научные школы, что с ними делать? Вроде как и говорят, что хорошо, а выхода нет. Почему выхода нет? Собрали 800 молодых сотрудников до 40 с небольшим лет, ну, молодых, я считаю, для науки. Вот. Собрали и сказали: а сейчас перед вами конкурс, вас должно стать 240. И устроили там ну, такие творческие конкурсы, как мы сейчас устраиваем. Там правильно выступи правильно покажи себя, там правильно расскажи о чем-то, ну, какой ты молодец, придумай. Вот сделали, отобрали 240. Потом устроили погружение с 9 до 9, на неделю нас вывезли в центр Москвы, вот, и там оставили в гостиницу и сказали: сейчас от вас должно остаться 50. И вы должны работать с экспертами Росатома, которые завоевали весь мир. Ну, вы знаете, что Росатом владеет порядка 80% мирового рынка всех атомных продуктов и всего остального. Вот, они молодцы такие, они все захватили. Давайте и мы вам тоже вот по этой технологии. Кто слышал про Щедровицкого, философа? Ну, Мамардашвили слышали? Вот, а это его друг. Ну, Зиновьев тоже его друг. Вот. Ну, в общем, там они все друзья были из того кружка, который начинал потом делать мыследеятельностный подход и такую вот те вещи, которые назывались системой разделения труда. Вы о нем слышали? Все о системе разделения труда, ну и так далее. Вот. И получается, что сегодня сложилась такая ситуация, что наши ученые занимаются теми технологическими вопросами, так технологически подходя, как это было в 70-х годах. Берут книжки, читают, думают, им хорошо. По высокомолекулярной химии, каких-то там вот, ну, я не боюсь соврать термин, выходит 600 статей в месяц.
Ученых в лаборатории ровно 3. Как они эти статьи не делят, чтобы их прочитать? Библиотекарям выдают все. У нас много баз подписано, мы молодцы. Смотрите, сколько у нас ресурсов. Хотите свежее? Получите. Что вы с этим будете делать? Не знаем, что. А они приходят и говорят: ребят, у нас 600 статей, у нас оборудование на 1 миллиард нам выдали. Мы должны проводить эксперимент, который будет идти 5 лет. Мы начали его проводить, закупили химические реактивы на 25 миллионов и запустили эксперимент, который должен вылезти в патент, ну и во много что еще. И они, конечно, газетки до этого и книжки почитали, и статейки почитали. Но сколько сил хватило? 30 из 600. А как они меряют качество статьи? Импакт-фактор журнала, да ведь? Хирш того, кто пишет, ну и прочее. Мы знаем все эти категории. И вдруг они через какой-то интервал времени, через полгода, когда они запустили всю эту миллиардную установку, бубухали туда химических реагентов, и их там аккуратно мешают, через полгода они выясняют, что на 70-й статье было описано начало этого эксперимента, про который они... И они через полгода, эти ребята, уже этот эксперимент запатентовали. А все, что у них варится, можно спокойно выливать. Перспектива нашей науки при работе с информацией. Проблема – библиотека. Библиотека, коллеги, библиотека. Ну, это так. Тут написано научно, а вот то, что я вам говорю на пальцах, вот так. Вот так, как у нас ученые работают. Изучение опыта, планирование исследований. Ну, кто у вас исследователь? А да, еще одна проблема большая. У нас в стране не рождается исследователей, у нас в стране потребителей. Сколько из детишек в последнее время отрывают мушкам ушки для изучения биологии? А? И пальчики в розетку суют. А? Сколько у нас таких товарищей, которые на собственном опыте изучили воздействие природы? Все меньше и меньше, понимаете? И когда мы доучиваем студента, он говорит: я что, исследователем пойду? Там сейчас платят чуть побольше, но так это же риски, это же проблемы. А раньше сколько шло? Вот так. Вот тут тоже много чего хорошо написано, но data-driven сегодня. Английский термин, прошу прощения, сегодня Дума внесла в постановление, вот сегодня утром передали, что Дума внесла проект постановления о том, чтобы английские термины перестать употреблять, так что переходим на чисто русский язык. Да, будем писать то же самое, но русскими буквами. Ну, так положено теперь. Вот, у нас лексический запас большой, либо перейдем на полуфранцузский, ну или какой там другой язык. Кстати, может быть, и на языках народов Российской Федерации тоже что-нибудь интересное найдется. Я имею в виду по звукам, созвучное. Поэтому изучение наборов сейчас, давайте вот так вот, как было. Вот у нас такой ученый весь, мы ему накидали публикации. То, что их много, бог с ним, пусть ищет. Он должен быть занят. А мы должны показать, что мы ему выдали вот такую книговыдачу. Унесет он ее или не унесет, проблемы не наши. Сам не дурак знает. Что учился-то зря. Вот он пошел и начал вот с этим всем работать. То есть мы ему название, автор, аннотация, ключевые слова, даже иногда полный текст выдали, чтобы хорошо читал. Ну и дальше вот это объекты научной коммуникации, через которые ученые друг друга поливают разными научными достижениями. Ну вот он исследователь. И в общем вот с той вот информационным облаком этот исследователь и бодается всю дорогу, пока не выработает какой-то результат и начнет его распространять. У него его купит корпорация получит большие результаты и много чего интересного. Что сейчас происходит вот с этой технологией? Сейчас никого не интересует в чистом виде библиографические описания. Потому что те 600 там, или 700 или 900 статей никто не переварит. И поэтому наше отторжение, вот если вы приходите в магазин, да, а вам говорят: уважаемые, у вас 50 вариантов молока. Вы что будете, выбирать и сравнивать? На чем вы остановитесь? Ну, на чем-то остановитесь. Вы второй раз в этот магазин пойдете, или вы пойдете в тот магазин, где вам скажут: у нас 2 сорта, но они качественные. Куда пойдете? Вот так. Поэтому в библиотеку, в научную, при таком подходе исследователь не идет. Он идет в какие-то там дополнительные информационные центры, а лучше, не лучше, а он идет в зарубежные информационные центры. А за рубежом что ему говорят? Ему говорят: что ты там делаешь? Приедь к нам, у нас все хорошо.
Мы тебе поможем, мы тебе то-то сделаем там, и вот сразу тебе посадим информационного аналитика под бок, и он тебе сразу будет давать то, что надо. А он тебе будет давать то, что надо. Ну, в общем, с другой интонацией. Поэтому там сразу с полными текстами, где выделены методы, объекты, свойства, эффекты, модели, патенты и много что еще, чего мы никогда не описывали в наших информационных системах, по которому можно делать усечение данных. Почему? Ну, так принято у нас. Не сложилось. Наши форматы для этого даже не приспособлены, они даже про это не знают. А что они еще не знают, страшно сказать. Вот, новые объекты, датасеты. Что такое датасеты? Сегодня вот мы решили опубликовать статью о книговыдаче десятилетней давности в медицинских библиотеках, на которую мы, ну, тут у нас одна фирма есть, которая, вы, наверное, в Москве были и видели, там, как по карте автобусики катаются. Ну, тут у них еще дроны летают между дверями без GPS. Много у них таких разработок этой фирмы. И вот они решили, а давайте мы рекомендательную систему напишем для сети бургерных, чтобы у них не просто вот пришел, а ему выделили такой бургер, ну, рекомендовали. Это про рекомендательное, я уже даже говорить не буду про это. У них задача была увеличить норму прибыли в 3 раза с одного заведения. Что они сделали? Приходит человек, они его по фейсу смотрят, ага, ну, там похож на такую культуральную особенность, значит, будет кушать мяско. Поэтому мы ему мяско, причем мяско не просто мяско, а сетом мяско, чтобы там прибыль побольше была, посмотрим на его первые вот тыканье кнопочки, ему там мяско дадим, вот, и добавим вот это, добавим вот это, добавим вот это. Но не просто так добавим, а посмотрим, как у нас загружено оборудование вот здесь в цеху. И если у нас вот тот товарищ, который жарит какие-то особые котлетки, недозагружен, или у него очередь заказов небольшая, значит, мы ему еще накинем. И вот сделаем так, чтобы оборудование в этом цеху заработало нормально и было загружено ровненько. Он же должен пораньше получить свою котлетку, да, и все остальное. То есть и вот эти все вещи там в качестве рекомендательных систем. Ну и эти ребята, сказать, с этим движком у меня образовались. И мы взяли им, запихнули десятилетнюю историю книговыдач в медицинской библиотеке. И что тут началось с результатами данных? Много интересного. Об этом статья на английском языке. Вот. И у нас эту статью не стали брать в зарубежные журналы. Они говорят, ребят, ага, где правда? Ну и что вы тут написали? Дайте нам исходник. Где ваша история книговыдачи? Дайте. Я им даю, а там Вася Пупкин 1, Вася Пупкин 2, но персональные данные, мы же не можем нарушить закон. Они говорят, а где фамилии реальных людей? Мы как будем проверять? Я говорю, никак. Они говорят, свободны. Все, пришлось опубликоваться там в бесплатном журнале, ну, там на конференции. Короче, на конференцию нас не приняли без датасетов. Сейчас ни на одну серьезную конференцию, вот любое оборудование, оно компьютерное, оно дает так называемые логи, как оно работает. Осциллограф дает логи, все химические, вот цифровые, дают логи. Пока ты эти логи не выложишь на открытый доступ и не дашь к ним доступ, и любой исследователь проверит, врешь ты или нет, наука сейчас не делается. Это я вам говорю про мировую науку. Поэтому к этому надо идти. И скоро, вот когда вы будете что-то публиковать, вот вы провели анкетирование, да, мы решили, что 43% студентов хотят читать. А где анкеты? А где они в открытом доступе? А почему другой исследователь не может загнать это дело в какой-то анализатор и сделать? Это я вам просто говорю вот на пальцах, что существует. Поэтому датасеты, 3D-модели, все лежит в открытом доступе. С 3D-моделями мы сейчас нахлебаемся. Я тут начал рассказывать руководству про то, как мы работаем с тем, что наши кванториумы уперлись в информационный потолок. Они наигрались с Лего. Они не знают, что дальше делать. Они не знают, как дальше выходить на мировые уровни, как работать с водородными двигателями, как работать, как запустить опять то судостроение, модель, там, самолетостроение, которое было в советских домах детского творчества. Они уперлись вот в эти особенности Лего. И к нам обратились, говорят, давайте мы сделаем некую методическую базу, чтобы это пробить, и чтобы из кванториумов рождались не потребители Лего, а исследователи, которые дальше пойдут и с интересом будут заниматься. И что им нужно для этого, чтобы эффективно пойти. Но это 3D-модели. Это там вот эта строчка, она вот много пунктов. Я, к сожалению, не все могу рассказать, но там интересно. Тоже потом будут публикации, и, в общем, все почитайте. И исследователь, сейчас у него цифровой помощник. Вот тот самый, который вот это все анализирует и говорит, ребята, исследователь, ты прочитай вот это, потому что исследователь будет отсекать детальнее. Ему он должен получить там 10-5 статей, сколько нужно. Так, парадигма data-driven вот так идет. Не буду рассказывать.
подготовка научных обзоров. Самое главное для ученого – это подготовить научный обзор качественный. Оказывается, сейчас уже есть технологии с искусственным интеллектом, которые позволяют для ученого погрузить его в тематику. Вот вы, например, захотели получить научный обзор по литиевым батарейкам. Ой, тут много чего написано, сейчас мы до литиевых батареек дойдем. До литиевых батареек. Вот бета-райтер. Это первый обзор в 2019 году, получен Шпрингером на автоматическом фоне. Они сделали обзор по литиевым технологиям, роботам, по всем источникам. Аккуратно. Вот обзорные статьи уже сейчас технологически могут писаться так. Поэтому скоро там человека не будет. Не пишите обзорные статьи. Не пишите. Они уже начинают делаться искусственным интеллектом. Можно ли их сделать на поток? Можно. Но для этого нужно технологически работать. И в дальнейшем вот эта логика навигатора ученого, когда мы берем разные информационные источники и ведем ученого, как вас сейчас ведет Яндекс.Навигатор по картам, чтобы вы там где-то не застряли, точно так же ученый говорит, так, ты вот сюда, ты сюда, ты сюда, и в зависимости от плана исследований, то у тебя может быть конфигуратор подстроенный, который тебе с большой степенью вероятности расскажет, что ты в своем исследовании через 3 года к чему-то человеческому придешь, а не пролетишь с деньгами. Поверьте, это для науки очень важно. И я вот сейчас про библиотекарей говорю, скоро это будет, я не знаю, как это будет выглядеть в ЦБС. Я не знаю, но вот это та перспектива профессии, которая может быть. Ой, тут много интересного. Я все это оставлю. Мучитесь. Вот. Из имеющегося опыта та иллюзия доступности информации, которая сейчас существует, очень многих портит. Причем вы видите, что вот школьник, да, вы говорите, уважаемый товарищ школьник, начинай учить заранее этот предмет. Да что я буду учить, все есть. Сейчас я за 10 минут сяду перед экзаменом и все выучу. И приходит, я сам был преподавателем 20 лет в Тусуре с лишним, вот приходит этот болван у меня, значит, с 30-минутной записью быстрого проглядывания конспекта, чужого. Все. Я любил их мучить, но... Видите, мой характер, они у меня просто так не уходили. Я еще развлекался вместе с ними. Вот. Недоступность или вообще отсутствие метаданных. Метаданные – это наша библиографическая запись, по которой мы ищем. Это свертка. Да, кстати, Блюменау перечитайте. Как ни странно, вот я тут недавно прочитал Блюменау. Кто библиограф по специальности? Вот, и библиотекари. Блюменау помним? Питерского. Почитайте. Он как раз… Там история такая – когда еще не было вычислительных машин активно, но были уже всякие вот эти вот суррогаты вычисления, там вот эти БС, большие, которые медленно работали, но уже в цифрованном режиме, как раз наша наука в конце 90-х, в начале 90-х достигла технология свертки научной и другой информации достигла больших высот. Просто они не перешли. А потом все началось опять заново. С игрушек, с танчиков, с тетрисов. И сейчас мы еще даже не дошли до того уровня. Если перечитать сейчас со текущими знаниями андроида и все остальное, там много что будет интересного, и в том числе идей. Там технологии же у нас идут вот так вот, горбато. Поэтому тут у нас много чего есть интересного, и российские системы. Я сейчас тут проскочу. Где библиотеки себя могут видеть? Где библиотеки себя могут видеть? Какие задачи? Да, давайте по задачам. Вот метаданные. Библиотеки там себя видят? Да родные, да вот они мы. Да? Антологии. Наши рубрикаторы, наши тезаурусы. Мы их связываем между собой, коллеги. Я вот вам говорю, давайте свяжем УДК и ББК. Это ж сколько работы. Сколько ГРНТИ, давайте сделаем переходники. Это ж сколько народу будут заняты для отрасли, для знаний. Но поймите, и потом, это на самом деле, мы когда работали с профессионалами из Росатома, они говорят, ТРИС, слышали, да, про такое? ТРИС заткнулся на том, что они опять ушли в узкие области. Ведь ТРИС на чем был построен? Берешь из другой области решение и затаскиваешь к себе. Такое воровство. Так вот сейчас опять ушли на такой уровень, что они не таскаются, эти идеи. А вот это решение, которое у тебя в базе данных, робот вообще не поймет, что можно отсюда синоним, аналог стащить. Не поймет, покуда библиотекари не создадут конвертеры антологий.
И это делается библиотекарями. Раньше Венетис Анионом этим промышлял, потом эти товарищи состарились, сейчас они совсем себя плохо чувствуют, вот судя по последней конференции Венети. Да, мне еще, да, я тут. Вот. И, в общем-то, там сложно очень. Коллеги, подхватывать некому. А отрасль, извините, новые решения не выдаст, как в советское время. Методы искусственного интеллекта, ну и так далее. Дальше. Создание распределенной инфраструктуры для сбора хранения данных. Библиотеки. Библиотеки, вот они, протоколы наши, пожалуйста, связанные данные. Вот они сервисы. Я сейчас говорю про научно-техническую программу страны, которая сейчас пойдет. Ну, оно не сейчас пойдет, оно пробьем, конечно, там потихонечку все подключатся. Но вот они, вот посмотрите, где здесь нет библиотек. Ну, только там в конце, когда менеджеры подбегут и деньги заберут. А где работать, там библиотеки, коллеги. Понимаете? Вот они, эти направления, о которых мы забыли. Чем сейчас библиотеки занимаются? Борются с домами культуры. За читателя. Все. Ну вот обидно. То есть я тут веселил, теперь я говорю такими вещами, но обидные вещи. Ну вот так вот. Где наши наработки в рубрикаторах? Где наши наработки в информационных базах, которые действительно цены региональные? Где? Сложно сказать. Это я сейчас говорю, вот я на уровне Томска ругался, а сейчас на уровне стороны ругаюсь. Ну, к сожалению, вот она боль профессии. Что-то там у нас еще интересно. Ой, а я не в ту сторону кручу. Вот так вот. Время вспять. Это задача, принцип необъятного, что библиотекари всегда делают. Они потихонечку читателя приводят к структуре данных. Поехали, какие здесь уровни? Вот первые, тут снизу вверх идет уровень научных данных. То есть вначале мы делаем облако, потом это облако делим, потом делаем связанные данные, а потом уже добавляем искусственный интеллект. Искусственный интеллект не родится без вот этих шагов. И поэтому, когда сейчас многие говорят слово «искусственный интеллект», они фактически, как бы себя забалтывают, потому что шагов этих никто не делает. Сколько раз слово «искусственный интеллект» не говори, он таким не станет. Покуда для него нет систем обучения, систем понимания и систем распределения и взаимодействия вот этих антологий и картин мира между отраслями знаний, этого не будет. У библиотекарей большая перспектива, скажу я вам, причем профессиональная. О чем умалчивают зарубежные источники. Почему? Да. Ну и, соответственно, вот, пожалуйста, по поискам в соседних дисциплинах, маркетплейс научных инфосервисов, много интересного, ну и навигатор для планирования исследований и прочее. Проблемы. Принципы, вот они. Механизмы реализации справа. Это я говорю от Миноборнауки. Но, коллеги, если все хорошо пойдет, то и в Минкультуре будет хорошо. Да? Скоро нагрузка придет нормальная, да? И вот, может быть, связанные данные вернут библиотеки в то поле информационной надобности читателя, из которого они убежали, танцуя. Контуры управления, консорциум управления программой. Но это, чтобы вы понимали про разработку этой программы. Вот, пожалуйста, инфраструктура научных библиотек, развитие журналов, применение в области, ну и так далее. Конкурсная документация грантов. Ну и самое интересное. Тематические блоки программы. Вот гляньте своим глазом, где здесь нет библиотек? Представляете, да, когда начали штурм мозговой, выяснилось, что все блоки-то библиотечные. Все блоки практически библиотечные, на которые стоит обратить внимание. И каждый из этих блоков, если вы заметили, в провале. В провале в библиотечной отрасли. Специалистов не готовим, сами деградировали. Откуда взять ресурсы, не знаем. Хоть узбеков завози. Но их тоже учить надо. Понимаете? И так далее. Тут и здесь не про то, что купят нам компьютер, а мы вдруг перепрыгнем там через что-то особенное. Тут мы через себя бы перепрыгнуть. Понимаете? Ну и, в общем, вот библиотеки в программе вот так выглядят. Вот эта перспектива, то,
чем библиотекам бы заняться, показывая свое величие. И вот когда я начал-то с того там, в самом начале, что выходят люди, их прокурор спрашивает, они про великое библиотечное дело и про сознание. А вот на этих пунктах можно остановиться, рассказав про сознание и про великое библиотечное дело. Что там у нас? Ну и тут, короче, тоже много интересного для новых проектов, системные требования. Ну и здесь такая красивая картинка, что почему нельзя ездить по нашим дорогам? Да можно ездить, нормально, только неэффективно и, собственно, это не доедешь. Вернее, не все доедет от тебя, что выехало из пункта А. Вот. Поэтому потери от инфраструктуры серьезные, а нам эту инфраструктуру делать. И библиотеки – это как раз те элементы инфраструктуры информационной, которые крайне важны, которые не просто нужны, а необходимы исследователю. Исследователь это должен знать, но он должен понимать, что библиотекарь – это все-таки профессионал. И он может на него положиться для решения своих задач в этом информационном поле. Я не знаю, какие к вам приходят читатели, я про республиканскую библиотеку говорю, настолько искушенные или не настолько, но дай бог, чтобы до вас дошли эти искушенные, они же тоже существуют. Они же тоже существуют, им же не всем в Москву кататься за информацией, да, правда? Они хотят и здесь получить помощников информационных, которые будут им помогать. Все. Спасибо, коллеги. Я надеюсь, что это оптимистичная нота, и пессимистично, оптимистично, Да что ж у меня руки-то машут. Вот. Но вы хотя бы, пожалуйста, поймите, что перспективы у профессии есть. Да, они в какой-то момент недосягаемые, да, мы даже не знаем, как к этому подойти, но они существуют. И не надо пессимистично относиться и убегать в какую-то другую отрасль, надеясь, что там нас ждут и чем-то с нами там поделятся. Спасибо. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Очень позитивно, весело, емко. Просто. Итак, следующий наш доклад – личный кабинет читателя ГПНТБ России. Ушакова Ольга Борисовна расскажет нам о тех преимуществах читательского билета ГПНТБ. Еще раз огромная благодарность за такую возможность. Я напоминаю, у нас осталось еще 3 билетика. 3 человека, и у вас есть возможность записаться бесплатно в ГПНТБ России и получить онлайн-доступ к уникальным ресурсам. Ольга Борисовна. Коллеги, что, скажите, да? Классно было. Это, знаете, когда сидишь и гордишься своим генеральным директором. Но я хочу... Я что хочу сказать. Я считаю, что те, кто остались, сделали правильный выбор. Потому что все самое вкусное, именно такое, знаете, то, что и сознание вам расширит, и поможет в практической деятельности, это будет вот после обеда. Вот, собственно, Александр Сергеевич все это нам показал, сияющие дали, космос буквально. Вот. А сейчас мы вернемся чуть-чуть на некоторое время в нашу обычную жизнь. И я в библиотечном деле давным-давно, то есть я профессиональный библиотекарь и технолог автоматизированных библиотечных систем. У меня образование такое, я закончила Кемеровский институт культуры. И я вам могу сказать, что все библиотечные процессы я знаю не только с точки зрения процессов, да, а с точки зрения того, как их автоматизировать. И потом в определенный момент я занялась клиенториентированностью. Помните, я говорила в первой части? Почему? Потому что я работала в библиотеке предприятия. У нас была зарплата самая большая в городе среди библиотекарей вообще. И главный инженер дороги сказал: а я закрою вашу библиотеку, я не понимаю, зачем она нужна. Почему я, как руководитель, должен давать деньги на это направление? А она же не государственная, поэтому ее закрыть очень легко. Поэтому мы собрались, все коллеги, и решили подумать, а что нам нужно сделать для того, чтобы нас не закрыли, чтобы люди увидели, что мы им нужны и важны. И у меня есть целый кейс, как выйти из этой ситуации. Я его провожу прямо так, и вебинары, и семинары, что хотите. Так вот, то, о чем говорил Александр Сергеевич, это абсолютно применимо.
Конечно, он нам рассказывал очень высокие вещи, но если вы возьмете хотя бы кусочек того, что он рассказал, и примените в своей жизни, то вы увидите, как это работает. Это работает волшебно просто. В результате та библиотека, в которой я работала, ну, мы с командой работали, значит, без нее просто не могли обойтись, понимаете? То есть и это была не досуговая и не третье место. Это была чисто информационно-аналитическая функция. Причем мы выполняли как библиотечные все функции, так и аналитические. Я была тем человеком, который, допустим, у которого рабочий день был до 5 часов, без 5 мне могли позвонить и сказать, значит так, руководитель летит утром в Москву, ему нужна информацию вот на эту тему. Ваша задача предоставить ему короткий аналитический отчет. И я должна была не просто найти источники, а то, о чем Александр Сергеевич говорит. То есть я должна была вытащить смыслы. И это стандартная работа. И мы вот так работали. Почему? Потому что мы знали инструменты. У нас были ресурсы, у нас были инструменты. Вот сейчас этого в слайдах у нас нет, но я вам могу сказать, что вы видели, ну вот здесь вот очень хорошо работать с патентами. Вы видели, как работают системы патентные? Никогда не видели? Обратите внимание, здесь вот это все есть. И если вы посмотрите, патентные базы, они же абсолютно открыты. Абсолютно полные тексты – это лучшая научно-техническая информация. И когда вы ищете там по какой-то тематике, то там результаты поиска представляются в формате уже проанализированных количественных данных. Да, смысловые еще вещи не делаются, но количественные данные – да. То есть вам не надо строить значит, вот эту вот динамику публикаций по годам, кто лучший автор, они все это делают сами. Это все делается, да? А вот есть системы, которые именно патентные, а это тоже та же самая информация, только научно-техническая. Они берут и делают патентные ландшафты, они показывают связи патентных семейств и так далее. Вот все это можно делать и в библиотечных стандартных системах. Просто наши системы, понимаете, им же разработчикам кто-то же должен про это сказать. А не так, что опять это Ушакова со своими дикими идеями, да? Ну что это, да? Я просто много лет капала на мозги разработчикам. Теперь я с ними работаю. Вот. Но я сегодня поговорю с вами про личный кабинет. Это простая вещь, это простая. Но я сейчас веду исследование. Оно не то диссертационное, которое потом будет, это простое исследование. Пожалуйста, достаньте телефончики и считайте этот QR-код. Я вас очень прошу поучаствовать в этом исследовании, потому что я набираю данные с разных регионов. Она абсолютно анонимная, эта анкета, поэтому никто не узнает, как вы ответили. Вот. Но эти данные войдут в обобщенную публикацию, то есть там будет понятно. Когда вы ответите, мне как-то просигнализируйте. Даже вот так.
Коллеги, кто ответил, так мне... Мгм. Смотрю, еще отвечаете, да? На самом деле результатов уже более 400, ну, я имею в виду из других регионов, и результаты интереснейшие. И когда я на эту тему выступала, на тему личного кабинета выступала весной этого года на конференции по библиотечному маркетингу, я была искренне удивлена. Организаторы говорят: выступи на тему личного кабинета. Я говорю: Господи, что по нему выступать? Все знают, у всех все есть и так далее. Они говорят: ну, пожалуйста, ну, выступи. Я говорю: ну, хорошо. Я в этой тематике 12 лет. Я думала, что за 12 лет-то у всех личный кабинет есть, и у всех он хороший. Оказалось, все не так. Из предварительных результатов из ответивших примерно 70% это публичные библиотеки, и из них у 70 нет личных кабинетов вообще. На самом деле, когда я потом с коллегами разговаривала, я говорю: а почему вот у вас нет личного кабинета? Они говорят: ой, ну мы маленькая библиотека, у нас маленький фонд, у нас очень мало читателей. Я говорю: так и что? Так у нас автоматизации нет. Я говорю: а почему у вас нет автоматизации? А у нас, говорит, денег нет. Я говорю: слушайте, ну в современном мире не найти демоверсию Ирбиса, которая она полнофункциональная система, в которой 1000 записей можно ввести в электронный каталог и 1000 читателей. Послушайте, это просто преступно в таких условиях. Это я только про нашу систему говорю, может, в других системах это еще по-другому, но я вам просто объясняю. Если библиотека маленькая, ей вообще не надо денег на автоматизацию. Вот оно лежит в бесплатном доступе, демоверсия. Она полнофункциональна, делаете, работаете, включая личный кабинет. И таким образом вы повысите не просто доступность людям информации, но и свой престиж. Потому что когда вы просто посредник между полкой и книгами или замена жалкая, как правило, культурных центров, то к вам и относиться будут так же, понимаете? Потому что есть люди, которых учили для того, чтобы развлекать других людей. Им давали такое профессиональное образование. Конечно, среди нас есть самородки. И есть самородки, которые делают это лучше, чем профессиональные организаторы массовых праздников. Но на самом деле нас с вами, если учили, да, если мы библиотекари, давать информацию людям, быть посредниками в этом информационном мире. Поэтому давайте про это вспомним. И вспомним о том, что у нас сейчас в руках есть все инструменты. И сейчас, вот сегодня, вы получили еще один инструмент в свои руки. Это пластиковый читательский билет читателя ГПНТБ России. Это удача. Я вас всех с этим сейчас поздравляю. Я предлагаю похлопать всем. А сейчас расскажу, собственно говоря, почему. Итак, если вы зарегистрировались онлайн, а это тоже возможно, вы просто-напросто будете иметь доступ ко всем сервисам, кроме лицензионных ресурсов. А сейчас это очень и очень важно. И если вы посмотрите на сервисы, которые у нас реализованы уже, а он только развивается, то есть это не значит, что это все, что вершина, да? Нет, это просто начало. Вы увидите, что там книговыдача – это просто один из элементов. То есть одно из направлений. Конечно, у нас есть книжки печатные, и, конечно, в ваших библиотеках тоже есть книговыдача. И если она автоматизирована, там должен быть блок работы с печатными источниками. Конечно. А где все остальное? Если вы вспомните личный кабинет, а мы стали вчера читателями вашей прекрасной библиотеки, да? Если вы вспомните личный кабинет своей библиотеки, вы сможете как-то это понять. Как туда войти? Вы получили читательский билет, там есть какие-то буквы, цифры, вы нажимаете на кнопочку «Ввод», «Вход» и попадаете в личный кабинет. Туда вводите этот номер и попадаете в личный кабинет. Естественно, там есть блок вот этот, который касается печатных источников, но он вам будет неинтересен, потому что вы не находитесь в здании ГПНТБ, а он работает только в здании ГПНТБ, потому что мы не даем на дом.
Но чтобы вы понимали, как это выглядит изнутри, я просто вам показываю, что да, можно посмотреть, что у вас на руках. Можно посмотреть, что вы до этого читали, и этот блог доступен, даже если вы к нам приезжали на один день, что-то посмотрели и уехали, да? И можно заказать еще раз эту книжку, это удобно, нашим читателям это очень нравится, естественно. А вот то, о чем говорил Александр Сергеевич, что у нас очень большое распределенное хранение. Мы своим читателям всегда говорим: приходите к нам только тогда, когда увидите вот эту запись, что заказ поступил в место хранения, ожидает выдачи. Потому что иначе книгу могут везти из Подмосковья, из хранилища в Подмосковье. И это несколько дней. Понятно, зачем человека дезориентировать. Следующий шаг – это шаг информирования о наших новых поступлениях. У нас есть два варианта информирования. Оно абсолютно автоматическое. Просто подумайте, у нас в базе данных огромное количество читателей. И если бы у нас были сотрудники, которые бы занимались информированием, то, что называется, от руки, это было бы невозможно. Это были бы колоссальные трудозатраты. Поэтому, естественно, система все делает сама. Есть возможность выбрать из определенного перечня, который сделан, причем каждая тема – это, естественно, поисковый запрос. То есть систематизаторы, библиографы составляют этот поисковый запрос на языке системы. То есть они говорят, вот этот, вот, допустим, приборостроение. Это такой-то индекс УДК, такой-то индекс ГРНТИ, это такие-то ключевые слова, такая-то предметная рубрика. И если система найдет вот эту вот всю историю, она отправляет читателю информацию. Как будет приходить вам информация? Я рекомендую подписаться, естественно, хоть на что-нибудь, чтобы понимать. Это просто перечень библиографических описаний с гиперссылками. Каждая гиперссылка – это переход на ваш личный кабинет сразу. Поэтому эти письма нельзя пересылать, потому что это вход в ваш личный кабинет. Здесь же, конечно, можно отписаться, если вам это не нужно, но отписаться можно и из личного кабинета. Причем, если здесь вы напишите «отписаться», вам придется заполнять анкету, мы вас спросим, почему вы хотите отписаться. В личном кабинете это будет ваше личное решение. И когда вы нажали на гиперссылочку, то вы попадаете сразу на окошечко заказа литературы, потому что предполагается, что вы уже познакомитесь и хотите заказать. Ну, опять напомню, что у нас есть несколько отделений, и туда тоже все доставляется. Но когда мы запустили этот сервис, то мы поняли, что настолько у наших читателей разноплановые запросы, что мы будем этот тематический справочник дополнять и дополнять и дополнять, и все равно мы все эти запросы не перекроем. Поэтому у нас есть информирование по произвольной тематике. Как сделать, как его настроить? Просто так, к сожалению, пока вот то, о чем Александр Сергеевич говорил, да, что читателю нужна просто одной кнопкой, ну пока нет. Поэтому мы нашим читателям рассказываем, как это делается. Значит, вы сначала делаете какой-то поиск. Ну, как правило, этот поиск тематический. На самом деле здесь может быть все что угодно, и индекс ГРНТ, и УДК, и все, что хотите, предметная рубрика. И после того, как вы поняли, что вы хотите получать информацию о новых поступлениях по этой тематике, не самим ходить каждый раз повторять этот запрос, а получать автоматически на электронную почту, вы просто нажимаете на соответствующую кнопку. И там есть такая галочка «Подписаться на новые поступления». То есть вы можете просто запрос хранить, чтобы его 20 раз не делать, если он сложный особенно, да, это хорошо работает. Ну и подписаться на новое поступление. И потом у вас будет перечень сохраненных запросов, и вы внутри этих запросов вы можете их убирать, отписываться, подписываться и так далее. И выглядеть письмо будет примерно так же, только там будет написано «сохраненный запрос». Напоминаю, что система это делает абсолютно автоматически. То есть никакой библиограф не задействуется. Задача качественно меняется. Вот подумайте, в этих условиях качественно меняется задача библиографа. Он должен расписать источник, содержание источника так, чтобы система его идентифицировала, поняла, что он соответствует запросу читателя и отправила его автоматически этому читателю.
А если человек работает над какой-то тематикой, как правило, у нас наши основные посетители, естественно, наши читатели — это люди, которые занимаются научной работой или исследовательской работой. И, конечно, они хотят сохранять информацию. Так вот, сначала нужно сделать тематическую подборку. Вы ее делаете, то есть вы ее как-то называете, сохраняете эту запись. Потом вы что-то ищете на эту тему, выделяете и нажимаете на застенчивую звездочку. Видите, она так выглядывает из-за угла. И потом вы выбираете из перечня своих подборок, уже сохраненных заранее, нужную вам подборку. И потом вы можете смотреть, можете распечатывать, можете отправлять результаты по электронной почте. Дальше вы уже с этими результатами поиска делаете то, что вам нужно. А у кого есть виртуальная справочная служба? В какой библиотеке из тех, которые присутствуют? Угу. Она у вас в открытом доступе или в закрытом секторе сайта? В открытом. У нас тоже была в открытом. Как вы думаете, почему нам пришлось ее перетащить в закрытую часть? Ну, предположения есть хоть какие-нибудь? Вот учитывая то, что Александр Сергеевич рассказывал. Нет? Нет версии? Смотрите, все дело в том, что даже по вашим запросам можно определить, над чем вы в данный момент работаете. Понимаете? А это достаточно уязвимая информация с точки зрения государства. Я вам потом 2 слова скажу про другие аспекты. Да? И наши читатели попросили виртуальную справочную службу перенести внутрь личного кабинета, чтобы никто не видел, кроме них и библиотекаря, их запросы. Ну, понятно, и ответы, но их запросы. И в часто задаваемые вопросы, то есть ответы на часто задаваемые, мы выносим только что-то, чтобы было понятно, как этим пользоваться. Ну, например, там, когда студент просит какой-нибудь наукометрический индекс, допустим, там, поискать, да, и мы им говорим, вот обращайтесь в такой-то отдел. То есть ничего в общий доступ мы не выдаем. Это специфика нашей библиотеки. Потому что, вспомните, Александр Сергеевич вам про это говорил, даже по запросам по вашим система может вас отследить. И если человек работает над какой-то темой, естественно, это будет сразу видно. Ну, в общем, виртуальная справочная у нас теперь живет в личном кабинете. И тот ресурс, который доступен в полном объеме только зарегистрированным читателям, это лицензионные ресурсы. Помните, я вам говорила про то, что у нас электронный каталог – это такой сводный каталог, который содержит библиографию из всех ресурсов. А посмотреть этот перечень полный, который вам доступен из любой точки, где есть интернет, можно в этом разделе. И если вы видите фразу «войти в систему», это значит, что бесшовный переход осуществляется. Не нужно заполнять никакие логины, пароли и запоминать. Это все есть внутри системы, это тоже наши айтишники все это делают. Знаете, есть библиотеки, я записана в 16 библиотек страны, есть библиотеки, у которых есть доступ к ресурсам, они дают распечатку на бумажке. И там какой-нибудь такой заковыристый пароль, что, боже мой, думаешь, как же его ввести-то? У нас такого делать не надо. Но есть агрегаторы, поставщики контента, которые не дают бесшовного перехода. Это не от нас зависит, мы бы все настроили. Но не дают. Тогда в этом случае в вашем личном кабинете будет логин-пароль. Сейчас, на данный момент, у вас появилось 13 ресурсов в удаленном доступе. Буквально с 1 ноября будет 14. У нас еще одна АБС добавляется в личный кабинет, и это здорово. Вы сможете помогать своим читателям. И еще один такой важный момент, сейчас скажу. Да. Вы видите, что есть среди русскоязычных ресурсов зарубежные ресурсы, и вот ресурсы EBSCO. Они тоже доступны по паролю. И надо пользоваться, если у вас есть студенты, и им нужны какие-то источники вот такие достоверные, качественные на иностранных языках, обязательно говорите им пользоваться, потому что никто не знает, что будет в следующем году с точки зрения доступа к ресурсам. И EBSCO у нас доступен в том числе через удаленный формат. Это здорово.
Уважаемые коллеги, Вебска находится вот в том ресурсе, который порядка 2000 наименований библиотечных журналов разных языков, в полных текстах. Можно найти по ключевым словам. Кстати, мы не сказали, ГПНТБ России у нас издается журнал, который называется «Библиосфера». Слышали про такой? Не отнимайте хлеб у Даши. Да? Все, с хлебом, все. Следующий ресурс, который я вам очень рекомендую как библиотекарям, это Discovery сервис. Кто знает, что такое Discovery сервисы? Ну, айтишники обычно знают, да. Это когда вы одной строкой ищете в большом количестве ресурсов, да? И они бывают очень разные, и их функционал очень разный. У нас и в России есть аналоги Discovery сервисов. Они все отличаются функционалом и тем, как они работают с теми данными, которые к ним поступают. У нас один из лучших Discovery сервисов, он очень дорогой, вот, но просто имейте в виду, что это тоже серьезнейшая помощь в поиске информации. У нас EBSCO Discovery сервис. И когда вы там ищете, вы сразу ищете в большом количестве источников. Причем, обратите внимание, если вы будете вводить поисковый запрос на русском языке, у вас, конечно, найдутся ответы на русском языке, но если вы хотите зарубежные источники, то нужно обязательно писать на английском языке. Тогда вы тоже найдете и русскоязычные источники, но просто обращайте внимание на язык. Еще один важный момент. Сразу хочу сказать, что набор функций личного кабинета категорически зависит от того, сотрудник вы или читатель. Потому что у сотрудников появляется дополнительный блок в личном кабинете, который называется сотрудником ГПНТБ. Причем он настраиваемый, и в зависимости от того, какой функционал у сотрудника, ровно этот набор он будет видеть в перечне сотрудникам. Если человек, к примеру, может только печатать наклейки на экземпляры, у него там будет ровно один вот этот пункт. У меня, допустим, так как я контролирую виртуальную справочную службу и контролирую там присоединение полных текстов к электронной библиотеке, естественно, у меня этот функционал тоже есть. Вот я не выполняю его, я контролирую просто. Ну, вы понимаете, что это вот стандартный IRB 128, и там точно так же может быть разный набор функционалов и для читателей, и для библиотекарей. И обратную связь мы тоже поставили сюда. Тоже интересная история. У нас обратная связь всегда была на сайте в отдельной форме. Но в связи с тем, что мы с февраля месяца, нам идут постоянно вот эти предписания по усилению информационной безопасности, нам пришлось виртуальную обратную связь поставить сюда, вот эту форму. Там простая форма, там ничего сложного нет. Но потрясающе интересная история. Тональность того, как с нами разговаривают читатели, когда обратная связь в открытом доступе и когда она в личном кабинете, хотя он и там представляется, она абсолютно разная, потому что я стою в копии. То есть это идет в отдел обслуживания, естественно, запрос, но я стою в копии, я вижу все. Меня это настолько поразило и восхитило, совершенно другой тон, и люди гораздо более комплиментарно высказываются о библиотеках. У нас есть чат на главной странице, и читатели очень часто используют как раз чат. Они не хотят иногда не звонить, не писать по электронке, поэтому у нас есть чат, причем это приобретенное, там есть бесплатный функционал, а есть платный функционал. Он недорогой, этот сервис, но тем не менее он важен. И у нас есть электронная доставка документов. Вот над ней мы сейчас работаем, и это следующий будет элемент функционала личного кабинета, потому что мы заметили, как только мы какой-то функционал с сайта, где этот функционал лежал, в открытом доступе, добавляем в личный кабинет, у нас крайне, вот так вот, кривая использования растет вверх. Почему? Потому что люди привыкли к личным кабинетам. Они хотят, чтобы там было много всего, много функционала. И если вы посмотрите, вот окинете взглядом то, о чем я вам рассказала, казалось бы, немного, да, возможностей у нас. Но, тем не менее, это и контроль работы с печатными источниками, заказ, естественно, что у вас на руках, там бронирование, вот это все. И
Тут должен был быть еще один слайд. Волшебным образом исчез. И понимаете, в чем дело? Самое главное, вы даете человеку в руки инструмент работы с информацией. И так как мы выступаем перед разными аудиториями, я лично выступаю перед разными аудиториями, я вам могу сказать, что следующий набор слайдов, который я вам покажу, вызвал просто фурор, когда я выступала с вебинаром на платформе антиплагиата. Я была потрясена, я была удивлена. Страшно. Почему? Потому что то, что не называется словом лайфхаки, а называется полезняшки теперь, да? Это, я расскажу вам про два сервиса. Сервис определили, ну не сервиса, а два инструмента. Значит, первый – это доступ к индексу УДК и доступ к индексу ГРНТИ. Вот когда я просто обычным исследователем, не библиотека, рассказала про эти возможности, мне в обратной связи написали: «Боже мой, как долго мы это искали». Вот расскажите мне, вот прямо голосом скажите кто-нибудь, к вам придет читатель и скажет: вы знаете, мне надо определить индекс УДК моей статьи. Что вы ответите? Это крупная библиотека пошлет в отдел комплектования. А у отдела комплектования они что будут? Где брать индекс УДК? У них он в каком формате? Это крупная библиотека, да? Нет, вузовская библиотека – это тоже крупная библиотека. А вот в деревню человек пришел к библиотекарю, вот человек пришел в деревню к библиотекарю и говорит: а мне надо индекс УДК. Знаете, что мне отвечают в аудиториях? А у нас ББК. А дальше я им говорю: а вы вообще кто? Вот человек с этим запросом должен прийти куда? Он должен прийти к эксперту по работе с информацией. А кто является экспертом по работе с информацией? Да мы с вами и являемся этими экспертами. Поэтому вы должны знать про инструменты, особенно бесплатные, да? Так вот у нас на сайте, когда вы заходите в расширенный поиск, у вас появляется этот сервис абсолютно бесплатно, достоверно и легитимно. И без регистрации. Вы нажимаете на закладочку, которая называется УДК. И там полностью все иерархическое древо УДК. Причем самая последняя, самая актуальная версия, которая нам поступает напрямую с Unity. И там вы можете сразу провести поиск по этому индексу, естественно, и попадете к нам в электронный каталог. Очень многие читатели, кстати, этим пользуются. А в нашем каталоге, просто напомню, да, потому что я вашим воспользовалась, я подумала, что надо про это сказать, наверное. Результаты поиска можно отсортировать по разным основаниям. Результаты поиска можно вывести в разных форматах. И, естественно, у нас там подключены полные тексты. Если подключен, вы это увидите и будете пользоваться. Но если вы не знаете, как называется рубрика, то вы просто вводите это в поле ключевые слова. И все рубрики, в котором это слово встречается, у вас система выдаст. Вот, казалось бы, такой простой инструмент, но исследователи, они чуть не плакали, они говорили: мы ходили в интернет, они набирали «определить индекс УДК». Знаете, что вам выходило? А вот попробуйте. Вот просто попробуйте. И вы увидите, какой ужас им выходит и чем эти бедные люди пользуются. А у них должна быть связка. Если мне нужно что-то, что касается информации, я должен идти к библиотекарю. А библиотекарь уже знает, где это взять. Так вот, вы теперь все знаете. То же самое с ГРНТИ. ГРНТИ у нас не просто самая последняя версия. Мы разработчики. То есть с определенного, там, по-моему, 2 года у нас, да? Короче, 2 года у нас разработчики ГРНТИ в ГПНТБ работают. То есть это самая-самая-самая крутая последняя версия. И она абсолютно достоверная. Ну, здесь принцип тот же самый. И еще вот к вопросу о сервисах, которые может предоставлять электронный каталог. Все дело в том, что вот наши каталоги, они же огромные, да? Вот Экапсон, он огромный. И, к
к сожалению, во многих системах автоматизированных вот не используется то, что делается в патентных системах, когда результаты поиска анализируются и выдаются в каких-то форматах. Так вот, у нас есть какие-то зачатки, но тем не менее, может быть, вам это поможет. У нас есть внизу фасеты, и когда результаты поиска, вы можете как-то быстро перейти, к примеру, на все публикации 2021 года там, или какого-то другого года этого автора и так далее. Ну, я уложилась, я надеюсь. Если какие-то вопросы остались, пожалуйста, расскажите, поделитесь. Да, да, устройство, да. А почему вы не осуществляли? Почему вы так подумали, что мы... Ошибка нет. Дело в том, что они все проведены, просто, скорее всего, в номере ошибка. Угу. Нет. Нет, давайте так. Значит, вы, как библиотекарь, понимаете, что читательский билет не передается, а только ваш читательский билет дает доступ к нашим лицензионным ресурсам. А дальше вы сами решаете, как вы работаете с читательским билетом. Нет, я сказала ровно то, что я имею право сказать. Там гиперссылка будет. Там будет гиперссылка, да. Ну вот Дарья Сергеевна расскажет. Или она уже рассказывала. Или вы не заказали этот сет. Не, ну просто у Дарьи Сергеевны есть блестящий совершенно мастер-класс по подготовке тематических выставок, где она все это рассказывает. Вот. Но на самом деле, да, наши вот, книги, вы можете искать их у себя. То есть вы нашли... Самое главное, вы нашли... Это, понимаете, наши библиографы взяли и отобрали эти книги. Они эту работу сделали за вас. А дальше уже техническая часть остается, где эту книгу взять. То есть любой библиотекарь, любому читателю это все сможет достать. Кстати, наш отдел МБА, он славится просто по всей стране. И у нас в Москве иметь такое количество абонентов, которые есть у нас, это достаточно большое достижение, потому что у нас куча библиотек, и у нас национальная библиотека, да, РГБ Ленинка, одна из национальных библиотек, у нее обязательный экземпляр всего вообще. То, что к нам не попадает, попадает к ним. А люди пользуются нами. Почему? Потому что у нас очень хорошие работают сотрудники, которые вам найдут, из-под земли достанут. К вопросу о интересностях, да? И про текущий момент. Смотрите, у вас в регионе что-то издается. Вот очень много изданий, как правило, делают корпорации. И в корпорациях, если нет человека, который скажет издателям, что нужно отдать в обязательный экземпляр, они даже не знают про это ничего. Вот они издали книжку, там 500 экземпляров, она прекрасная, как правило, полиграфически оформленная, все. Не отдают. Но, допустим, подарили в местную библиотеку. И вот они подарили в эту местную библиотеку, все замечательно. Эта книга, информация о ней только у вас находится. Почему нужно работать в корпоративных проектах? Почему вас призываем вступить в Окапсон, к примеру? Потому что это не финансовая история, но это будет видно, ваши фонды будут видны, и они будут видны людям прежде всего, потому что мы всех своих исследователей направляем. Так вот, прошла у вас какая-то конференция, у вас будут результаты в формате тезисов, докладов. Да? К вопросу о национальной безопасности. Если не отдали в эту организацию, в библиотеку этой организации, то потом эта же организация, которая проводила конференцию, она будет искать с собаками по всей стране материалы конференции, практически нигде не находит. И наши библиографы ищут, в том числе много находят в Окапсоне, но 100% всегда
они находили, если по технике конференция, в технической библиотеке Ганновера. И мы запрашивали это там. Вас ничего не смущает? В нашей стране найти невозможно, а в технической библиотеке Ганновера есть. А почему? Потому что кто-то целенаправленно занимается этой темой. То есть кто-то целенаправленно отбирает наши документы и собирает наши исследования. Поэтому, когда вы работаете с людьми, с вашими читателями, особенно с учеными, особенно с организаторами конференции, обязательно им говорите: отдавайте результаты исследований в обязательный экземпляр и в свою библиотеку, а не кому-то там, непонятно кому вообще. Ну что, коллеги, передаю слово следующему докладчику. Спасибо, Ольга Борисовна. Ну и мы переходим к последнему докладу на сегодня. Чуть-чуть выбились из графика. Я приглашаю Моисееву Дарью Сергеевну, начальника управления научно-методической проектной деятельности ГПНТБ, с темой ГПНТБ России в помощь специалистам библиотечного дела. Еще раз добрый день, коллеги. На самом деле это выступление не было заявлено в программе, и родилась идея этого выступления вчера, когда мы разговаривали с коллегами в таком уже неформальном общении, да, у нас было, и я стала рассказывать, а что наша библиотека вообще делает для других библиотек, и началось с того, что я вам пришлю ссылку, и потом мы поняли, а может быть вам это тоже будет полезно, и стоит об этом рассказать всем. Презентацию я оставлю, поэтому там будут и QR-коды, и ссылки, потом сможете попереходить и посмотреть. Хотелось бы начать вначале с коллекции, которая называется «Издание ГПНТБ России». Вообще наша библиотека с момента основания была методическим центром для всех научно-технических библиотек. Причем не только нашей страны, но в целом и страны СНГ мы им помогали методически также. Затем с развалом ГСНТИ и всего прочего у нас эта функция немножечко угасла, но тем не менее мы до сих пор работаем с библиотеками, и в том числе мы издаем очень много методической литературы, и поэтому часть этих документов, она у нас представлена как раз в коллекции издания ГПНТБ России. Отдельно мы потом выделим уже именно методические материалы, но сейчас здесь вот представлена часть в этой коллекции. Первый слайд — это главный экран нашего сайта ГПНТБ России. И чтобы зайти в эту коллекцию, надо перейти в электронный каталог, вот поисковая строка в середине экрана, и перейти в расширенный поиск. В расширенном поиске в разделе «Коллекция» выбрать издание ГПНТБ России. И для того, чтобы перейти именно к полным текстам этой коллекции, что как раз интереснее всего, надо нажать в подпункте «Наличие полного текста», поставить просто галочку. И тогда при поиске уже выйдут материалы с полными текстами. Единственное, у нас сейчас есть такой маленький нюанс, что когда у нас прикреплено содержание к документу, то оно высвечивается тоже вот как файл PDF, как полный текст. Но всегда можно посмотреть, если не полный текст, то хотя бы содержание, что есть в этом документе, какая тематика. Или, например, может быть, этот документ есть у вас в библиотеке. Или можно заказать по электронной доставке документов, если он вам интересен. На самом деле, вот то, о чем говорила Ольга Борисовна. Ну и, как вы видите, в этой коллекции полных текстов у нас выходит свыше 1000 документов. Еще один пункт, о котором хотелось бы сказать, это новые поступления литературы по библиотечной тематике. Я понимаю, что к вам тоже приходит такая литература, но возможно, что у нас ее чуть больше, или к нам приходит конкретно то, что не доходит до вас. И вот у нас сейчас коллеги из кабинета библиотековедения и научно-технической информации делают очень интересные виртуальные выставки как раз по новым поступлениям. Выглядят они таким образом, в зависимости от сезона они еще меняют у нас титульный экран. И когда вы переходите вовнутрь, то у нас идет библиографическое описание издания, идет аннотация, чтобы понимать, о чем это издание. И мы стали с коллегами добавлять содержание, потому что когда идут сборники,
В них очень много интересных статей, и каждый выбирает ту тематику, которая ему интересна. И мы, например, у себя в библиотеке еще можем заказать, то есть это удобно, нам делают самим коллеги рассылку, и мы, когда это видим, мы тут же в кабинете библиотековедения это заказываем и для работы используем эту литературу. Ну, а вы можете либо посмотреть, вдруг у вас эта литература есть, либо также заказать, да, например. Ну и таким образом, когда мы переходим к содержанию, можно посмотреть, о чем этот документ. По-моему, сегодня мы говорили уже про журнал «Научные и технические библиотеки». Этот журнал выпускает наша библиотека ГПНТБ России. Это единственный журнал библиотечный, который остался в белом списке ВАКа. То есть вот сейчас идут, да, перетрубации. И мы остались в ОСе. Ну, Web of Science, сокращенно сказала. В этом журнале очень качественный материал нашей библиотечной тематики. Прежде чем там опубликоваться, надо пройти, по-моему, тройное рецензирование. То есть смотрят 3 абсолютно разных эксперта, не зная автора, и только после их согласия статья публикуется в данном журнале. Архивы номеров у нас есть на сайте, то есть можно будет по QR-коду перейти, посмотреть. Можно найти этот журнал на сайте у нас в разделе «Издательская деятельность», там есть переход. И что интересно, у нас на сайте глубина архива до 1990 года, а, например, на eLibrary, если вы наберете научные и технические библиотеки, там даже есть статьи за 1961 год. То есть, ну, можно и у нас посмотреть. И там везде это PDF-файлы, то есть можно спокойно смотреть, читать наш журнал в электронном виде. Вот как раз дайджест, о котором хотела сказать Александр Сергеевич. Называется он «Библиогоризонт», выпускается он с 2021 года. Дайджест ежеквартальный, и выходит он и в печатном, и в электронном виде, то есть вы его можете тоже почитать удаленно. И он содержит краткие информационно-аналитические обзоры публикации материалов из англоязычных профессиональных журналов и средств массовой информации. То есть то, что мы, может, не успеваем делать и отсматривать вот зарубежные журналы, здесь эта информация вся собирается. Так выглядит сайт дайджеста. То есть вы даже можете осуществлять поиск по тем материалам, да, которые уже в дайджесте представлены. Краткая информация о том, что это за дайджест. И каким образом это выглядит. Вот, например, номер 2 за 2022 год перечисляются журналы, и когда вы заходите вовнутрь, дальше идут уже аннотации каждой статье и описание, что же это за... Ну, то есть подборка каждым из журналов, переведенная на русский язык. Также наша библиотека делает электронные словари в области библиотечного дела и информации. Это уникальные словари, про них мало кто знает, они доступны тоже в электронном формате. Вот, например, электронный терминологический словарь по СИБИТ. В нем содержится информация по терминам из наших ГОСТов на 1 января 2022 года. То есть, смотрите, когда вам надо найти какое-то определение, чтобы не листать все ГОСТы, вы заходите в этот терминологический словарь, вы его скачали один раз, заходите, и вам выходит точное описание, из какого это ГОСТа, из какого, то есть вот определение, да, какое идет. И все это можно здесь найти. То есть можете искать по поиску, можете просто пролистывать словарь, как вам удобно. Очень удобная вещь, чтобы не листать все ГОСТы подряд, особенно если какие-то определения даны в нескольких ГОСТах. Тут все представлено в одном месте. Вот таким образом это все выглядит внутри. Ну, а когда вы заходите на страничку, там, где словари есть, ссылочка там была в начале, то, пожалуйста, вот скачать словарь. И дальше пользуйтесь, один раз скачали. И по мере того, как появляются новые данные, мы словари обновляем, появляются новые версии, также можно заходить и смотреть, и скачивать, и пользоваться. Еще мне хотелось сказать про услуги. Вот сегодня уже про Scopus, да, говорили, что у кого-то нет доступа, например, к Scopus. У нас он есть, и у нас сейчас развиваются услуги как раз в сфере наукометрии и библиометрии. То есть это прототип странички, которая, я надеюсь, буквально вот на следующей неделе уже должна появиться. Страничка группы наукометрического менеджмента и консалтинга, на которой у нас как раз представлены услуги бесплатные и платные
как раз в сфере наукометрии и библиометрии. Бесплатные услуги мы предоставляем как для исследователей, так и организаций. Здесь, в общем-то, перечислено, да, по каким направлениям. Ну и также мы оказываем платные услуги, но это потому что уже более такой поиск осуществляется подробный, больше времени тратится, ну, соответственно, это и платная история. Контакты нашего специалиста, они есть у нас на сайте в разделе «Контактная информация», ну, либо можете тоже сохранить и либо звонить, либо писать, то есть мы всегда готовы помочь и именно вот в этом направлении. Здесь просто добавила, говорили уже сегодня про экологию, добавила в эту презентацию, чтобы все было в одном месте. Что здесь на сайте очень интересно. Я специально выделила отдельно разделы меню. Для тех, кто занимается вот именно направлением, связанным с экологией в библиотеках, можно использовать материал. Здесь очень много методических наработок для проведения каких-то мероприятий, каких-то уроков в школе, в библиотеке. Много представлено вебинаров экологической тематики, конференций. То есть если вы этим направлением занимаетесь, у вас здесь просто кладезь информации, которой вы можете пользоваться. И вы можете, кстати, рекомендовать и своим и библиотекам, и, допустим, если и школьные учителя к вам обращаются по этой теме, пожалуйста, предлагайте, они там найдут точно полезную информацию для себя. Еще один сайт по шахматам, не буду на нем подробно останавливаться, просто если эта тема тоже интересна, и она у вас как-то в библиотеках, например, затрагивается, то можно тоже много полезной информации на нем найти. Теперь мне хотелось бы рассказать про то, что делает Национальная библиотечная ассоциация библиотеки будущего. Это главная страница сайта, фрагмент главной страницы сайта. И на ней есть такой раздел «Конференции, семинары, вебинары и совещания», на котором мы размещаем информацию. Это, как пример, у нас было 2 конференции, которые организует ассоциация «Библиопитер» 2001 и 2022 год. И в данном случае мне хотелось показать, что мы размещаем видеозаписи. То есть то, что на конференции у нас проходит, какие секции, заседания, это все доступно. То есть если есть материалы, мы выкладываем материалы, если есть видеозаписи, можно посмотреть видеозаписи. Все это в свободном доступе, пожалуйста, пользуйтесь. Также мы проводим в рамках Национальной ассоциации школы на ББ, когда мы выезжаем с коллегами в другие регионы, нас приглашают, и в зависимости от того, какой запрос у аудитории, мы проводим те или иные школы. И как раз вся информация про эти школы, материалы этих школ, они тоже выкладываются вот в этом разделе. Тоже можно посмотреть, там есть и презентации, и видеозаписи, тоже в свободном доступе. В 2020 году мы выиграли грант Фонда российской культуры на проведение онлайн-школы. Как раз это была пандемия, и онлайн-школа у нас тогда очень хорошо выстрелила, то есть она была интересна многим специалистам. Называлась она тогда «Школа библиотечного лидерства». У школы есть свой сайт. Специально сделала скриншотами те темы, которые у нас были как раз на той школе. Очень интересные доклады, очень много полезной информации. Это все тоже в свободном доступе. То есть вот все, что синенькое, это гиперссылки. Тоже можно посмотреть и презентации, и видеозаписи выступлений спикеров. У нас было 3 дня, вот 3 тематики как раз на экране было представлено. В этом году у нас буквально недавно закончилась тоже онлайн-школа, тоже мы выиграли грант Фонда российской культуры. Это уже онлайн-школа «Цифровая библиотека будущего». И тоже есть отдельный сайт, темы, которые у нас были в этом году. Сейчас у нас на сайте выложена отдельно презентация у каждого спикера. Размещены онлайн-трансляции, и буквально у нас заканчивается уже монтаж по каждому отдельному лектору, и будут прикреплены к каждому лектору еще ссылки на видеозаписи, то есть тоже это можно будет все посмотреть. И если интересна конкретная тема, то этим материалом воспользоваться. Также у нас, как у нашей библиотеки, так и у Национальной ассоциации библиотеки будущего, есть свои YouTube-каналы.
на которых тоже размещено очень много информации. На канале ГПНТБ России мне бы хотелось выделить отдельно плейлисты, которые связаны с нашими двумя профессиональными крупными мероприятиями. Это форум «Крым», который у нас проходит каждый год в Крыму. И здесь как раз записи секций представлены за достаточно большое количество времени. Сейчас там 61 видео. И также конференция «Липком», которая проходит в ноябре в Суздале. Кстати, в этом году она тоже будет. Всех приглашаем, приезжайте, будет интересно. И запись, вот 49 видео, тоже за разные года представлена. На YouTube-канале Национальной ассоциации библиотеки будущего как раз вот вы видите трансляция, да, есть размещены. А еще очень интересно, у нас есть отдельный плейлист по лекторию, который называется «Открытые лекции». И здесь просто уникальные лекции, например, того же Су Киасяна, которого уже нет, да, с нами, но тот материал, который он нам давал в этих лекциях, это просто вот уникальный материал, который нигде не найти. Поэтому вы тоже можете смотреть, пользоваться. Ну, это вот та краткая подборка, которую я буквально смогла сделать там за вечер, да, тех ресурсов полезных, которые у нас есть. Если есть вопросы, готова ответить. Но если нет, то... Спасибо. Спасибо большое, Дарья Сергеевна. Действительно, очень интересные и полезные кейсы для работы. Я думаю, что коллеги обязательно найдут им применение. Ну что ж, партнерские отношения налажены, выступления специалистов прошли безупречно, качественно, ярко, звонко. Вот. Мы уже получили от коллег положительные высокие оценки. Я думаю, все еще впереди. Вопросы, я думаю, к нам будут поступать еще через электронную почту, потому что мы предупредили тех, кто нас смотрит онлайн. Мы завершаем дни Государственной публичной научно-технической библиотеки в Сыктывкаре. Спасибо нашим гостям, спасибо нашим слушателям. Встреча, на наш взгляд, прошла продуктивно. Обмен информацией состоялся. Поэтому всем спасибо и до новых встреч. Коллеги, можно пригласить вас для коллективной фотографии? Свету надо.